Макс Вальтер. Курьер. Все персонажи в данном произведении вымышлены. Любые совпадения случайны. Роман является собой фантазию и ничего более. Никаких призывов к действию он не несет, как и не имеет в себе религиозного подтекста или намека. Все это выдумка от начала и до самого конца. Пролог. После получения СМС я собираюсь недолго. Обычно все, что мне необходимо, я вожу с собой. На этот раз сообщение застало меня в клубе, где я тусовался с двумя прелестными мадам. Более того, я уже договорился на ночь и собирался было отправиться с ними в поездку по ночному городу до гостиницы. Но моим планам не суждено было сбыться. В кармане завибрировал телефон двумя короткими сигналами, оповещая меня о том, что пришло новое сообщение. «Девочки, прошу прощения, но мои планы поменялись», — сказал я. Появилось неотложное дело. «Ну как так, Максим, нам же весело», — затянули они в один голос. «Или тебе не хочется?» Девчата уже были изрядно накачанные, и все комплексы у них напрочь отсутствовали. И чтобы показать мне то, что я сейчас теряю, они начали целоваться. «Извините, девочки, но мне пора», — с сожалением распрощался я. «Столик оплачен, и, если я не ошибаюсь, на нем еще есть 1010 депозита. Ни в чем себе не отказывайте». Я покинул шумное помещение клуба и достал телефон. Все, как я и предполагал. 2 адреса и имя клиента. «Ну что, Тимофей Николаевич, вам, кажется, пора», — пробормотал я себе под нос. Пройдя немного вперед, я нажал кнопку сигнализации, и мой Land Cruiser 200 подмигнул поворотниками, оповещая о том, что двери открыты. Я запрыгнул за руль и набрал адрес, который пришел мне в сообщении. Навигатор быстро построил маршрут, и я тронул машину с места. До нужного адреса ехать было недолго. Каких-то полчаса петляний по Москве, и я на месте. «Ну еще бы мне было не сюда», — снова пробормотал я, останавливаясь возле комплекса Москва-Сити. «Вы к кому?» — спросил меня охранник на шлагбауме у въезда во двор. Ты что там, попутал?» — гавкнул я из салона, опустив окно и сунув корочки сотрудника ФСБ в нос охраннику. «Простите», — виновато отпрянул он и начал поднимать полосатый ограничитель проезда. Я въехал во двор, остановил машину у нужного мне дома и вышел на улицу. Прохладный ночной воздух немного проветрил затуманенные алкоголем мозги. Подойдя к подъезду, я открыл домофон специальным мастер-ключом. В парадной, естественно, дежурил комендант. «Вы к кому?» — устало спросил он. «Не твое дело». Я снова применил номер с корочками. Комендант лишь пожал плечами и пропустил меня, больше не задавая никаких вопросов. Лифт поднял меня на предпоследний этаж. На этом этаже находилось всего 2 квартиры, площадь которых превосходила мыслимые размеры. Да и цена, собственно, тоже. Я еще раз сверился с адресом и нажал кнопку звонка на оборудованной камерой двери. Спустя долгих 2 или 3 минуты ожидания раздался щелчок отпирания замка, и дверь приоткрылась. В дверном проеме стоял среднего роста человек с седой головой. Возраст примерно лет 60-65. На вид еще крепкий, видимо, в спортзал ходит. Ну а как же, сейчас среди знати очень популярен ЗОЖ. «Что, уже?» — устало спросил он. «Как вы узнали?» — спокойным голосом ответил я вопросом на вопрос. «Молодой человек», — также устало протянул он. «Если бы вы работали там же, где и я...» Он не закончил фразу, а просто махнул рукой. «Пройдете?» «Почему нет?» — пожал я плечами и вошел в шикарную квартиру. Описывать ее смысла нет, потому как подобную роскошь каждый день крутят в интернете различные дизайнерские конторы. Одно скажу точно. В старенькой квартире можно увидеть больше души, нежели в этой, сверкающей роскошью и богатством. «Тимофей Николаевич», — начал я с уважением, почему-то этот старик вызывал его, хотя то, зачем я пришел, уже говорило о нем все. «Я так понимаю, что с правилами вы знакомы?» «Само собой. Я очень хорошо умею составлять контракты и всегда читаю даже мелкий шрифт», — обернувшись через плечо, ответил он. «Вы позволите мне выпить?»
Не волнуйтесь, жену я отправил на море еще неделю назад. А дети... Он снова вздохнул и махнул рукой. В общем, за границей. Понятно, буркнул я и остановился в проходе перед кухней. Выпейте со мной, или вам на работе не положено? Спросил он. Даже как-то смешно, если принять во внимание моего босса, усмехнулся я. А что у вас? О, это напиток богов, поднял палец вверх Тимофей Николаевич. Коньяк, настоящий, грузинский, 40-летний. Делается только для таких, как я. Заинтриговали, согласился я. Плесните немного. Я принял бокал и еще раз внимательно присмотрелся к своему клиенту. Да, он действительно принял судьбу. Хотя и судьбой-то это не назвать. Каждый из моих клиентов делает осознанный выбор. Но вот когда приходит время платить, что только не придумывают. И бегают по всему миру, и прячутся в бункере, и пытаются нанимать киллеров. Вот только я все равно получаю плату. Всегда, ибо я забираю души. «Ну что, вы готовы?» — спросил я, когда коньяк в бокале Тимофея Николаевича подошел к концу. «Да, вполне», — спокойно кивнул тот. «Позволите переодеться или в халате тоже сойдет?» «Мне без разницы», — пожал я плечами. «Тогда, с вашего позволения...» Он пошел в гардероб, а я последовал за ним. Не хватало, чтобы в последний момент он дал дёру. Но Тимофей Николаевич спокойно выбрал костюм, переоделся в него, вставил ноги в дорогие туфли, хотя с виду и не скажешь. Вот только истинно дорогие и качественные вещи всегда выглядят неброско. «Ведите, молодой человек», — указал рукой на дверь клиент. «Прошу», — пропустил я его вперед. Мы вышли на улицу, сели в мою машину. Я вытащил из-за пояса пистолет с усыпляющими дротиками и вставил его в специальное крепление под торпедой. Все, теперь можно в путь. Ехать не особо долго. Сейчас ночь, и дороги в Москве не так сильно загружены. Нам нужно выехать за город, и буквально через несколько километров будет то самое место. Место, где мой клиент заключил сделку с моим боссом. Только там я смогу забрать причитающееся ему по праву контракта. До места доехали спокойно. Тимофей Николаевич не паниковал и не предпринимал никаких попыток сопротивления. Хорошо, когда попадаются такие умные люди. Хотя это с какой стороны посмотреть. Мне таких становится жаль. Гораздо проще, когда начинают выпендриваться. «Мы приехали», — спокойно сказал я. «Я узнал это место», — кивнул тот. «Его трудно забыть. Скажите, а как все будет проходить?» Отвечать я не стал, а быстро приложил руку в район сердца. Мои пальцы засветились красным, и я почувствовал, как душа этого человека начинает проходить через меня и исчезает в бездонной пропасти. Это чувство невозможно сравнить ни с чем. В это время я чувствую боль уходящей жизни, чувствую голод босса, я ощущаю всю суть мироздания. Я рождаюсь и умираю одновременно. Боль и наслаждение, которые невозможно выразить словами. Хочется корчиться от боли, одновременно кончая себе в штаны. Кажется, в первый раз со мной именно это и случилось. Сейчас я уже научился контролировать себя. Не так хорошо, как хотелось бы, но все же штаны стирать уже не приходится. К моим ногам упала иссушенная мумия, некогда бывшая человеком. Все, моя работа закончена. На этот раз все прошло гладко. Глава 1. «Василий Николаевич, что значит уволен?» — спросил я, стоя в кабинете генерального директора фирмы по продаже медицинского оборудования. «Вы же сами говорили, что я один из лучших ваших сотрудников». «Ты, Максим, видимо, не понимаешь, о чем я тебе говорю», — терпеливо ответил он. «У меня нет средств платить тебе зарплату. В стране кризис, мы сокращаем штат». «Но почему я? Почему не Голованова?» — продолжал допытываться я. «Чем я хуже его?» «Ничем не хуже», — ответил директор. «Просто его отец сам знаешь кто. А содержать такой штат сотрудников мне сейчас не по карману». «Но ведь я выигрываю почти все госконтракты. Я принес вам только за этот квартал почти 20 миллионов. Продолжал я бороться за свое место под солнцем.
Максим, ты не один попал под раздачу. Все так же терпеливо ответил Василий Николаевич. Напиши, пожалуйста, заявление, и мы останемся друзьями. — А вот хрен тебе! — разозлился я. — Я знаю законы. Хотите, сокращайте как положено. — Ты что о себе думаешь, щенок? Терпение директора наконец лопнуло. — Я же тебя в порошок сотру. Ты у меня, кроме как пиццу заставлять, больше никуда не устроишься. — Посмотрим. Вышел я из кабинета, хлопнув дверью. Кажется, я отрезал себе все планы на будущее. Долбаный псих. Зачем я так? Где теперь работу искать? Неужели придется возвращаться в свою мухосрань? Дебил, не мог промолчать? Ну и ладно, что он, всесильный, что ли? Найду себе что-нибудь еще. Денег после сокращения хватит на пару месяцев. Что-то да подвернется. Пусть только попробует выкинуть меня по статье. Я его по судам затаскаю. Мысли, как бешеные, колотились в моей голове, перескакивая то на самобичевание, то на злость. Я достал из кармана сотовый и, поводив пальцем по экрану, вызвал своего товарища. — Здорово, упырь! — поприветствовал я его. — Жрешь, что ли? — Завязывай, а то жопа в машину не влезет. Ха-ха-ха! Засмеялся я над своей тупой шуткой. — Тебе что, Макс, настроение кто испортил? Враз догадался про мое настроение Генка. Хуже, Ген, меня только что уволили. А еще я шефа на 3 буквы послал. Моментально доложился о своих делах я. Иди ты. Кажется, Генка даже жевать перестал. Ты где? Давай подкачу, пивка попьем, предложил я. В Макдаке я, на ВДНХ который. Быстро дал координаты Генка. Ну, раз пивка в среду в 2 часа дня, значит, тебя точно уволили. — А я тебя о чем? — буркнул я в телефон. — Жди, скоро буду. Скоро в понятиях Москвы абстрактно. Можно уложиться за 15 минут, а можно и за 1,5 часа. Но это будет звучать именно «я скоро буду», потому как сказать точно никто не сможет. Даже если добираться на метро, может получиться как угодно. Хотя это не самый лучший способ передвижения, но он быстрее многих. Я подошел к пропускному терминалу, пошарил по карманам и выудил безлимитную карту метро. Безлимитная она, конечно, так. По факту между использованием должно пройти не менее получаса, иначе можно тыкать ей сколько угодно. В метро вам не попасть. Но свою я использовал утром, так что сработала она как надо. После небольшой пробежки по эскалатору я сходу запрыгнул в полупустой вагон и отправился на нужную мне станцию ВДНХ. Пока сидел в вагоне, решил полистать вакансии. Менеджеров требовалось много. Это меня успокоило. «Найдем работу, где наша не пропадала», — пробормотал я. «Что, простите?» — поинтересовался какой-то дед, сидящий передо мной. «Погода, говорю, хорошая, отец», — уже громче сказал я. «Да, жара нынче сильная, давление прям с утра повышено. Вот в больницу еду». Сразу уцепился за собеседника дед. «Вчера вот спину так прихватило, что еле ботинки обул». «Опа, дед, извиняй, ответить нужно». Сделал я вид, что мне кто-то позвонил. Поднес трубку к уху и отошел подальше от назойливого деда. И почему старики так любят рассказывать о своих болячках? Я доехал до станции ВДНХ и выпрыгнул из вагона электрички. Пара минут езды на эскалаторе и немного пешком. «Здорово, чудовище!» — поприветствовал я Генку. «Мы с ним давние друзья. Вместе из нашего Мухосранска Москву покорять приехали. Здесь, конечно, дорожки разошлись, но общаться мы не перестали. По выходным в клубы ходим. Не в мажорные, в обыкновенные, для простых смертных. Генка, конечно, не так хорошо устроился, но на жизнь хватает. Да и я теперь безработный вроде. — Ну, здорово, — протянул мне руку друг. — Что, скоро бомжевать начнешь? В Москве без работы долго не протянешь. — Да не ной ты, разберусь как-нибудь, — отмахнулся я. Вон, пока в метро ехал, вакансии полистал. Работы тьма. Ну-ну, — усмехнулся Генка. — А то, смотри, могу с шефом перетереть, к нам возьмут. — Сидеть на шлагбауме на парковке? За 30-ку? — возмутился я. — Нет уж, спасибо.
У меня амбиции. Я, может, карьеру делать собираюсь. Ты вроде пиво предлагал, карьерист. Опять усмехнулся он. Может, на Арбат, в грабли? Да погнали. Только мне минут 10 пересидеть нужно. Безлимитное метро, поднял я палец вверх, это тебе не хухры-мухры. Пойдем тогда в маркет какой, предложил друг. Что-то меня жабит пиво по 2 сотки пить. Не сцы, отмахнулся я. Угощаю. Карточка сработала как положено, и уже через полчаса мы сидели в кафе под навесом. Неподалеку играли уличные музыканты, праздно шатались по Арбату туристы. Кого-то уже усадили на детский стул и рисовали шарж. Жизнь шла своим чередом, и всем вокруг было плевать на меня, на Генку, на то, что я без работы, и на очередной кризис, в общем-то, тоже было всем плевать. «Нет, ну ты прикинь!» — объяснял я свою позицию другу заплетающимся языком. «Я на этого козла 4 года без отпусков, а он мне пиши заяву, а я ему хер тебя, понял?» «Ну и зря», — не соглашался со мной Генка. «Он тебе сейчас работать нигде не даст». «Он что, бог?» — стукнул я кулаком по столу. «Как он мне не даст? Да я специалист по госконтрактам, да он еще пожалеет». «Да и хер с ним, с мудаком этим», — махнул рукой тот. «Погнали в клуб, может, телок каких снимем». «А погнали», — не стал спорить я. Прошел месяц, и деньги закончились. Оказалось, что официальная зарплата у меня была 20 тысяч рублей. Все мои понты разбились о правильно заполненный контракт. В итоге по закону я получил меньше, чем мог бы иметь при человеческом отношении к боссу. Но все вышло так, как вышло, и сейчас оставалось только сожалеть. Работу я так и не смог найти. Нет, вакансий было очень много, но вот при звонке за характеристикой на предыдущее место работы я получал отказ за отказом. Приходилось выживать подработками в костюмах хот-дога. Этого едва хватало, чтобы покрыть аренду за квартиру. Я было пытался даже к Генке на парковку попасть, но и там меня ждало разочарование. Генкин шеф тоже позвонил на предыдущее место. Теперь я все меньше и меньше напоминал того успешного 26-летнего человека и все больше стал походить на бомжа. Как следствие, депрессия и постоянное самокопание. Я даже пробовал извиняться перед бывшим боссом. В ответ получил презренную фразу. Надо было раньше думать. Ни о каком всепрощении и речи быть не могло. Я сам все испортил. В данный момент я сидел в Макдаке и вяло жевал травянистого вкуса гамбургер. Настроение ниже плинтуса. Перед глазами телефон, в котором я листаю самые нищенские вакансии. Свой новенький iPhone я продал за 30 тысяч 2 недели назад, чтобы оплатить квартиру еще на какое-то время. Очень мне не хотелось ехать обратно на малую родину. В последний мой приезд на новенькой Kia Rio я уж очень сильно понтовался, и теперь все знакомые будут смеяться над моей неудачей и тыкать в меня пальцами. Да и что меня ждет в моем маленьком нищенском городе? Зарплата в 15 тысяч? Я перешел на сайт, где еще месяц назад разместил свое резюме, в надежде увидеть сообщение. Но, увы, там тоже было пусто. Доев свой невкусный бесплатный обед, я вновь натянул на себя плюшевый, пропахший чужим потом костюм и пошел зарабатывать на хлеб. Вечером, опустошенный и уставший как собака, я пришел в пустую квартиру и завалился спать. В сон я провалился мгновенно, даже не поужинав и не приняв душ. Телефон звонил уже несколько секунд, когда я, наконец, вынырнул из сна. Еле продрав глаза, я сначала посмотрел на часы. Время было 12 ночи. — И кому там надо-то, а? — злобно произнес я, но все же поднял трубку. — Алло, Максим Александрович? — спросил приятный женский голос. — Да, у аппарата, — злобно бросил я в трубку. — Ничего не покупаю, и кредиты мне ваши не нужны. — Извините за поздний звонок, я по поводу вашего резюме. Не обратив внимания на мои слова, точно так же вежливо продолжила девушка. — Вам еще нужна работа? — Да-да, простите, я думал, что вы спам. Сразу подбросился я.
Сон слетел с меня мгновенно. «Тогда ждем вас завтра в главном офисе компании «Адам» к 9 часам утра. Просьба не опаздывать», — быстро произнесла девушка. «Отлично, я буду к назначенному часу», — ответил я. Но в трубке уже была тишина. До конца ночи я так и не смог больше уснуть. Постоянно ворочался, проваливаясь в полудрему. И тут же выныривал из нее, хватал телефон и смотрел на время. Около 6 часов утра не выдержал и вылез из кровати. Даже если я сейчас усну, вставать потом будет гораздо хуже. Кофе, душ, чтобы смыть с себя этот мерзкий кислый запах пота. Наконец-то всунул себя в брюки и рубашку. Выглядеть нужно респектабельно. Все-таки на собеседование в крупную компанию иду. Кстати, а чем они занимаются? То, что их офисы находятся по всему миру, я знал. Головной так вообще в центре Москвы. Но вот деятельностью компании я как-то не интересовался. Нехорошо будет так опростоволоситься на собеседовании. Я вышел на просторы интернета и начал бегло читать все, что касалось компании «Адам». Ударение, как оказалось, нужно делать на вторую букву а не как сказала девушка по телефону. Компанию так назвали в честь ее основателя. Странное имя — Адам. Еврей, что ли, какой? В общем, сложилось такое ощущение, что компания эта занимается всем, от доставки пиццы до госзакупок на уровне оснащения армии. «Ладно, посмотрим, что они мне предложат», — пробормотал я и всунул ноги в туфли, которые тоже давно не одевал. Ногам даже как-то неудобно стало. Все-таки кроссовки в плане удобства лучше, но на собеседование в них не пойдешь. Чем ближе я подбирался к офису, тем сильнее меня начинал бить озноб. Волнение нарастало, начало заметно потряхивать. Возьмут, не возьмут? От этого вопроса зависело все мое дальнейшее существование. Я готов был согласиться на любую работу, хоть курьером по доставке почты. Главное зацепиться, а там я уже себя покажу. «Молодой человек, вы к кому?» — окликнул меня охранник в вестибюле. За своими мыслями я и не заметил, как прошел мимо. «Я на собеседовании, мне вчера звонили», — ответил я. «Фамилия?» — устало спросил охранник. «Лебедев», — ответил я. Тут покликал на ноутбуке, что-то отметил в журнале и поднял на меня глаза. «Проходите, вам на последний этаж», — ответил он. «Лифт вон там, в конце вестибюля». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я его и прошел в указанном направлении. Я поднялся в прозрачной кабинке лифта на самый верх, и когда его двери распахнулись, сразу оказался в роскошной приемной. За стойкой секретаря сидела девушка модельной внешности в строгом обтягивающем костюме. Я невольно засмотрелся на такую красоту. «Вы Максим?» — спросила она, оторвав свои глаза от монитора. «Да, он самый», — ответил я, невольно смутившись. «Все же неприлично так пялиться». «Проходите, вас ожидают». Точно так же вежливо, как и по телефону, ответила она и указала на дверь генерального директора. Все, мое сердце готово было рухнуть в пятки. Я ожидал все, что угодно. Но чтобы вот так сразу на собеседование к генеральному... «Не волнуйтесь», — словно поняв мои мысли, сказала секретарша, мило улыбнувшись. «Все собеседования Адам проводит лично». «А подскажите, пожалуйста, как к нему обращаться?» — вдруг осенило меня. «Ну не Адам же, в конце-то концов. Должно же быть и отчество». «Просто Адам», — снова вежливо улыбнулась она. «Он не любит свое отчество». Руки мгновенно вспотели, как только я сделал первый шаг к двери. «Давай, соберись, тряпка, тебе нужна эта работа». Я распахнул огромные 4 метра в высоту двери и вошел в кабинет. Глава 2. Мои глаза ожидали увидеть все, что угодно, но увидели огромное помещение и стол в конце у окна. Больше ничего в кабинете не было. Ни ковра, ни каких-либо полок, вообще ничего. «Проходите, Максим», — разлетелся эхом приятный баритон Адама. «Не стесняйтесь, я уже давно вас ожидаю». «Но ваш секретарь сказала, что нужно явиться к 9, тут же опешил я. «Если бы я знал...» «Не переживайте за подобные мелочи, Максим.
— прервал меня генеральный. «Проходите, присаживайтесь. Нас ожидает долгий разговор». Блин, странный он какой-то. Отчество не любит, опоздания ему безразличны. Сейчас еще скажет, что и строгая одежда не обязательно. «Вы правы, Максим», — ответил Адам. «Можно было не мучить свои ноги и прийти в кроссовках». Я сел в единственное кресло напротив и уставился на человека, который, кажется, только что прочел мои мысли. Был он среднего возраста, прямой нос, волевой подбородок, сильные глаза, которые постоянно улыбались, и тонкие, как ниточки, губы, которые тоже выражали улыбку. Его можно даже назвать красавчиком. Женщины таких любят. «Спасибо за комплимент», — снова улыбнулся босс. «Вы что, мысли читаете?» — покраснел я. «Или я это вслух произнес?» «А какая разница?» — засмеялся он. «Вы можете говорить со мной открыто. Поверьте, я не осуждать вас сюда позвал». «Кстати, что за работу вы мне предлагаете?» — спросил я. «А кем бы вы хотели здесь числиться?» — перевернул мой вопрос Адам. «Ну, я даже не знаю», — смутился я. «Смелее, Максим», — подбодрил меня он и засмеялся в голос. «Я вас не укушу. Мне нравятся амбициозные люди». «Что же?» — усмехнулся я. «Мне бы хотелось занять ваше место». «Ха-ха-ха!» — расхохотался он и встал со своего кресла. «Прошу». «Вы серьезно?» — снова смутился я. «Вполне. Смелее, Максим». Обойдя мое кресло сзади, он подтолкнул меня в спину. «Давайте, почувствуйте себя на вершине мира». Я встал со своего места и уселся в кресло генерального директора. Очень удобное кресло, как будто кто-то специально создавал его под мою спину и задницу. «Ну как?» — улыбнулся Адам. «Нравится?» «Очень удобно», — признался я. «Но ведь вы меня позвали совсем не для этого». «Как же вы все любите спешить!» — засмеялся он. «Но вы правы. Жизнь коротка. Она пролетает, как вспышка». Он громко хлопнул в ладоши. «А потом бах! И тебя уже нет. Ха-ха-ха! Забавно, не правда ли?» «Вам виднее». Я совсем перестал его понимать. «Это я от скуки. Не обращайте внимания, Максим», — улыбнулся он. «Так что же вы хотите?» «Нет-нет, стойте, дайте мне угадать». Остановил он меня, едва я открыл рот. «Наверняка уважаемую работу, чтобы и людям не стыдно было рассказать. Деньги, ха-ха-ха, куда же без них. Ну и, конечно же, красотку, вроде той, что работает моей секретаршей. Я угадал?» Словно ребенок зашелся в восторге Адам. «Ну, я бы не отказался», — смутился я. «Решено», — хлопнул он в ладоши. «Я сделаю вас главным партнером своей компании. В деньгах вы нуждаться не будете. А что касаемо секретарши, могу пригласить ее сюда. И можете трахаться. Ха-ха-ха». «Вы псих?» — не смог сдержать я вопроса. Все происходящее вокруг больше напоминало издевательство. «Ха-ха-ха!» — снова расхохотался он. «Вы мне определенно нравитесь, Максим. И нет, я не псих, я дьявол. Если хотите, сатана. Или как вы еще меня, люди, называете?» «Смешно», — сказал я, добавив в голос как можно больше сарказма. «Не очень», — серьезно ответил Адам. «Не верите?» «Нет», — ответил я, уже начав забавляться ситуацией. «Напрасно», — усмехнулся он. И вдруг в один миг все изменилось. В воздухе завоняло серой. Температура резко возросла так, что я мгновенно вспотел, а мой наниматель увеличился в размерах и превратился в огромное чудовище с рогатой башкой и жуткими клыками. Из его жуткой пасти сорвалось пламя, а хохот стал жутким и эхом разлетелся по просторному кабинету. «А так?» — спросил уже человек, в одно мгновение оказавшийся на месте только что стоявшего здесь монстра. Я ничего не ответил. Сидел и хлопал глазами от удивления. Да что там, я просто охуел от происходящего. «Вот почему всегда нужно устраивать шоу», — устало сказал Адам. «Неужели нельзя просто поверить на слово? Теперь этот жуткий запах будет выветриваться неделю. И какой козел придумал, что я должен выглядеть именно так? К тому же еще и вонять тухлыми яйцами». «Ну как? Что?»
Никак не мог я сформулировать свои слова. Что вам от меня понадобилось? Я должен продать вам душу? Напротив, усмехнулся он. Я хочу предложить тебе работу. И она гораздо интереснее, чем просиживание штанов в этом кабинете. Я свои чуть не намочил, смутившись, сказал я. Что за работа и сколько вы будете мне платить? А главное, чем? Спросил я, хотя для себя уже решил, что ни за что не соглашусь на это. Что бы там мне ни предложило это чудище, я не соглашусь. Максим, я вижу, что напугал вас, усмехнулся Адам. Не стоит бояться. Ваша душа мне не нужна. Сейчас чуть ли не каждый второй готов заложить ее за пару миллионов долларов. Тогда что же вам нужно? Мне нужен тот, кто принесет мне эти души. Став абсолютно серьезным, сказал Адам. Вы это серьезно? Я все никак не мог избавиться от ощущения нереальности. Абсолютно, ответил он и добродушно улыбнулся. Ну что, по рукам? Свои условия я тебе озвучил. Нет, спасибо, усмехнулся я. Знаю я, чем заканчиваются подобные истории. Мне моя душа пока еще дорога. Ха-ха-ха! Снова в голос засмеялся дьявол. Да ты минуту назад даже не верил в мое существование. Зато теперь верю, помотал головой я. И мой ответ — нет. Хорошо, что ты хочешь? Развалился в кресле мой наниматель и скрестил руки на груди. Проси все, что хочешь. И это никак не отразится на твоей душе. У меня два вопроса. Решил я хотя бы пополнить багаж знаний. Почему я? И почему Адам? Ну, на второй вопрос я тебе отвечу, усмехнулся он. Потому что я Адам. Я есть первое живое существо, созданное Отцом. Именно я создал себе Еву, за что и был изгнан навеки. Вы все мои дети. В каждом из вас есть часть меня. Но разве вы не ангел, который восстал против Бога? Задал я дурацкий вопрос. Нет, ангелы были после, отмахнулся он. Но да, я тоже к этому причастен. Он снова натянул на лицо свою фирменную, наивно добрую улыбку. Так все же почему я? Не оставил я свой вопрос. Чем я так выделяюсь на фоне остальных миллиардов людей? Во-первых, ты меня не боишься. Во-вторых, у тебя есть определенная сила, без которой ну никак не обойтись. Начал он. Затем снова улыбнулся. Нет, ну если ты так категоричен, тогда извини за беспокойство. Найду себе другого, позговорчивей. Хорошо, кивнул я. Всего вам доброго. Прощайте. Сядь на место, громыхнул голос, уже не похожий на человеческий. Я тут же опустил пятую точку на кресло. Вот только оно внезапно оказалось с привычной стороны стола, а хозяин кабинета, как ни в чем не бывало, восседал на своем законном месте. «Значит, я вам нужен», — сказал я с задумчивым видом. «Видимо, эта сила не так уж и часто встречается». «Умный», — улыбнулся Адам. «Это хорошо. Да, ты прав. Для того, чтобы усадить тебя в это кресло, мне пришлось серьезно поиграть на доске жизни. Для вас это игра? А что ты хочешь от бессмертного существа с неограниченными возможностями? Неподдельно удивился тот. Мне чаще всего скучно. Ладно, к делу. Чего ты хочешь? Давайте начнем с моих обязанностей. Здраво решил я. А там уж посмотрим. Здраво, кивнул собеседник. Так значит, ты согласен? А у меня есть выбор? Наконец задал я свой главный вопрос. Потому как мне кажется, что его у меня попросту нет. Ну, заставить я тебя не могу, подумав, ответил он. Это ты уже понял. Но выпустить тебя отсюда без работы тоже не получится. Тогда давайте обсуждать условия, кивнул я. Вот это мне нравится, радостно потер ладони Адам. Торг, самая моя любимая часть. Ваши условия мне подходят, начал я. Должность уважаемая. Вот только я не понял, сколько денег мне будут платить. Нисколько, засмеялся Адам. Ты получишь полный безлимит. Без каких-либо ограничений? Не поверил я. Абсолютно никаких. Хоть целую страну себе купи. Абсолютно серьезно сказал он. Что-нибудь еще? Да, а как насчет моей души? Как это все отобразится после моей смерти?
— спросил я. «Здесь все сложно», — задумался дьявол. «Понимаешь, на время этой работы ты как бы и не живешь даже, так что судить тебя будут исключительно по делам твоим». «То есть я могу кого-то убить, и это не будет считаться грехом?» — не совсем понял я. «Будет, если человек не относится к твоему заказу», — ответил он. «Все, что между делом, — это твое личное время. Все, что ты делаешь и как поступаешь, решать тебе, и это идет в зачет. Но как только ты получаешь уведомление, с этого момента все не считается». Я как-то слышал такую фразу, что нельзя верить дьяволу, что он обманывает, — прищурился я. «А еще он рогатое чудовище, от которого воняет серой», — снова захохотал он. Меня уже, честно говоря, начал доставать его постоянный смех. «Ну все же, предлагаете мне верить вам на слово?» — приподнял бровь я. «Нет, мой мальчик, что ты?» — выставил вперед ладони Адам. «Мы заключим настоящий контракт». «Как долго мне придется работать на вас?» — спросил я. «Минимальный срок 25 лет», — пожал плечами он. «Но я бы хотел поговорить с тобой о сотне». «Как-то многовато», — неуверенно пожал плечами я. «Вдруг я вас не устрою?» «Ах, Максим!» — Адам облокотился на стол и подпер голову руками. «Я уверен, ты будешь лучшим». «Но ведь за 100 лет я состарюсь, и толку от меня будет мало», — усмехнулся я. «А ты молодец», — снова улыбнулся он. «Торгуешься до последнего. Ты останешься таким же, каким вошел в мою дверь». «Хорошо, давайте ваш контракт», — махнул я рукой. «Умеете уговаривать». «Ха-ха-ха!» — снова расхохотался Адам. «Я рад, Максим, что не ошибся в тебе». С контрактом я ушел домой. Возиться пришлось долго. Вроде бы думал прям по месту подписать, но когда начал вчитываться, очень многое пришлось переделывать. Затем уже справками принесу, и можно будет работать. Сначала целый день пытался просто отойти от впечатлений. Не каждый день такие люди или сущности работу предлагают. Мало того, еще и настаивают на кандидатуре. Сказать, что это было шоком, ничего не сказать. Но вот он, контракт, лежит предо мной, и каждый раз доказывает мне, что все происходит на самом деле. Первая моя поправка в договоре еще раз заставила меня сходить за пивом. Как только я перечеркнул и перефразировал предложение, оно тут же вспыхнуло и перетекло на место перечеркнутого. Мало того, правка ручкой превратилась в печатный текст. Еще раз перечитав полученное, убедился, что все на месте, и так, как написал я. Опыта работы с договорами у меня много. По сути, любой госконтракт — это в первую очередь договор. Так что я попал в свою струю и прекрасно знал, что делать. Очередная странность была примерно в середине документа. Текст, который я написал поверх зачеркнутого, так и остался написанным ручкой и никак не желал перетекать на место. Хотя следующая правка повела себя как и до этого, то есть вспыхнула и встала куда нужно. Ну, будем считать, что это подлежит обсуждению. Нужно будет запросить 2 экземпляра, один себе, а то потом вот так перепишется текст, а я ни сном, ни духом. От такого босса можно чего угодно ожидать. Доказывай потом, что ты не верблюд. 3 дня я корпел над этим документом. Наконец, последняя редакция меня устроила, и осталось обсудить буквально 2 правки, которые не пожелали сменить написанное. Прыгнув в метро, отправился к Адаму. Тот оказался на месте и принял меня моментально. Странно, в его приемной никогда не видно посетителей. Зачем он тогда держит секретаря? Видимо, ради статуса, другого объяснения у меня нет. «Ну что, Максим, готовы подписать?» — спросил меня он. «Не совсем. Тут 2 правки на место не встают». Развернул я первую пометку ручкой. Адам прочитал, хмыкнул, и поправка вспыхнула и перетекла на положенное место. То же самое было и со второй. Спорить он не стал. Ну, а мне только в плюс. Настало время ставить подпись. Здесь, конечно, без крови никак. Пришлось колоть палец и прикладывать его к положенному месту. Вначале Адам, затем я. После того, как мой палец оторвался от бумаги,
Сначала полыхнули отпечатки, а затем и все буквы. «Ну вот и все. Теперь этот договор невозможно изменить или уничтожить», — сказал Адам. «Поздравляю с новой должностью», — улыбнулся он. «Спасибо», — кивнул я и решил уточнить еще кое-что. «Еще один момент. Кто-то обещал мне секретаршу». «Ха-ха-ха!» — расхохотался Адам. «Мне очень нравится ваша хватка, Максим». Он нажал кнопку на селекторе. «Оксаночка, солнышко, зайди, пожалуйста, и захвати все, что необходимо для нашего нового сотрудника». Через секунду дверь распахнулась, и в кабинет вплыла Оксана. Она подошла ко мне с папкой и как бы нечаянно коснулась меня бедром. «Вот, Максим Александрович, ваша карта, вот документы. Если вам будет еще что-то нужно, обращайтесь в любое время», — ласковым голосом сказала она. «Оксаночка», — сказал Адам, — «Максим хотел бы пригласить вас на ужин, отметить свой первый рабочий день». «Правда?» — обрадовавшись, спросила она и посмотрела на меня. «Я согласна. В котором часу нужно быть готовой?» «Ну, думаю, часам к 7 вечера будет нормально», — подумав, ответил я. «Куда за вами заехать?» «Можете забрать меня у офиса», — мурлыкнула она и стрельнула мне глазками. «Значит, в 7», — кивнул я и обратился к Адаму. «Я могу идти?» «Секунду», — сказал шеф. «Оксаночка, ты пока свободна». Затем он улыбнулся и обратился опять ко мне. «А для вас, Максим, у меня еще один подарок. Я подумал, вам это будет приятно. В общем, вот ваш первый заказ. Срок исполнения — месяц. В этой папке вы найдете всю необходимую информацию. В дальнейшем вся остальная работа будет приходить по СМС-сообщениям. Я думаю, что все основные принципы работы вы поймете сразу, поэтому в дальнейшем личная передача информации не имеет смысла. Если только в особых, крайних случаях. «А что будет, если я не уложусь в срок?» — поинтересовался я. «Все, как прописано в договоре», — улыбнулся Адам. «Вы будете обязаны предоставить мне одну душу в качестве штрафа». «Короче, лучше уложиться», — кивнул я. «У вас все получится, Максим», — улыбнулся он. И всем своим видом дал понять, что аудиенция окончена. «Я в вас уверен». «Всего доброго», — сказал я и усмехнулся. «Или лучше сказать, всего злобного». Адам улыбнулся и махнул рукой. Больше я его не видел. До определенных событий, конечно. Но не буду забегать вперед. Первые мгновения моей жизни были похожи на сказку. Что я сделал, как только вышел из офиса? Ну, конечно же, поехал покупать себе крутую тачку. Меня раздирало поскорее потратить деньги. Тем более, что шеф ясно дал понять, это невозможно. У карты, которую я держал в руках, нет дна. Ну, естественно, что просто так покупать крутую машину неинтересно. Нужно вначале переодеться в самые дешевые шмотки и начать удивлять менеджеров. Заодно и посмотрим, оставить им на чай или перебьются. В салон я вошел с загадочной улыбкой на лице. Давно хотел попробовать управлять Порше. «Добрый день, чем я могу вам помочь?» Со скучающей рожей подошел ко мне парень в костюме и с бейджиком. «Машину хочу». Я нагнулся и, прочитав надпись на бейдже, продолжил. «Руслан». «В кредит?» — улыбнулся тот, но хамить вроде бы не начал. «Нет, оплата по карте, сразу», — небрежно ответил я. «Скажите, а Кайен Турбо есть в наличии?» «Да, но он в полной комплектации и очень дорогой». Снова вежливо улыбнулся тот, но намеки уже понеслись. «Что вы говорите?» — картинно удивился я. «А что бы вы мне посоветовали?» «У нас в соседнем зале есть прекрасные варианты, которые салон приобретает по программе Trade-in», — наконец высказал свою позицию менеджер. «Ах, вон оно что!» Я все же услышал то, чего добивался. «Значит, вы считаете, что у меня денег не хватит?» «Нет, что вы!» — начал включать заднюю менеджер. «Я совсем не это имел в виду». «Я понял, что вы имели», — остановил я его. «Позовите мне кого-нибудь более опытного, кто не станет считать мои деньги, а нормально проконсультирует меня». Парень виновато улыбнулся и отошел в сторону. Его место тут же занял другой, который с серьезным лицом начал расписывать мне плюсы и минусы автомобилей,
на которых я задерживал взгляд. В итоге купил самую дорогую, оставив консультанту 500 тысяч на чай. Нужно было видеть рожу первого менеджера. Вот умора. Казалось, он был готов придушить своего коллегу и меня заодно. Салон я покинул часа через 2, став счастливым обладателем нового Порше, почти на 18 миллионов, учитывая чаевые. Далее мой путь шел к магазинам с самыми дорогими и стильными шмотками. Только там, конечно, все было не столь интересно. Достаточно было того, как я выходил из машины, и все вопросы у продавцов отпадали мгновенно. До 7 часов я преобразился так, что меня и самый лучший друг бы не узнал. О нем, кстати, я не забыл. Его удивленную рожу решено было оставить на завтра. Сегодня меня ждала Оксана, а ее мне хотелось впечатлить. Таких, как она, у меня никогда в жизни не было, так что старался я на совесть. Ресторан я забронировал сразу после бутиков с одеждой, а пока еще оставалось время, решил прикупить себе дорогие яркие часы. Я подкатил к офису без 5:07. На переднем сиденье Порше уже лежал огромный букет темно-бордовых роз. Оксана вышла из дверей сразу же, как только моя машина остановилась. — Максим Александрович, вы меня так избалуете, — томным голосом произнесла она, увидев букет. — Давайте заедем вначале ко мне, я переоденусь. — Легко, — согласился я и вырулил с парковки. Москва есть Москва, и пробки на дорогах делали свое дело. Пока доехали до нее, пока вернулись в центр, время уже было почти 10. После был ресторан, вино, катание пьяным за рулем, обнаженная Оксана, ночь полная страсти и огня. Утром я проснулся в ее квартире, а на подушке рядом записка. «Максим Александрович, это была чудесная ночь. Завтрак в микроволновке. Целую». Завтрак, конечно, так себе, я его даже есть не стал. Я вообще никогда не завтракаю. Но вот кофемашина у Оксаны была шикарная. 2 минуты, и чашка крепкого горячего кофе дымилась в моей руке. Я стоял на балконе и наслаждался классическим набором. Кофе и сигарета, какой же это кайф. Вид из окна, конечно, не очень, но зато своя квартира. Опа, а мне-то что мешает? Все, сегодня же займусь поиском жилья, раз уж у меня есть все для этого необходимое. Да, бездонная карта — это очень хороший бонус. Хе-хе, ну держись, Адам. Скоро я опустошу ее еще на миллионов эдак цать, а может и того больше. «Ай, мать твою!» — вскрикнул я, когда обжег пальцы. Не заметил, как сигарета истлела до конца. Щелчком пальцев отправил оставшийся фильтр в полет и пошел собираться. Нужно заскочить на квартиру и посмотреть, кто мой первый клиент. Ну и пора бы уже начать работать на его счет. Кто знает, сколько займет процедура изъятия души. До своей, а точнее съемной квартиры, я долетел буквально за 15 минут. Вроде и не близко, но, на счастье, дороги оказались свободными. Хотя чему удивляться, проспал до 10 часов. Кому нужно, уже на работе, а кому нет, на нет и суда нет. Выволок из багажника пакеты со шмотками, затем подумал и положил все назад. Сейчас заберу самое необходимое и пошлю хозяйку на 3 буквы. Даже остаток и залог забирать не буду. Все, начинаю новую жизнь. Нужно еще Генке проставиться, но это уже после работы тогда. Я поднялся в квартиру, взял свой ноутбук, зарядки, документы, осмотрел все еще раз, хлопнул себя по лбу и зашел в ванную. Из всего самого необходимого, того, что я больше нигде и никогда не куплю, остались мои ножницы для ногтей. Может быть, кто-то будет смеяться, но это единственные и неповторимые ножницы, которые стригут ногти именно так, как нужно мне. Я пробовал другие, даже за 3000 как-то раз одни купил. Но нет, или закусывают, или ноготь отстригают чуть не под корень, да так, что потом несколько дней до него дотрагиваться больно. Уверен, многие поймут этот фетиш. Блин, я же машину еще на учет не поставил. Так ведь и езжу без номеров. И как только вчера мимо ментов проскочил. Мало того, что сам пьяный за рулем, так еще и машина не зарегистрирована. Сколько дел появилось с этими деньгами.
Но какие все приятные! Ладно, сейчас будем убивать двух зайцев, регистрировать транспортное средство и изучать дело. В ГИБДД было не так много народу. Девушка с приятной внешностью быстро составила заявление за каких-то 500 рублей. Тут же оплатила госпошлину. Затем вышел на стоянку, где сотрудник осматривает машины. Принялся тоже одним из первых. Сотрудник недовольным взглядом посмотрел на меня, затем пытался домотаться до машины, но, поняв, что она новая, осмотрел меня уже презрительно. Не иначе, как завидует. — Все в порядке, шеф? — с улыбкой спросил я. — Да, — буркнул он, поставив размашистую подпись на заявлении. — Клоун. Отвернувшись, еле слышно добавил он. Я не стал вступать в конфликт, взял папку с делом на клиента и направился в зал ожиданий. Вначале подал все бумаги в окошечко, а затем, выбрав глазами уединенное место, присел на диване. Едва я открыл папку, как на мое лицо наползла злорадная улыбка. — Ну, здравствуй, Василий Николаевич, — сказал я фотографии, смотря... Глава 3. — Максим, какими судьбами? — с довольным видом посмотрел на меня мой бывший босс. — Неужто так и не смог подыскать себе место? — Нет-нет, что вы, — сладким голосом ответил я. — Все складывается достаточно хорошо. — Я рад за тебя, — фальшиво улыбнулся тот. — Просто недавно ты приходил с извинениями, но ты же понимаешь, что я не могу врать людям. — Конечно, Василий Николаевич, — улыбнулся я. — Я все прекрасно понимаю. Но я к вам по делу, да. — Что же привело тебя в мою скромную компанию? — продолжая издеваться, спросил он. — Уж не наработали снова проситься будешь? — Что вы, у меня теперь очень хороший работодатель, — улыбнулся я. И, должен признаться, он очень щедро ценит мои таланты. — Похвально, похвально, — уже через силу улыбнулся он. — Я вас слушаю, Максим. — У моего нанимателя есть к вам одно предложение. Начал я выстраивать ловушку. Он хочет встретиться с вами в неформальной обстановке и обсудить некие щекотливые вопросы. И что же это за дело такое, что он послал ко мне курьера? На слове «курьер» он сделал акцент. Почему не пожелал появиться сам? Дело в том, что он не хочет, чтобы вас видели вместе. А я человек новый, сами понимаете, — продолжил я. Может, я и курьер, но вот вести я передаю очень важные. Поверьте, вам действительно есть что обсудить. Мне бы хотелось чуть больше конкретики, — сморщился Василий Николаевич. Не хотелось бы терять время ради какой-то мелочи. Ну, если 1,5-миллиардный контракт для вас мелочь, пожал я плечами и сделал невинное лицо. Тогда я вынужден откланяться. Попробую поработать с кем-нибудь еще. Зачем же вы так сразу? Вдруг засиял бывший шеф. Ведь любой вопрос можно обсудить. Скажите, когда и где мы должны встретиться? Я заеду за вами в 9 вечера, улыбнулся я, и отвезу вас к месту встречи. Это недалеко, за городом. Зачем же утруждать себя и свою старенькую машину? Снова скорчил лицо он. Я спокойно смогу добраться и на своей. У меня Кайен Турбо в полной комплектации. Не упустил я момента, чтобы выпендриться. Так что доедем с ветерком и комфортом, не переживайте. Ого! Приподнял бровь тот. Начальник действительно вас ценит, раз доверил свою машину. Вы не поняли, Василий Николаевич. С серьезным видом и металлом в голосе сказал я. Это моя машина. После этого я вышел из кабинета и бросил через плечо фразу. Заеду в 8. Вот же козел! Злился я на Василия Николаевича, пока ехал смотреть свою новую квартиру. Доверил вам свою машину, передразнил я его, картавя языком. Дегенерат. Квартиру я подобрал, конечно же, в центре. Не у Кремля, но и не на границе МКАДа. Для проживания я выбрал себе Новый Арбат, ближе к Москве-реке. Цены, конечно, там кусаются, и это очень мягко сказано. Но с моей бездонной картой это не проблема. «Добрый день», — вежливо поздоровалась крашеная блондинка, довольно-таки симпатичная. «Это вы звонили по поводу квартиры?» «Да», — улыбнулся я. «Пойдемте посмотрим». «Да, проходите», — сказала она и открыла домофон. Затем распахнула передо мной дверь. «Нам на самый верх, я правильно понимаю?» «Совершенно верно», — ответил я, не оборачиваясь. И уже в лифте продолжил.
Я специально просил пентхаус с собственным ключом в лифте. Наша фирма учла все ваши пожелания. Блондинка вставила ключ-карту в скважину лифта, и тот, не дожидаясь команды, тут же понес на самый верхний этаж. Кстати, забыла представиться. Меня зовут Алена. Очень приятно, Максим, ответил я. Лифт сделал дзынь, подняв нас наверх, распахнул двери, и мы тут же оказались в квартире. Никаких дополнительных дверей, никаких соседей. Все как в кино. Вышел из лифта и уже дома. За подобное удовольствие с меня попросили 10 миллионов сверху. Квартира полностью отделана и готова принять жильца, с улыбкой произнесла Алена и развела руки в стороны, показывая, насколько здесь просторно. Вот, смотрите, здесь спальня, как вы и просили, на отдельной площадке сверху. Кровать наша компания не предоставляет специально, потому как это слишком интимно. Клиент сам выбирает себе некоторые вещи, но мы можем помочь в этом вопросе в качестве подарка. Это понятно, важно кивнул я. А с бытовой техникой как? Все по последнему слову, улыбнулась она. Пойдемте, я вам кухню покажу. Честно говоря, я бы и так купил эту квартиру, даже по фотографии, даже с голыми стенами. Но мне очень нравился сервис, доступ к которому мне предоставили деньги. Алена, вы так чудесно рассказываете. Не хотите остаться и помочь мне выбрать кровать? Совсем уже обнаглев, задал я абсолютно бестактный вопрос. Вы что? Сделала она вдруг испуганные глаза. Я замужем, я не могу. Простите, я не то имел в виду. Кажется, я действительно перегнул палку. Я имел в виду каталоги и консультацию. Ой, простите, пожалуйста. Сразу же покраснела Алена. Я не то подумала. Просто часто бывает, предлагают всякое. Извините меня. Алена, вам не за что извиняться. Это я виноват, неправильно выразился. Вроде как удалось сгладить острый угол. Давайте продолжим. Алена постояла в нерешительности, а спустя мгновение прыснула от смеха, прикрыв рот ладошкой. Представляю, что бы получилось, если бы я согласилась на ваше предложение, но со своим пониманием, весело ответила она на мой немой вопрос. Уверен, мы бы нашли выход из этой ситуации, двусмысленно сказал я, а Алена снова прыснула смехом. Ладно, давайте перейдем в ванную, продолжила она экскурсию. Квартиру я взял. Шикарная, яркая, модная. Я чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Оплату провел прямо в офисе, переведя необходимую сумму на указанный счет через мобильный банк. Самое странное, что карта не требовала никаких личных подтверждений в банке. Никто не перезванивал и не задавал вопросы. И во время перевода я заметил, что вместо суммы у меня там знак бесконечности, и он даже не мигнул во время оплаты. А отдал я за свою квартиру чуть более 60 миллионов. И это, как меня уверяли, еще недорого, потому что я попал под действие какой-то там акции. Глянув на часы, я едва не пулей попрощался, забыв даже про чаевые, которые собирался отправить Алене. Времени было 19:20. До встречи с моим бывшим боссом 40 минут. Может, это и немало, но для Москвы я катастрофически опаздывал. Пообещав девчонкам из агентства недвижимости заскочить завтра и обязательно расписаться в бумагах, я помчался на свою бывшую работу. Как назло, впереди обязательно должен тащиться какой-нибудь тормоз на раздолбанной девятке, светофоры гореть исключительно красным и пробка, куда же без нее. Я дважды набирал номер бывшего шефа, но тот, естественно, из принципа не брал трубку. Ну, само собой, кто я и кто он. Тем более я еще и опаздываю. Ну, видимо, судьба, а может быть и сам, мой босс, были на моей стороне. Опоздал я всего лишь на 10 минут, но бывшего шефа поймал уже на стоянке. Тот уже вдавил кнопку «Пуск» на панели своего «Мерседеса», но, увидев меня, вышел из машины и захлопнул за собой дверь. Она сама заглохнет и закроется, как только он отойдет от нее на 10 метров. Он часто хвалился нам этой плюшкой, когда только-только приобрел автомобиль. Даже придумывал нам всякие истории, связанные с этим. Ну и, подъезжая к работе, всегда демонстрировал эдакую небрежность. Мол, вышел, дверью хлопнул и пошел, а машина сама разберется. Максим, очень невежливо заставлять делового человека ждать. Тут же уколол меня Василий Николаевич.
Если бы мне нужно было вести дела с тобой, я бы непременно уехал. Но твой начальник не виноват в том, что взял на работу тебя. И будь уверен, я ему обязательно доложу об этом инциденте. — Доложите, Василий Николаевич, — вежливо ответил я. — Вот только сейчас вы сами заставляете его ждать. Мы и так опаздываем. Мой бывший шеф скорчил морду и молча полез на заднее сиденье. — Это сколько же нынче курьеры получают? — невинно спросил он, потрогав кожу в салоне. — Вы удивитесь, Василий Николаевич, — с улыбкой ответил я. — Но, как видите, могу себе позволить. Дальше ехали молча. Бывший шеф смотрел в окно и периодически с блуждающей улыбкой отвечал на СМС в телефоне. Не как с любовницей переписывался. А я не мешал ему и сосредоточился на дороге. На выезде из Москвы под вечер образовалась пробка. Хотя сейчас мы попали в ее окончание. Буквально пару часов назад мы, скорее всего, вообще бы стояли, а сейчас, хоть и с черепашьей скоростью, но все же двигались. «Далеко еще?» — нетерпеливо спросил Василий Николаевич. «Потерпите, осталось немного», — ответил я и свернул на проселок, который едва не пропустил. И буквально на первом же грунтовом перекрестке навигатор показал мне, что мы приехали. В инструкции, которая прилагалась к небольшому досье на моего бывшего шефа, было сказано, что душу я могу извлечь только в месте свершения сделки. Сам процесс извлечения простой. Мне всего лишь необходимо приложить раскрытую ладонь к груди клиента. Примерно посередине, и без разницы правую или левую. Если все сделано правильно, то рука издаст красное свечение, а далее процесс автоматический. И да, самое важное, клиент должен быть жив. В противном случае сделка считается сорванной, и мне необходимо либо отдать за нее две другие души, либо пройти грань миров и пока душа находится в чистилище, аналогичным способом передать ее хозяину. Все, естественно, должно быть выполнено в срок, иначе опять штраф. Присутствовала информация и о том, как пересечь грань, и о том, как извлечь невинную душу. Но об этом потом. Сейчас мне нужно сосредоточиться и выполнить свою работу. — Ну и где ваш загадочный босс? — с усмешкой победителя спросил Василий Николаевич. — Максим, учти, если это шутка, я тебе обещаю... — Замолчи и слушай. Перебил я его севшим голосом, полным презрения. — Имя Адам тебе о чем-то говорит? Тот мгновенно побледнел и попытался выбраться из машины. Но куда там? Двери можно было открыть только снаружи. Детский режим безопасности, одной кнопкой. — Что? Что ты несешь? — противно взвизгнул он. — Выпусти меня сейчас же! — Ты даже сдохнуть как мужик не можешь, — с еще большим презрением сказал я. И в этот момент бывший шеф больно ударил меня в нос. На глаза сразу же навернулись слезы, и я едва не пропустил второй выпад. «Ах ты, сука!» — зарычал тот. «Убью, падаль! Да кем ты себя возомнил?» Я попытался схватить его за шкирку, и как только моя рука припала к его груди, она тут же вспыхнула алым светом. Василий Николаевич выгнулся дугой на заднем сиденье и захрипел. В меня начала вливаться его душа. Я увидел все: его рождение и первый вздох, первый глоток материнского молока. Ощутил радость и жажду жизни. Я видел его первый поцелуй, присутствовал при его первом сексе. Все его знания и вся его жизнь прошла через меня. Затем вокруг меня распахнулась бездна. Один удар сердца, ничего не происходило. И тут эта тьма начала высасывать из меня проданную душу. Меня мгновенно скорчило от боли, и одновременно с этой болью наступило наслаждение. Два удара сердца, и вселенная схлопнулась одним скачком. Боль отступила, и одновременно с этим наступил оргазм. Очнулся я не знаю через сколько. Затекло все тело. Я лежал в полоборота между передними сиденьями и держал в руках мумию. От моего бывшего шефа осталось только это. Я быстро отпустил тело и начал судорожно вытирать руку о штаны. Меня начало трясти, а к горлу подпрыгнул обед. Хорошо, что я не ужинал. Правда, это меня не спасло от рвотного рефлекса. Я едва успел открыть дверь и вывалился наружу.
Меня рвало. Вначале едой, потом желчью, потом просто остался голый рефлекс. А я стоял на карачках и боялся заглянуть в салон. Боже, что я наделал? Как теперь быть с трупом? Куда его? А что, если кто-то видел, как он сел ко мне в машину? Его наверняка будут искать. Что мне сказать, когда меня спросят? Мысли, как бешеные, скакали в моей голове. От этой чехарды меня снова замутило, и я склонился над лужей своей блевотины. Немного полежав на спине, я привел мысли в относительный порядок. Сердце вроде тоже успокоилось. Нужно что-то делать, труп куда-то деть. Может быть, прямо здесь оставить? Блин, машину жалко, только купил. Мысли снова понеслись в панике и начали путаться. «Так, стоп!» — строго сказал я сам себе. «Соберись, думай». Вроде помогло. Так, ладно, тело нужно отвезти подальше в лес. Авось сразу не найдут. Блин, ведь понимал же, что с трупом останусь. Хоть бы лопату взял, идиот. Я залез в машину, проехал чуть дальше по проселочной дороге. Впереди показалась какая-то деревенька или дачный поселок. Пришлось остановиться и разворачиваться. Мысли снова заскакали в паническом беге. Вот где здесь, под Москвой, безлюдное место найти? Тут на каждом метре дачи. Вдруг меня осенило. Я хлопнул себя по лбу. И как я раньше-то не догадался. Я вернулся снова к злосчастному перекрестку, вышел из машины, достал сзади монтировку и нырнул с ней под машину. Отыскал бензопровод и за несколько ударов перебил трубку. Дождался, когда под машиной набежит хорошая лужа, отошел подальше и прикурил, чиркнув зажигалкой. Первый бросок окурка не достиг цели. Я поднял его и повторил бросок. Попав в лужу бензина, тот зашипел и погас. «Да ладно!» — удивился я. «В кино работает!» Постояв немного в задумчивости, решил попробовать поджечь издалека. Найденный прутик никак не хотел загораться от зажигалки. Наконец, с 20-й, наверное, попытки на конце палочки заплясал язычок пламени. Я осторожно поднес этот огонек к луже бензина, и он мгновенно вспыхнул. Под машиной набралось уже достаточно паров, и возгорание произошло с значительным хлопком, обдав при этом меня жаром. Я отбежал подальше и стал наблюдать. Машина должна сгореть полностью, иначе моя затея бессмысленна. Больше всего я боялся, что она взорвется, но ничего подобного не случилось. Пламя разгорелось в считанные секунды и поднялось чуть не выше деревьев. Такое точно заметно издалека. Я посмотрел на руку, в которой до сих пор держал монтировку, с баллонником на другом конце. Хорошо, что под машиной не оставил. Нужно выбросить где-нибудь подальше. Развернувшись, я отправился в сторону трассы. Теперь нужно или такси вызвать, или автостопом. Блин, монтировка еще это. И не бросить, на ней мои отпечатки. В любом случае, завтра нужно заявить об угоне. Мол, вышел из дома, а машины нет. В любом случае, по номерам найдут и приедут ко мне. На трассе повезло сразу. Буквально вторая машина, включив поворотник, остановилась у обочины. За рулем сидел молодой парень. Ему едва стукнуло лет 19. «Куда?» — спросил он, опустив окно. «До первой станции подкинешь?» — спросил я, склонившись у пассажирской двери. «Прыгай!» — кивнул он. Я влез на правое сиденье, монтировку положил на колени. «От бандитов?» — усмехнулся водитель, кивнув на железку. «Да нет, так», — неопределенно ответил я и многозначительно покрутил кистью руки. «Понятно», — сделав вид, что действительно понял, кивнул парень. «А я вот столицу покорять еду. У нас вообще работы нет, а где есть, не платят совсем». «Понятно», — протянул уже я. «Там горит вроде что-то», — кивнул он головой назад. «Да вроде», — пожал я плечами. Дальше ехали молча. У меня все не выходило из головы произошедшее, но организм уже словил отходняк от адреналина. Хотелось поскорее добраться до дома и лечь спать. Шевелиться и говорить совсем не было никакого желания. «Слушай, а может, ты меня до дома подкинешь?» — спросил я парня. «Мне до Нового Арбата. Я покажу, как лучше доехать». «Сколько дашь?» — тут же вцепился парень. «Не обижу, если у банкомата тормознешь», — ответил я. «У меня на карте все».
Да не вопрос, улыбнулся тот. Банкомат был недалеко от моей новой квартиры. Ключи уже были у меня, но ни кровать, ничего другого я не покупал. Завтра еще к девчатам нужно. Подписи там всякие, документы. Сняв с карты 50 тысяч, сунул пятерку парню в старенькой иномарке. — Ого, спасибо! — вытаращил он глаза на деньгу. — Неплохо для первого дня в Москве, — сказал я и пожал ему руку. — Удачи тебе! — И тебе, — ответил парень. Затем дал по газам и скрылся с глаз. Я поднялся в квартиру, вышел из лифта и едва дошел до дивана. Рухнул на него лицом вниз. — все дела завтра, — пробормотал я и вырубился. Глава 4. Проснулся утром от того, что затекла вся шея. Посмотрел на часы. Почти 9 утра. Нормально так проспали. Да и пофиг. Бежать и спешить некуда. Спустив ноги с дивана, я наткнулся на монтировку. Тут же нахлынули воспоминания вчерашней ночи. Звонить ментам или не звонить? С другой стороны, подозрительно будет, если не заявить об угоне. Но ведь многие подтвердят и то, что с бывшим шефом мы были не в ладах. Ну а с другой стороны, кто-то вообще с ними ладит? Ладно, буду звонить. Набрал 112, заявил о том, что пропала машина. Вежливый женский голос ответил, что нужно ехать в ближайшее отделение и составить заявление. Ладно, значит, позже займусь. Нужно в агентство недвижимости вначале, с квартирой закончить. До отделения полиции добрался лишь после обеда. Вроде и на машине-то ездил всего 2 дня, а уже лень пешком передвигаться. Ладно, к вечеру заеду и еще что-нибудь выберу. Хе-хе, все нормально, деньги есть. День закрутился, и я вместе с ним. А к вечеру раздался звонок. — Здорово, упырь! — раздался голос Генки. — Куда пропал? Не звонишь, не пишешь? — Ёпта, Генка, здорово! — обрадовался я звонку. — Да все дела, знаешь ли. Работу вот новую нашел. Я теперь капец какой деловой стал. — Да ну, а про друзей, значит, забыл совсем? — усмехнулся тот в трубку. — До меня тут слухи дошли, что ты на Кайене новеньком по Москве разъезжаешь. Вот же вправду говорят, Москва большая деревня, ничего не скроешь. Наигранно возмутился я. Угнали тачку, прикинь? Вот тена, а я-то губу раскатил. Думал, погоняем на новой тачке. Расстроился мой друг. И чего теперь делать-то? Да фигня, хохотнул я. Там каска. Если через неделю не найдут, мне новую в салоне выдадут. Ну ты вообще мажор, засмеялся тот. Кайен новую угнали, а ему фигня. Ты проставляться думаешь? А ты завтра свободен? Уточнил я. А то давай подгребай в клуб. Можно в понтовый. Кучеряво живем, снова удивился Генка. Может, в пентхаус тогда? Чего мелочиться? Ха, погнали, сразу согласился я. Мне тут пешком 20 минут. Буду через час, обрадовался Генка и положил трубку. Выбор, конечно, так себе, я бы предпочел обычный. Но раз уж дал право выбора, теперь терпи. Ну да ладно, можно будет потом девочек вызвать, напряжение снять. Хотя, может, Оксане позвоню. Хороша чертовка. Человек предполагает, а жизнь располагает. Всем моим планам на вечер суждено было обвалиться. А все от того, что мою машину нашли. Примерно в 11 вечера раздался звонок. «Алло», — полупьяным голосом ответил я. «Лебедев Максим Александрович?» — поинтересовался сухой голос. «Он самый». Хмель как-то быстро начал выветриваться, а сердце сжалось в нехорошем предчувствии. «Вы подавали заявление об угоне», — продолжил голос. «Машину нашли. Вам нужно срочно появиться в отделении». «А до завтра это подождать не может?» — попробовал откреститься я. «Это в ваших же интересах», — также сухо ответил голос. «Если нет желания явиться добровольно, мы можем выслать наряд». «Нет, спасибо», — скривился я. «Буду в течение часа». До отделения ехал на такси. Пока добрался, почти протрезвел. Руки заметно потряхивало, а ладони вспотели. Генку я оставил в клубе, снабдив деньгами и ключами от своей квартиры. Надеюсь, он догадается заказать девочек на нас обоих. Правда, неизвестно, сколько я пробуду в отделении,
но надеюсь, что ночь проведу дома. Я подошел к дежурному. — Доброй ночи, товарищ лейтенант, — обратился я. — Меня вызывали по поводу угона. Сказали, что машину нашли. — Фамилия? — не здороваясь, спросил тот. — Лебедев, — спокойно ответил я. — Понятно, — буркнул он. — Направо по коридору. Следователь Перов. — Спасибо, — сказал я и пошел в указанном направлении. Постучал в дверь к следователю и приоткрыл. «Можно?» — поинтересовался я в щель. «Проходите», — вежливо отозвался пожилой мужчина. Голова его была полностью седая, а вокруг глаз щедрой паутиной расположились морщины. Нос картошкой, невысокий рост и добрая улыбка. Он как-то сразу расположил к себе, но затем я присмотрелся к его глазам. Они были холодными и цепкими, а самое главное — умными. Такой, если вцепится, то все. Разжать его челюсть будет невозможно. — Что же вы, Максим Александрович, следствие в заблуждение вводите? Тут же напрямую спросил он. — Вот вы вроде бы об угоне заявили, а ключи нами в замке обнаружены. — Так это я теперь их там и оставил, — решил включить я дурака. Видимо, как с подругой из клуба вылез, так и про все на свете забыл. — А в каком клубе вы были? — что-то пометив у себя, спросил Перов. — И, если не сложно, время назовите, когда вы его с подружкой покинули. — Да я разве на часы смотрел? — пожал я плечами. — А с чего вообще такие вопросы? Верните машину, раз нашли, и дело на полочку. — А не получится, как вы выразились, на полочку. Цепким взглядом посмотрел на меня следователь. Да так, что у меня внутри все сжалось, а руки снова затряслись. В вашей машине обнаружен труп. Как? Выпучил я глаза, изображая искреннее удивление. Чей? Чей мы сейчас выясняем. И как он туда попал тоже, спокойно ответил он. И снова что-то записал. Вы, я так понимаю, понятия не имеете, как такое могло случиться? Само собой, снова изобразил я удивление. А машину-то отдадите? Там, собственно, и забирать нечего, пожал плечами следователь. Сгорела ваша машина. Как? Не уставал я изображать удивление. Полностью, пожал плечами тот. Давайте вернемся к моим вопросам. Хорошо, я наконец опустился на стул. Задавайте. Вы имя девушки можете назвать? Спросил он. Да, ее зовут Оксана. Я почему-то решил, что она меня прикроет. Она секретарша моего шефа. Понятно. А где вы работаете? Что-то записав, поинтересовался он. В компании «Адам», ответил я. Это многое объясняет, буркнул он и снова взялся записывать. Простите, что это объясняет? Спросил я, удивившись теперь по-настоящему. Ваши доходы это объясняет, улыбнулся Перов. Как и вашу беспечность. А почему вы решили, что я беспечный? Возмутился я. А вы считаете нормальным забыть ключи в замке от машины за 15 миллионов? Приподняв бровь, посмотрел на меня Перов. Да уж, действительно, смутился я. Это было глупо. Ваша подружка, Оксана, она может подтвердить, что вы находились в ее компании? Спросил следователь. Думаю, да, пожал я плечами. А вы меня в чем-то подозреваете? Это моя работа, Максим Александрович. Посмотрел на меня он. Надеюсь, вы не собираетесь покидать Москву? В данный момент нет, но по работе могут быть командировки, пожал я плечами. Постарайтесь воздержаться от глупостей, сказал он. Мне бы не хотелось подавать на всероссийский розыск. Я могу идти? Спросил я. Да, возьмите пропуск. Протянул он мне маленькую бумажку. Я принял пропуск и отправился на выход. Предъявил его дежурному и вышел на улицу. Прохладный ночной воздух выгнал из меня остатки хмеля. Я вызвал такси и закурил, ожидая машину. Домой мне не хотелось. Окончательно протрезвев, у меня пропало всякое желание продолжать веселье. Пусть Генка развлекается, а я, пожалуй, отправлюсь к Оксане. Заодно договорюсь с ней об алиби. Достав телефон из кармана, я нашел ее номер и нажал кнопку вызова. На часах было чуть больше полуночи. «Алло», — ответила она своим приятным голосом. «Привет, Оксан, это Макс», — представился я. «Узнала?» «Да, Максим Александрович». Голос ее совсем не изменился, остался таким же дежурно вежливым.
«Я могу к тебе приехать сейчас?» — спросил я. «Что-то срочное?» — поинтересовалась она. «Ну, как сказать», — замялся я. «Лучше сейчас». «Хорошо, приезжайте», — ответила она и положила трубку. Как раз подъехало такси. Я запрыгнул на заднее сиденье и назвал адрес. Доехали с ветерком. В это время обычно пробок уже не бывает. Оксана встретила меня в халате, но дальше дверей не пустила. «Говорите здесь, я не одна», — сразу же определила она позиции. «У меня небольшие неприятности», — начал я издалека. «Я могу рассчитывать на твою помощь?» «Без проблем», — кивнула девушка. «Вы говорите толком, что от меня требуется». «В общем, мне нужно алиби, и я сослался на тебя», — выпалил я на одном дыхании. «Мою машину угнали, а сегодня ее обнаружили под Москвой, сгоревшей, с трупом внутри. Я только что от следователя и сказал ему, что мы были с тобой вместе в вечер угона». «Хорошо, я все подтвержу», — кивнула она. «Скажите точное время». «Да где-то около 8 вечера», — припомнил я момент встречи с Василием Николаевичем. «Ну и, соответственно, до утра». «Вам нужен адвокат?» — поинтересовалась Оксана. «Пока нет, не думаю», — ответил я. «Хорошо, если он вам понадобится, то в нашей компании есть хороший адвокат. Он может решить практически любые вопросы», — сказала она. «Если что, звоните сразу мне». «Спасибо», — смутившись, сказал я. «Извини за беспокойство». «Не стоит, это моя работа», — спокойно ответила Оксана. Я поцеловал ее в щеку и попрощался. На улице снова вызвал такси. Настроение улучшилось, и я уже готов был продолжать праздник. Утро началось с приходом СМС. В сообщении со скрытого номера было 2 адреса и ФИО клиента, а также срок исполнения — месяц. Что же, видимо, это не означает, что я работаю всего раз за это время. Видимо, сроки исполнения всегда примерно одинаковые. А если я, к примеру, не исполнил бы первый заказ, сроки сжались бы, или я вел бы уже 2? Ладно, разберемся по ходу дела. Я спустился в гостиную, отвесил пинка Генке, который так и спал в обнимку с 2 красотками на моем диване. А мне все-таки нужно купить кровать. Спать в собственной спальне на полу не очень-то приятно. «О, привет!» — разлепил глаза Генка. Осмотрелся и, увидев девок, заулыбался. «Чудесный вышел вечер. А ты куда пропал?» «Дела», — многозначительно ответил я. «Вставай давай и девок буди». «Мы уже проснулись», — сладко потянулась одна из них, и ее обнаженная грудь показалась из-под простыни. «Это хорошо», — кивнул я. «Завтрак в ваши обязанности входит?» «Смотря какой», — игривым голоском ответила она. «Понятно, собирайтесь», — безразлично сказал я. «Машину сейчас вызову. Сколько с нас?» «Геннадий вчера все оплатил», — отозвалась вторая девушка. «Тем более хорошо», — снова кивнул я. Достал купюру номиналом 5000 и положил на журнальный столик. «Это на такси, сдачи не нужно». «Спасибо», — в голос ответили девушки, и спустя пару минут уже испарились из квартиры. «Ты чего такой?» — посмотрел на меня Генка. «Какой?» — переспросил я. «Дерганый, что ли?» — пожал тот плечами. «Девочек выгнал, сидишь молча». «Да тебе тоже пора», — немного помолчав, сказал я. «Мне поработать нужно». «А, ну так бы и сказал». Кажется, обиделся он и пошел собирать свои вещи. «Кровать бы хоть купил, а то как этот. Вчера не знал, куда девок пристроить». «А знаешь что?» — хлопнул я себя по колену. «На вот тебе денег, сам и купи». Я вынул из кармана остатки наличных. «Если не хватит, с доставкой остальное отдам». «Сам купишь», — оскорбился Генка. «Я тебе в прислугу не нанимался». «Тогда не ной», — отмахнулся я. «Вот если у тебя настроения нет, то нечего его другим людям портить», — сказал он и направился к лифту. «Ладно, Ген, не обижайся», — крикнул я ему вслед. «Созвонимся». «Давай, я на связи», — ответил он мне из кабины и показал средний палец. А я, немного посидев в задумчивости, направился к компьютеру. Нужно было выяснить, что за клиент у меня. Походив по квартире, понял, что никакого компа здесь нет и никогда не было. Ладно, значит, рейд по магазинам. Блин, нужно еще с машиной что-то решать.
Беготня продлилась до самого вечера. Казалось бы, дел-то купить то да сё, тем более, что и деньги есть. Но вот этого всего оказалось очень много, и все это на такси. До разборок с машиной даже не дошло. Затем уже вечером началась другая суета. Начали приходить доставки. Пока специалисты собирали и устанавливали компьютер, приехала кровать, сборку которой тоже начали сразу же. Один я остался только часам к 10 вечера. Очень хотелось чего-нибудь сожрать, а в холодильнике за все время моего здесь проживания так ничего и не появилось. Пришлось вызывать такси и ехать на ужин в какой-нибудь ресторан. Прокатавшись по Москве около часа, я так и не смог нигде найти свободных столиков. Махнув рукой на понты, назвал таксисту адрес обычного кафе. Поехал в него. Столик я выбрал у самого окна, и как только сделал заказ, на улице начало происходить что-то странное. Вначале послышался женский крик, а затем и сама обладательница этого дивного голоса промчалась мимо меня. За ней, наплевав на вечерних прохожих, пронеслись двое мужчин. Я было подорвался, но осадил сам себя. «Спокойно, Макс, это не твое дело», — пробубнил я себе под нос. Но тут же, услышав очередной крик, не выдержал и сорвался с места. Выбежав на улицу, я рванул в ту же сторону, что и девушка, убегающая от погони. Буквально в соседней подворотне я и наткнулся на всю честную компанию. Один из парней держал ее у стены, приставив нож к горлу, а второй вырывал из рук сумочку. «Эй, отморозки!» — крикнул я. «Не стыдно на девушку-то нападать?» «А ты у нас типа герой?» — сплюнул мне под ноги один из них и тут же заработал в челюсть с правой руки. Хулиган рухнул на асфальт, а его подельник, недолго думая, с разворота вонзил нож мне в живот, затем выдернул его и ткнул меня еще, и еще, и еще. Сквозь уходящее сознание я услышал девичий визг, и наступила Глава 5. Очнулся я от дикого холода. Открыл глаза и тут же закрыл их снова. Прямо над головой противно мигала люминесцентная лампа дневного света. Блин, неужели так сложно ее заменить? Почему во всех казенных заведениях такой бардак? То, что я оказался именно в больнице, не вызывало сомнений. Вот только почему здесь так холодно? Да и запах этот мерзкий, как будто все вокруг специально залито формалином. И тут я резко сел и скинул простыню, закрывающую лицо. «Ебучий случай!» — только и смог высказать я. «Да-да, я оказался именно в морге. Сейчас пойду ночного сторожа пугать». На меня мгновенно навалились воспоминания всего того, что случилось. Осмотрев свой живот, я не обнаружил там никаких лишних отверстий, только розовые пятна от затянувшейся плоти. Таких я насчитал 15 штук. «Ничего себе за хлебушком вышел!» — пробормотал я известную фразу. Повернувшись на кушетке, я свесил ноги, перекинул простыню на манер римского одеяния и спрыгнул босыми ногами на холодный кафель. Постояв в задумчивости, направил свое бренное тело в сторону звука телевизора. Ну точно, имеется дежурный санитар. Толстый дядька с хорошей такой залысиной сидел в кресле лицом к открытой двери и смотрел какой-то сериал про ментов. При этом он жевал бутерброд, с которым застыл прямо во рту, увидев меня в белых простынях. — Вы бы хоть пульс проверяли у пьяных, — хриплым голосом проговорил я. — Похмелиться есть? «Ха-ха-ха!» — заржал дежурный, выронив свой ужин. «Ну, дебилы, мать их за ногу! Опять!» «Понятно», — кивнул я, улыбнувшись. «Значит, крестом от меня отмахиваться не будешь». «Ща, мужик, погодь!» — утирая слезы, которые выступили от смеха, сказал санитар. «У меня тут спиртик есть». «Нормальный хоть?» — продолжил я изображать похмелье и присел на корточки в дверях. «Медицинский», — многозначительно произнес тот и поднял палец вверх. «Давай!» — махнул я рукой. Тот открыл дверцу шкафа, выудил из него емкость из-под физраствора и 2 рюмки. Сноровисто разлил по обеим, поднял с пола бутерброд и разломал его пополам. Одну половину вместе с рюмкой протянул мне. «Стерильно», — заверил он меня на мой многозначительный взгляд.
Я молча принял подношение из его рук, отсалютовал ему рюмкой и опрокинул ее себе в рот. Алкоголь комнатной температуры огненной лавой провалился по моему пищеводу. Пришлось приложить усилия, чтобы удержать это внутри. Затем я занюхал выпитое дешевой колбасой и откусил кусок. Как ни странно, тело начало согреваться, а лицо запылало от притока крови. «Повторить?» — с улыбкой спросил санитар. «Давай», — согласился я. «Вроде полегчало». «А то!» — с пониманием кивнул он. «Ну, давай, чтоб больше не попадался». Мы выпили по второй, и дежурный убрал флакон обратно. «Хватит, а то мне еще дежурить», — ответил он. «Шмоток твоих, скорее всего, нет. Могу комбез рабочий дать». «Пойдет, все не с голой жопой», — согласился я. «А карточка моя, кошелек, часы, где это все?» «А, ща!» — поднялся он из кресла. «Пойдем, все у старшей медсестры теперь лежит». Мы вышли из помещения морга, поднялись на первый этаж, долго шли по коридору, затем остановились у двери. Санитар достал из кармана связку ключей и отомкнул замок. Пошарив рукой по стенке, щелкнул выключателем. Помещение замигало, включая все тот же дневной свет. Нет, так не пойдет. Это если каждый будет меня так в морг укладывать? Нет, можно, конечно, и хитростью, но бывает так, что на силу ответить хитростью не выйдет. Боюсь, что если я раз в месяц буду появляться в одном и том же заведении, дежурный санитар меня не поймет. А интересно, что с девушкой той стало? Блин, надо было спросить. Ладно, сейчас приду, точнее приеду домой и новости посмотрю. Если она жива, нужно навестить ее. Или лучше не рисковать. Она же наверняка видела, что меня убили. Хотя всегда можно чего-нибудь наврать. Все эти мысли крутились в моей голове, пока я ехал в такси, одетый в костюм Равшана на голое тело. «Деньги-то есть?» — первым делом спросил таксист у меня. «У терминала первого тормозни, будут», — ответил я. «Так, а чего зря кататься? Вон в фойе в больнице Сбер стоит», — усмехнулся водитель. «Подожди, я мухой». Вылез я и пошлепал босыми ногами к терминалу. Таксист лишь усмехнулся в окошко, глядя на эту картину. Ну и что? Все лучше, чем в простыне или с голой задницей. Доехали до дома. Я таксисту бумажку с Хабаровском оставил и закурить стрельнул. Тот на радостях мне целую пачку подарил. Дома тоже был сюрприз. На выходе из лифта я уже понял, что ко мне кто-то входил. Пройдя чуть дальше, убедился в этом моментально. Все вверх дном, ручки измазаны графитовой пудрой. Видимо, опознание мое тело прошло на раз. Потоптавшись в неуверенности по квартире, я быстро собрал вещи в спортивную сумку и, переодевшись в нормальное, покинул ее. Умерла так умерла. Куда податься, думал я недолго. Жаль, что позвонить не мог. Телефон, как и документы, остался у полицейских. Странно, что карту не забрали. Скорее всего, не нашли. Хотя кошелек оказался пустым. Много там не было, но сам факт, что в него заглядывали. С другой стороны, карта у меня торчала в кармашке под мелочью. Не зная, что там что-то есть, и заглядывать не станешь. «Привет, Оксан. Извини, что без звонка». Стоял я с виноватым видом перед щелью в двери. Кажется, для всех вокруг я умер. «Как?» — испуганно посмотрела она на меня. «Ты не одна, да?» — почесал я макушку рукой, в которой держал сумку. «Ладно, я в гостиницу тогда». «Стой, какая гостиница?» — остановила она меня, когда я уже развернулся и собрался уходить. «Заходи, только тихо». Я посмотрел на нее удивленным взглядом. Кажется, я догадываюсь, что значит не одна. Хорошо, я в дверь звонить не стал, а культурно постучался. Кодовый замок на подъезде не является сильной преградой, особенно когда стертые напрочь цифры прямо кричат «Жми сюда!». «Парень?» — спросил я в прихожей, заметив детские кроссовки. «Денис», — с улыбкой произнесла она. «В прошлый раз, когда я приезжал, ты его имела в виду, когда говорила, что не одна?» — спросил я, уже зная ответ. «А ты думал, я со всеми подряд сплю, на кого шеф укажет?» Серьезно и строго посмотрела на меня секретарша босса. «Можно я не буду отвечать?» Смутился и покраснел я. «Нельзя», — усмехнулась она.
хотя ты уже ответил. Прости, буркнул я, действительно не зная, что сказать. Девушка модельной внешности, занимающая типичную для этого должность, да еще переспавшая со мной в первый же день. Вот что я мог еще подумать? А теперь она открывается с другой стороны и задает подобные вопросы. «Да ладно, я сама виновата», — ответила она. «Не нужно было спать с тобой на первом свидании». «Значит, это было свидание?» — спросил я. «А почему нет?» — обернулась она из кухни. «Давай уже, проходи, чего встал в дверях?» Я прошел на кухню, сел за стол и посмотрел на девушку совсем другими глазами. «Чего смотришь?» — спросила она. «Мне никто не приказывал с тобой ложиться. Ты мне понравился. А возможности с кем-нибудь встречаться или познакомиться не так уж и много. Я на работе почти круглые сутки». «Я ничего такого не думаю», — сказал я. «Лучше скажи, ты знаешь, кто наш босс?» «Естественно», — кивнула она. «Почему же ты на него работаешь?» — поинтересовался я. «А ты?» — налив чаю и выставив печенье, присела она напротив. «Я?» — переспросил я, думая, что ответить. «У меня и выбора-то особо не было». «Считаешь, у меня он был?» — усмехнулась она. «Он умеет уговаривать, правда?» «Действительно», — согласился я и широко улыбнулся. Наши глаза при этом встретились, и мы тихо засмеялись. «Тебя что, убили?» — вдруг спросила она. «Как ты поняла?» — переспросил я. «Ты же сам сказал, когда приехал», — кивнула она подбородком в сторону двери. «Действительно», — я снова почесал макушку. «Да, 15 ножевых». «Больно было?» — с сочувствием спросила она. «Не помню», — надолго задумался я. «Серьезно, не помню вообще ничего». «Это, наверное, хорошо?» — кивнула она, а я пожал плечами. «Что мне теперь делать?» — спросил я. «Я в квартиру вернулся, а там уже полиция поработала. Значит, они в курсе, что меня нет в живых». «Скорее всего», — кивнула она. «Не переживай, я сейчас все решу». «Что здесь можно решить?» — посмотрел я на нее. «Это смотря что ты хочешь», — хитро посмотрела она на меня. «Можно оставить тебя в живых, а можно в покойниках». «Лучше уж в живых», — подумав, решил я. «Уверен?» — еще раз спросила она, уже держа в руках телефон. «Да», — на самом деле задумавшись, ответил я. «Не хочу расстраивать маму». «Алло, Михаил Сергеевич?» — произнесла она в трубку. «Простите, что беспокою, но у нас небольшое ЧП». Буквально за пару минут она обрисовала ситуацию и объяснила, что хочет, после чего поблагодарила собеседника и положила трубку. «Все, завтра полиция будет проводить опознание, и твой лучший друг тебя не узнает», — ответила она. «В морг сейчас уложат неизвестного с точно таким же диагнозом смерти». «Это где же они такого возьмут?» — удивился я. «Надеюсь, не убьют невинного?» «Нет, не переживай», — улыбнулась Оксана. «Никто не пострадает». «Ну и завтра тебе необходимо будет посетить отделение», — продолжила она. «Там извинятся за беспорядок и вернут твои документы». «Спасибо, Оксан», — сказал я и посмотрел ей в глаза. «Ты золото». «Я знаю», — сверкнула она бесенятами в глазах. «Ну, я тогда, наверное, домой». Встал я с дивана, кухонного уголка. «Спасибо тебе еще раз». «Ты точно не хочешь остаться?» Слегка покраснев, спросила она. «Нет, не сегодня», — серьезно и надолго задумавшись, ответил я. «Не хочу будить Дениса. Да и в подобных ситуациях лучше вначале познакомиться с главой семьи». «Осторожно, Максим Александрович», — встала девушка и подошла ко мне вплотную. «Вы на опасном пути. Я ведь могу и влюбиться». «Да я как бы и не против», — усмехнулся я и поцеловал ее в губы. Вот и закружилась канитель. Утро принесло забот полон рот. Пока полиция, пока вопросы, пока до компании по уборке квартир дозвонился. Вечер застиг меня внезапно. Когда я уже осознал, что на сегодня все, что больше не будет трезвонить телефон, на часах уже было 8 вечера. Новость о моей гибели разлетелась быстрее, чем я думал. Пришлось самому звонить родителям и успокаивать, перезванивать на номера знакомых и родственников. Телефон-то лежал выключенный в полицейском сейфе. Вот пока суть до дела, я снова остался без ужина. Посидев в задумчивости минут 20,
я все же не решился беспокоить Оксану. Заказал себе пиццу и полез разбираться, что же у меня за клиент. Глава 6. Глава крупной транспортной сети из города Ростова-на-Дону. Имеет в своем распоряжении железнодорожную компанию, речные и морские перевозки, а также наземный автопарк. Серьезный человек. В 90-е был криминальным авторитетом. Сейчас честный бизнесмен. Денег едва ли меньше, чем у моего босса. По крайней мере, сам Алексей Викторович их давно не считает. Окружил себя верными подданными, плюс вооруженный кортеж. Живет в загородной резиденции, которую также охраняют круглосуточно. Вот это нихуя себе задачка! Откинулся я на спинку компьютерного кресла и оторвал зубами кусок зажатой в руке пиццы. И как тебя епсти? Мало того, у меня срок исполнения месяц. Навыков боевых операций 0. Навыков похищения 0. Стоп, остановил я сам себя. А это мысль. Я выбрался из-за компьютера, заходил по квартире, размахивая пиццей. Стал думать и разговаривать в голове сам с собой. А если нанять похитителей? Можно, но где их взять? В интернете такую информацию только в кино можно найти. В любом случае, даже если организовывать все самому, нужно кучу людей нанимать. Все могло бы быть проще, если бы клиента нужно было просто убить. Так нет же, правила есть. А что, если заставить его самого приехать в нужное место? А что, идея тоже неплохая. Наверняка при такой работе и при таком прошлом он имеет дело с контрабандой. Ну не просто же так он себя охраной окружил. Даже если меня расстреляют при контакте, работу я выполнить успею. Итак, что я должен такого перевести? Наркоту? Оружие? А может и разницы нет? Кто при перевозке будет вникать в то, что он везет? Может получиться. Даже элементарная флешка может иметь такую ценность, что я лично захочу проверить транспортную компанию. Хотя сейчас есть миллиарды других способов отправить информацию незаметно. Ладно, а если попробовать приобрести инкассаторскую машину, их же периодически продают, и выдать ее под соусом важного груза? Может, лучше вообще отправить контейнер? Ладно, Яндекс, давай посмотрим, как это делается. Я полез по просторам интернета, чтобы понять, каким образом отправляется контрабанда. Может быть, зря я это делаю со своего компа, но других вариантов нет. Ну и, судя по популярности запроса, я не один такой красивый. Естественно, что мне попадалось очень много информации о том, как перевести наркотики и не попасться, вплоть до закладок в лесу. Но общие данные я получил. Наилучшим средством оказалось все же приобретение контейнера. А уж в него можно запихать все, что душе угодно. Желательно скрыть все это рыбой или картошкой. Но это, как правило, уже забота перевозчика. Главное — наличие контейнера и самого груза для перевозки. Ну что же, вроде как идеальный повод нам увидеться, пробормотал я, оттянув в задумчивости губу. Как считаете, Алексей Викторович? Ладно, дело нужно проворачивать уже в Ростове-на-Дону. Тем более, что и второй адрес у меня там же. Вопрос теперь вот в чем. Сам по себе город Ростов находится на Азовском море. Что я могу такого перевозить по этому морю? Здесь все-таки нужно крепко подумать. Из мысли меня вырвал телефонный звонок. — У аппарата! — шутливым тоном ответил я, увидев на экране айфона надпись «Генка». — Ну ты шороху навел! — без прелюдий начал он. — Дома? — Угу! — буркнул я в трубку. — Тогда запускай, — сказал он. И у меня тут же затрезвонил домофон. — Милости прошу, — сказал я и в трубку, и в домофон, нажимая кнопку разблокировки и открывая гостю доступ на свой этаж в лифте. Через минуту Генка, громыхая бутылками в пакете, вывалился из лифта в моей квартире. «Та-дам!» — развел он руки с пакетами в стороны. «Ну что, за упокой души твоей?» «Придурок!» — покрутил я у виска. «Такими вещами разве шутят?» «Я, блин, чуть мусоров этих не убил, когда они простыню откинули». Поставив пакеты на пол, сразу замахал он руками. «А они мне извинятся сразу и все такое». «Ну, бывает, обознались люди», — пожал я плечами. «Но это не повод отпускать подобные шуточки». «Ой, ладно тебе», — отмахнулся Генка. «Давай обмоем твою удачу.
Я там пивасика принес. Моя очередь проставляться. Ого, контрабандой решил заняться. Плюхнувшись в мое кресло, он тут же зашарил мышкой по экрану. Ну-ну, с Ростова можно серьезный трафик наркотиков запустить. Или тачки левые с СНГ гонять. Генка, твою мать, тебя что, не учили, что лазить в чужом компьютере невежливо? Разозлился я на беспардонного товарища. Вылезай давай из-за компа. Из чего ты вообще решил за контрабанду? А нафига ты тогда про бабушкина смотришь? Спросил он. А, я понял. Хочешь себе новую тачку из Штатов пригнать? Да с чего ты вообще взял, что я собираюсь его услугами воспользоваться? Возмутился я. Просто новости смотрел, вот и попался он мне. Жаль, я думал, ты на какой-нибудь суперкар позарился. Типа Бугатти, усмехнулся он. А при чем тут Штаты тогда? Не понял я. Ну как, где же их делают-то? Удивленно посмотрел на меня Генка. Вообще-то во Франции, ответил я. Ага, не смеши, отмахнулся он. Французы ни за что такую машину не придумают. Короче, никакую Бугатти я себе покупать не собираюсь, сказал я. Но за идею спасибо. Обращайся, довольно улыбнулся Генка. Ты пиво будешь открывать или где? Утром я проснулся в своей кровати. Хотя утром, конечно, мягко говоря. Часы на телефоне показывали 11 часов дня. Ничего себе пивка попили. Ну, хоть без продолжения и приключений. Ладно, хватит валяться. Нужно в дорогу собираться. Время тикает, а я пока даже с клиентом не знаком. Так вот ты какой, Ростов-на-Дону, пробормотал я, выйдя из самолета. Красивое строение из стекла и металла встретило меня людским гулом. Скорее бы выбраться из здания и закурить. Кто догадался принять этот закон о курении? Никому ведь не мешали люди в специальной комнате с хорошей вытяжкой. Ну да ладно, им виднее. Выйдя на улицу, я с наслаждением сделал первую затяжку после долгой паузы. Постояв немного в задумчивости, решил поискать такси. Долго искать не пришлось. Стоило выйти на место стоянки автомобилей у главного входа, как они меня сами нашли. Я запрыгнул в «Мерседес» и за хорошую сумму поехал в хорошую гостиницу. Вначале нужно поселиться, а затем будем искать серьезного человека в неизвестном для меня городе. Ну, как говорится, язык до Киева доведет. Сейчас самое главное — придумать и купить то, что я собираюсь перевозить. А может, не париться и перевезти самого себя? Нет, пожалуй, попробую я за икру белужью с ним перетереть. Мол, бизнесом хочу заняться. В Москве спрос на такой товар хороший. Вот и ищу, значит, серьезного человека, способного мне его катать. Так и заеду к нему. Тем более, что офис у него официально имеется. А для передачи денег впоследствии выберу место со вторым адресом. Ну, там уж будь что будет. Главное — дотянуться до бабушкина. Тема вопроса очень серьезная и в настоящее время действительно прибыльная. В офис к Алексею Викторовичу я приехал под самое закрытие. — Вы к кому? — обратился ко мне охранник на входе. — Мне бы к бабушкину попасть, — ответил я. — Очень срочное дело. — Срочное, говоришь? — хмыкнул он. — Здесь всем срочно. По записи к нему, а очередь на месяц вперед расписана. — Ну, вы же не секретарь? — осмотрел я его с головы до ног. — Он не одобрит, если узнает, что вы отбрили серьезного клиента. — Это ты, что ли, серьезный? — усмехнулся тот. — Может, поспорим? — спросил я, и вдруг заметил азартный огонек в его глазах. 100 баксов ставлю, что он через день сам лично встретит меня в фойе. «Ха-ха-ха!» — расхохотался он. «Ну, коли денег не жалко...» «Серег!» — крикнул он куда-то за спину. «Иди сюда!» «Чего?» — вышел из-за угла недовольный напарник. «Прикинь, этот задохлик говорит, что Викторович его через день лично встречать сюда выйдет». Ткнул он мне пальцем в грудь. 100 зеленью, говорит, ставлю. «И что?» — так же спокойно рассудил Серега. «Ай, ну тебя!» — отмахнулся тот. «Ты, если что, гарантом выступишь?» «Да пох!» — пожал тот плечами. «Давайте так», — решил я ускорить процесс игры. «Я поставлю 100 на то, что он меня провожать выйдет». «Ну, орел!» — усмехнулся первый охранник и протянул мне руку. «Забьемся». Мы пожали друг другу руки, и Серега разбил хват.
Ну и заодно 2 сотки долларов в нагрудный карман убрал. А я, довольный полученным результатом, отправился наверх. Кабинет Бабушкина находился 3 этажами выше. На самом деле все здание принадлежало ему, но штат его сотрудников занимал только первые 3 этажа. Остальное сдавалось в аренду. Войдя в приемную Алексея Викторовича, я ожидал увидеть миленькую девчушку в роли секретарши. Вот только взгляд мой уперся в совершенно некрасивую бабу лет 50. Ну что же, видимо, здесь человек именно работает. Похвально. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Мне к Алексею Викторовичу». «У вас назначено?» — строго спросила она. «К сожалению, нет, но дело очень серьезное и срочное», — начал было я. «И, надеюсь, прибыльное». «Как вас представить?» — тут же спросила она. «Максим Александрович Лебедев из Москвы с серьезным предложением», — отрапортовал я. «Секундочку», — кивнула женщина и, нажав кнопку, быстро проговорила то, что я ей только что произнес. «Хорошо, я поняла», — сказала она в трубку и положила ее. «Запишитесь», — сказала она тоном, не терпящим возражений. «У него свободно примерно через 2 недели. Наберите его еще раз и передайте, что я за один раз готов выкупить 10 тонн белужьей икры», — ледяным тоном сказал я. Затем усмехнулся и продолжил. «Если он сможет столько потянуть». Глаза секретарши увеличились, и она вновь набрала босса и быстро проговорила то, что я просил. После этого она положила трубку и указала глазами на дверь. Я, наконец, добрался до цели. Передо мной сидел довольно подвижный человек спортивного телосложения. Не толстый, не худой и не качок. Просто подтянут, с коротким ежиком волос. Сплющенный нос и уши выдавали в нем хорошего бойца, который прошел не одну схватку. Цепкий взгляд и улыбка тонких и прозрачных губ. «Максим Александрович», — поприветствовал он меня, выйдя из-за стола. «Прошу прощения, увы, но мне часто приходится отбиваться от всяких бездельников. Иногда среди них попадаются деловые люди, но их не всегда удается рассмотреть». «Ничего страшного, Алексей Викторович», — я решил обменяться любезностями. «Видимо, не такие уж они и деловые, раз не могут добиться необходимого результата». «А вы не так прост», — прищурился он. «Приятно иметь дело с умными людьми. Скажите, кто вам меня рекомендовал?» «Боюсь, что у меня нет ответа на данный вопрос», — пожал я плечами. «Ха-ха-ха», — расхохотался тот. «Видимо, вы ошиблись адресом, Максим Александрович. Я никогда не работаю без рекомендаций». «Возможно, ради меня вы сделаете исключение», — ответил я. «Я обладаю хорошими деньгами». «Деньги у меня есть. Их столько, что мои внуки вряд ли успеют их потратить», — отмахнулся Бабушкин. «Боюсь, вы меня не поняли. Я не работаю без рекомендаций». Мои мысли бегали как сумасшедшие. Я просто был не готов к подобному повороту. В моем понимании все можно было решить деньгами. Лицо я старался не терять, но чье имя назвать в качестве рекомендации? Может быть, не париться и назвать Адама? Вот только боюсь, после этого я и на километр не смогу подойти к Бабушкину. Что же делать? В моих мыслях это был идеальный план. Что же, раз такое дело, буду искать других людей, способных мне помочь, сказал я. Извините за беспокойство. Всего доброго, вежливо ответил Бабушкин. Успехов вам в вашем начинании. С чего вы взяли, что я дилетант? Обернулся я от дверей. «А вы сами-то как думаете?» — усмехнулся тот. «До свидания, Максим Александрович». Мда, плакала моя сотня. Но это не важно. Важно то, что я не смогу подобраться к Бабушкину. Выходит, придется задействовать план «Б» и попробовать подразнить его при помощи конкурентов. В Ростове много серьезных людей. Недаром его именуют папой многие криминальные авторитеты. «Ну что, фраерок?» — веселился охранник. «Не уломал ты нашего босса?» «Увы», — сделал я невинное лицо. «Может быть, вы мне сможете помочь?» «Я?» — удивился тот. «А что нужно-то?» «Икра нужна, белужья, много», — ответил я, присев на краешек стола. «Может быть, сможете порекомендовать мне того, кто возьмется за мой заказ?» Нет, парень», — выставил руки вперед охранник. «Мое дело стол охранять, а эти вопросы только босс решает. Все, давай вали отсюда.
Нечего тут вынюхивать. Я вышел на улицу, вызвал такси и закурил. За мента, что ли, они меня приняли? Чего так напряглись-то все? Ладно, где наша не пропадала? Надо попробовать таксиста разговорить. Обычно эти люди знают все, что происходит в их городе. Мне как-то один друг такую фразу сказал. Хочешь замутить криминал в чужом городе, ищи такси. Вот и посмотрим сейчас, насколько он был прав. Козел, бля! Хлопнул я дверью, залезая в машину. Эй, ты дверями-то не хлопай! Обернулся водитель. А то сейчас пешком пойдешь. Извини, командир. Протянул я ему купюру в 5000. За моральный ущерб. Нормально, хмыкнул он. А ты кого козлил-то хоть? Да ну, в сердцах отмахнулся я. Я к нему по делу, а он мне: какие у вас рекомендации? Я передразнил бабушкина, картавя языком. Ха-ха-ха, расхохотался таксист. С бабушкой не сработались. Нет, я ему, главное, такие деньжища предлагаю. Подвинулся я поближе к переднему сиденью. А он мне рекомендации. Ну как вот прикажешь с таким работать? А у меня бизнес. Я на этого бабушкина все деньги поставил. А что нужно-то? Заинтересовался водитель. Может, я помогу? Да ты-то чем? Махнул я рукой. Хотя, если подскажешь, где можно несколько тонн белужьей икры взять. Них, чего себе? Вытаращил глаза в зеркале заднего вида водитель. И что, прямо так и послал тебя бабка? Ну а я тебя о чем? Скис я. На него не похоже, задумался таксист. Чует мое сердце ждать тебе вечером гостей, усмехнулся он. Не верю я, что наш бабка от таких бабок отказался. После этого каламбура тот заржал. Да как по мне, пусть хоть ночью приедут, лишь бы дело срослось, сказал я. Смысл было меня посылать, если, как ты говоришь, должны гостями ко мне явиться. Кто их знает, пожал плечами водитель. Может, за мента тебя приняли, пробивать вначале будут. Но, поверь моему опыту, этот выгоду не упустит. Не сегодня, так завтра сам на тебя выйдет. — Ох, спасибо вам, успокоили, — улыбнулся я. — Ваши слова да богу в уши. Я уж совсем отчаялся. Даже не знаю еще, к кому можно с таким вопросом обратиться. — С таким объемом, парень, ты только к нему и можешь обратиться, — подмигнул мне таксист. — Я, конечно, могу тебе подсказку дать, но там максимум килограммов 50 тебя намутят. Да сотни я тебе и сам намучу, — махнул я рукой. Мне серьезные объемы нужны. — Приехали, командир, — усмехнулся водитель. Я расплатился опять большой купюрой, отказавшись от сдачи. Водитель хмыкнул, поблагодарил и дал по газам. А я отправился в ресторан при гостинице, чтобы поужинать. Едва я оставил свой заказ официанту, ко мне за столик присел невзрачный тип. Не в том смысле, что некрасивый, а такой, что хрен запомнишь, а в толпе потом ни за что не узнаешь. «Добрый вечер», — вежливо обратился он. «Угу», — буркнул я и откинулся на спинку стула. «С кем имею честь?» «Я от Алексея Викторовича», — улыбнулся тот. «Ишь ты», — усмехнулся я. «И стоило меня в таком случае посылать?» «Не горячитесь, Максим Александрович», — сказал тип. «Поймите, ситуация не совсем стандартная. Нам нужно было понять, с кем предстоит работать». «Поняли?» — спросил я. «К сожалению, нет», — пожал он плечами. «О вас нет никакой информации на икорном рынке. От слова совсем. А так не бывает». «Бывает, если ты решил им заняться впервые», — коротко ответил я. «И откуда же такие аппетиты, позвольте спросить?» — поинтересовался он. «Уже спросили». Я нарочно отвечал резко. «Вас это не касается». «Так и передать?» — посмотрел тип на меня. «Мы могли бы пообщаться с Алексеем Викторовичем без посредников?» — спросил я. «Поймите, я вас не знаю, и рисковать тоже не имею никакого желания». «Я передам вашу просьбу», — кивнул он. «Что-нибудь еще?» «Да, хотелось бы встретиться на моей территории», — сказал я и записал адрес на салфетке. «Что-то побаиваюсь я уже ваших методов». «Сделаю все, что могу», — вежливо ответил тот. «Приятного аппетита, Максим Александрович, и извините за беспокойство». Буквально тут же официант принес мой заказ. И стоило такую многоходовую операцию выстраивать, если все равно потом на контакт вышел.
Или у него весь офис в прослушке? Вопрос теперь в том, согласится ли он на мои условия встречи. Или нужно будет мне под его место подстраиваться. Хотелось бы, конечно, поскорее завершить работу и вернуться домой. Вот только меня, скорее всего, убьют при выполнении. Так что, возможно, нужно будет в морге отлежаться. Блин, не спросил я, сколько времени я в прошлый раз трупом провел. Ладно, на этот раз на телефоне время примерное засеку. А неплохо быть бессмертным, вполне себе такой бонус. Интересно, а количество жизни ограничено? Или я вот так хоть каждый день могу? Я буквально только успел прикончить ужин и поднести карточку к терминалу, как на моем телефоне раздался звонок. «Слушаю», — резко ответил я. «Максим Александрович, извините за беспокойство. Узнал я своего недавнего знакомого. Мы с вами только что в ресторане общались». «Я вас узнал», — бросил я в трубку. «В общем, меня просили передать, что Алексей Викторович согласен на ваши условия. Встреча состоится завтра в 9 вечера. Время вас устраивает?» «До пятницы я совершенно свободен», — фразой пятачка ответил я. «Да, меня все устраивает. Но деньги я с собой не возьму». «Этого и не требуется», — ответили мне. «Вам укажут счет. Как только средства на него поступят, мы укажем вам место, где вы сможете забрать продукцию». «Замечательно. Передайте мои наилучшие пожелания Алексею Викторовичу», — вежливо закончил разговор я. «Все непременно», — отозвался телефон. «Все идет само ко мне в руки. Очень хорошо. Теперь бы не опрофаниться, как в прошлый раз. Нужно спрятать карту и документы. Вообще желательно навстречу ничего с собой не брать. Немного наличности для такси и достаточно. Не хотелось бы, конечно, умирать, но на этот раз, видимо, придется. А так пора бы задуматься. Может, инструктора какого нанять или тренера? Все равно ничего не делаю целыми днями. С покупками вроде все, машину только нужно. А вот, кстати, и вопрос. Когда есть возможность купить все, что только душе угодно, какую машину выбрать? Да, зажрался ты, Максим Александрович, пробормотал я себе под нос. И тут снова затрезвонил телефон. Да кому там все надо-то? Я посмотрел на экран, и на моем лице появилась глуповатая улыбка. «База торпедных катеров!» — залихватски ответил я на звонок. «Ой!» — после небольшой паузы ответила Оксана, а я в ответ засмеялся. Я уж думала, номером ошиблась. «Это же старая шутка!» — с улыбкой произнес я в трубку. «Ты даже не представляешь, куда мне приходится дозваниваться по работе», — ответила она. «И твоя база, кстати, в моем телефоне тоже записана». «Вот те раз!» — удивился я. «Ладно, больше так шутить не буду». «Да ничего страшного». Мне показалось, что Оксана улыбнулась в телефон. Даже забавно вышло. «Я, кстати, что звоню? У меня, видимо, день короткий сегодня. Как насчет поужинать?» «Я бы сейчас все отдал за этот ужин», — грустно ответил я. «Но, увы, я в командировке». «Ничего, будет еще время», — спокойно отреагировала она. «Ты надолго?» «Не могу точно сказать», — задумался я. «Дня 3, скорее всего, максимум». «Я постараюсь сократить свой день к твоему приезду», — ответила Оксана. «Оксан, у меня к тебе один вопрос по работе», — начал я. «Ты не могла бы мне подыскать какого-нибудь инструктора по боевой подготовке?» «Без проблем», — сразу ответила она. «На нас работает замечательный специалист в этой области». «А когда он сможет мной заняться?» — спросил я. «В любое время. Я ему позвоню, и он сможет взять тебя сразу по приезду», — ответила она. «Нет уж, по приезду мне бы хотелось, чтобы меня взяла ты», — улыбнулся я телефону. «Я подумаю», — загадочным голосом ответила она. «Но думаю, что ты найдешь время встретиться и с ним. Просто обговорить график и посмотреть друг на друга». «Согласен», — кивнул я не знаю кому. «Как буду выезжать, наберу». «Хорошо, до связи», — сказала Оксана и отключила звонок. «До связи», — буркнул я в пустоту. А хотелось бы услышать совсем другую фразу. Но мои желания так и остались только моими. Наши отношения не имели еще никакой фазы. Вот же, блин, современное общество. Переспали, а отношений нет. Расскажи о таком родителям, засмеют. Но такова реальность. В современном обществе порой не хватает времени для этих самых отношений.
а природа-то свое просит. Вот и крутимся кто как может. Секс без обязательств — это наше изобретение. В принципе, в нем нет ничего плохого. Ну не будешь же жениться на всех, с кем переспал. Но вот когда девушка цепляет тебя по-настоящему, а кроме секса у вас нет больше ничего, как-то начинаешь задумываться. А правильно ли оно так? Так, ладно, что-то я совсем не в ту степь. О деле нужно думать. Пожалуй, съезжу-ка я в это место, проверю обстановку. Или лучше не светиться, наверняка за мной следят. Да, лучше поступлю как настоящий турист. Пойду спать. Завтра в музей какой-нибудь схожу, а потом навстречу. Я вышел в фойе и обратился к девушке на ресепшене. Подскажите, а у вас Wi-Fi в номерах имеется или за отдельную плату? Спросил я у нее. У вас бизнес-класс, ответила она. Для вас интернет бесплатный. Она залезла в ящик под стойкой и извлекла из него клочок бумажки. Вот здесь логин и пароль для сети. Спасибо, поблагодарил ее я и принял листочек. Я могу быть вам еще чем-то полезна? Улыбнулась она дежурной улыбкой. Нет, все отлично, ответил я и пошел в свой номер. Сейчас посижу в интернете, посмотрю по координатам, что за место. Может, пару роликов на Ютубе заценю, а потом баиньки. На завтра нужно многое успеть. В музей сходить, к смерти подготовить. Глава 7. Встреча состоялась около Ростова. Как и в случае с Москвой, все было однотипно. Удаленное от скопления людей место и первый попавшийся перекресток. С другой стороны, это мое второе дело, но, как говорится, в третий раз это уже будет закономерность. Думаю, третий клиент на доставку долго ждать не будет, так что проверить еще успеем. Хорошо бы этого взять без крови. Кстати, странно, почему я ничего не помню о том, что было после смерти. Сколько меня не было? Явно больше часа прошло. Неужели за час я не смог чего-нибудь увидеть? Что там, за той чертой? Так, стоп, машина, забормотал я. Так недолго и на самоубийство себя уговорить. Слава богу, проверить, смогу ли я совершить подобное, мне не дали. Вдалеке, на поле, уже показался пыльный след. Едут. Я сразу начал вести себя нервно. В принципе, даже и притворяться не пришлось. Нервничал я сильно, руки снова вспотели, и их заметно потряхивало. Если он меня раскусил, мне конец. Я даже дотянуться до него не успею. Вряд ли он забыл про это место. Я бы не смог. Зря я его сюда так нагло пригласил. Думал, переиграю. Ладно, все, нужно доиграть сцену до конца. Кортеж из 2 машин подъехал и остановился. Затем обе машины сразу же развернулись на выезд и остановились уже окончательно. 2 черные 200-е «Тойоты». Из той, что спереди, выскочили 3, обошли замыкающую машину и встали с 2 сторон. Третий открыл вначале заднюю дверь, а затем переднюю, заключая шефа в некий коридор. Бабушкин вышел с пассажирской двери вместе с охранником, который вышел сзади. Вот это, мать их, работа! И как прикажете к нему подходить? Долго вы, с упреком сказал я. И вам добрый вечер, усмехнулся Бабушкин. Интересное место вы выбрали для встречи. А что с ним не так? Я начал играть панику. Здесь нас могут увидеть? Ха-ха-ха, рассмеялся тот. Нет, что вы, я проверял это неоднократно. Тогда что вас смущает? Я все еще продолжал играть испуг. Нет, просто вы как будто знали, что все серьезные сделки я обговариваю именно здесь, ответил он. Вот же надменный человек. Мало того, что он в этом месте душу продавал, так еще и встречи теперь здесь проводит. Так может, он им и не говорит о правилах изъятия? Тогда все немного проще, чем я думал. Но ведь Василий Николаевич испугался того места, куда я его привез. Ладно, пора действовать. Ну, я не просто так к вам приехал, вскинул я подбородок. Я интересовался вами. Само собой, я слышал, где вы любите проводить встречи. Вы очень странный покупатель, произнес с ухмылкой Бабушкин. Хотя вы в последнее время все для меня странные. Вот уж не думал показаться таким, сказал я, не переставая нервно озираться. Со мной-то что не так? С вашим предложением, ответил он.
Вы хоть понимаете, о каком объеме заговорили? Вы про 10 тонн? Усмехнулся я. Конечно, понимаю. Но я и не собирался выкупить его за один раз. Помнится мне, что моей секретарше вы сказали иначе, прищурился тот. Я имел в виду работу на перспективу, ответил я. Сейчас я в продажах. Здесь я как уж в воде. Я могу проплатить сразу 10 тонн, а поставку мы будем с вами обсуждать отдельно на каждую партию. Ого, Максим Александрович, вы делаете мне предложение, от которого откажется только полный идиот, улыбнулся Бабушкин. Я бы не ехал к вам с другим, сделал я деловое лицо. Ну что же, кивнул Алексей Викторович. Считаю, что дальнейшее проведение встречи не имеет смысла. Прошу вас завтра с утра в мой кабинет. И не забудьте ручку для подписания договора. Ха-ха-ха, расхохотался я. И вы мне говорите про непонятное молодое поколение. Ах да, картинно смутился он. Пожать друг другу руки? Вот теперь мы договорились. Пошел я навстречу к Бабушкину, вытянув руку вперед с разжатой ладонью. Алексей Викторович кивнул своим псам и вышел из бронированного коридора. Дальнейшее произошло в течение 2 секунд. Я резко поменял направление руки и вместо того, чтобы пожать ладонь Бабушкина, ткнул его всей пятерней в грудь. Рука налилась алым свечением, и я начал просматривать кадры из его жизни. Оказывается, когда ты стоишь близко, телохранители тебя не убивают. Они лупят тебе по затылку и увозят в какой-нибудь подвал. Именно в таком месте я пришел в себя от того, что кто-то выплеснул мне в морду ведро воды. «Эй, чудик!» — сквозь стук крови в висках услышал я. «Ты откуда такой взялся, шустрый?» «Я тебе говорил, что сильно ты ему приложил», — услышал я второй голос. «Теперь до утра ждать будем, пока он очухается». «Нормально я его», — ответил первый. «Не учи отца». «Я где?» — подал я еле слышный голос, попробовав пошевелиться. Вышло с трудом. Ноги оказались примотаны скотчем, а руки стягивало что-то железное за спиной. Стул на ощупь оказался тоже железным. Так что с номером об стену ну никак. Да и смысл. Что я смогу сделать этим быкам? — Эй, ты что с шефом сделал? — спросил первый. — Ты инопланетянин, что ли, какой? У него дырка в груди с кулак, как будто из него чужой выпрыгнул. — Дырка, говоришь? — удивленно спросил я. — Она самая, — кивнул первый. — Чем это ты его так? У него как будто что-то взорвалось внутри. — Что значит «как будто»? — продолжил второй. — Я сам лично вспышку видел. — А взрыв слышал? — переключился на него первый. — Нет, — ответил тот. — Вот поэтому и как будто, — огрызнулся первый телохранитель и обратился опять ко мне. — Тебе что, пальцы ломать начать? Или отвечать все-таки будешь? Я не знаю, что произошло. Решил я включить дурака. И тут же закричал от боли в сломанном указательном пальце. В висках снова застучало, и я едва не провалился в спасительную темноту. Вот только парни не зря свой хлеб кушали. Тот, кто задавал вопросы и ломал мой палец, тут же больно начал тереть мне уши ладонями, а второй пихать в нос ватку с нашатырным спиртом. Я тут же пришел в сознание. Мне даже стало лучше. «Вопрос повторить?» — спросил первый прямо в мое лицо. «Нет, спасибо», — прохрипел я севшим голосом. «Я душу его забрал». «Чего?» — первый обернулся ко второму. «Ты слышал?» «Угу», — кивнул тот. «Может, ему еще один сломать? А то он что-то путает, наверное». «Не нужно мне ничего больше ломать». Я попытался отодвинуться от них. «Да куда там?» «Я вам правду сказал». «И нахер она тебе сдалась?» — спросил у меня первый. «Кто?» — не понял я вопроса. «Душа нашего босса», — уточнил тот. «Он ее продал», — ответил я. «Это тебе, что ли?» — заулыбался он. «Почему сразу мне?» — не понял я. «Я всего лишь курьер. Мне сказали, я забрал. Все». И тут мне снова пришлось закричать. Хрустнул мой второй палец. «Я так до утра хрустеть могу», — высказался первый охранник. «Да что вам нужно-то?» — сорвался я на крик. «Я вам все сказал, шефа вашего больше нет. Чего вы ко мне пристали-то?» «Вот, наконец, доходить начало», — подключился второй телохранитель.
Шефа нет, мы теперь безработные. Кто нас нанимать теперь будет? Подопечный-то наш того. Так давайте я вас найму. В сердцах, не подумав, брякнул я. Ха-ха-ха! Оба мордоворота расхохотались в голос. Юморист! Отсмеявшись, продолжил второй. Денег-то хватит? А ты за мои деньги не переживай, огрызнулся я. Работать вам только по другому профилю придется. Ты смотри, он не шутит, похоже, ткнул второй первого. Я как-то в голове их уже так назвал. Даже если они имена свои назовут, все одно так их величать буду. Слышь, Шипздик, ты хоть понимаешь, что ты нам предлагаешь? Работу, нагло заявил я. Не хочешь? Так давай, вали меня и ходи как дурак бутылки собирай. Может, так и сделать? Резко спросил меня первый и приставил ствол пистолета к моему лбу. Ну и? Посмотрел я прямо в глаза своему палачу. Чего остановился? Или пальцы только ломать гораст? Тот молча начал давить на спуск. Курок приподнялся, и в это время второй ударил его по руке. Выстрел грохнул прямо около уха, в котором сразу начало звенеть. А я попытался развалиться на стуле, к которому был прикован, и нагло улыбался. — Ты что, охуел? — крикнул на него второй. — Так он же сам выпрашивает, — пожал плечами первый. — Эй, вы там что, жмурика сделали, что ли? — раздался третий голос откуда-то сверху. — Валер, да я нечаянно на курок нажал, — крикнул первый. — Живой он. В подвал спустилось третье лицо. Он осмотрел представшую перед ним картину, затем обвел строгим взглядом обоих подчиненных. В том, что это был их начальник, я не сомневался. Оба моих палача враз подобрались, чуть ли не по стойке смирно встали. «Идиоты!» — буркнул он на них. «А ты чего улыбаешься?» Это он, видимо, мне уже. Звуки я теперь слышал не очень хорошо, кое-что по губам читать пришлось. «Так я вам работу предложил!» — прокричал я из-за того, что не слышал собственного голоса. «А эти обрадовались, начали вверх стрелять!» «Он что, дебил?» — повернулся начальник к своим людям. «Ну а я что говорю?» — указал на меня пистолетом первый. «Говорит, душу у шефа забрал, мол, на дьявола работает. Точно псих!» «Он правду говорит?» — с очень серьезным лицом присел передо мной начальник телохранителей. «Чистую!» — крикнул я, а тот поморщился. «Ну-ка, зевни давай». Начальник начал изображать желание зевнуть. И это подействовало. Чуть челюсть себе не вывихнул. Мне сразу стало лучше. Звон окончательно не пропал, но слышать я стал намного лучше. «Как зовут твоего босса?» «Ты имеешь в виду дьявола?» — спросил я. «Не кривляйся», — серьезным тоном сказал он. «Адам», — уже нормально ответил я. «Сколько ты нам будешь платить?» — внезапно спросил он. «Сколько вам Бабушкин платил?» — переспросил я. «Много», — неопределенно ответил начальник. «Много — это не цифра», — перехватил я нить разговора. «Мне нужно от чего-то оттолкнуться. Я понятия не имею о ваших расценках». «Мы имели почти 500 в месяц», — ответил тот и оглянулся на своих, дав мне понять, что цифра завышена. «Хорошо», — согласился я. «Пусть так и останется». По его улыбке я понял, что не прогадал, и решил уточнить. «Это вам, как старшему, им по 300». «А чего это?» — подкинулся было первый, но второй дернул его за рукав. Видимо, они тоже получали меньше. «Развяжите его», — приказал начальник, Валера. «Ага, и в больницу меня, гипс накладывать», — добавил я. «Не нужно гипс», — буркнул первый. «Сейчас пальцы вправлю, поболят немного». Снова раздался хруст. Я вскрикнул, но теперь ноющая боль прошла, стало легче. Хотя шевелить пальцами было все так же больно. «Валерий, начал я. «Можно просто Валера», — отмахнулся начальник. «Привычнее, что ли? Мы же теперь всюду за вами будем». «Так, стоп!» Я осмотрелся и попытался отряхнуть грязь со штанины. «Во-первых, Валер, ваша работа теперь будет заключаться в другом. Во-вторых, мне нужны ваши счета, чтобы платить вам. Налоги и все такое покрывать будете сами». «Идет, мы так и работали», — кивнул тот. «У нас ЧОП открыт». «Вообще отлично. Значит, по счетам работать будем», — согласился я. «А что за работа?» — спросил Валера.
Клиентов вести, наблюдать, докладывать, — ответил я. Хорошо бы, конечно, еще похищение устраивать, но это будет уже наглость. Если за отдельную плату, то можно, — вдруг согласился Валера. Только мы не каждого потянем. Ну вот слежку установить, на слабые места в охране указать — это запросто. Ну вот и отлично, — кивнул я. Так, мне бы в аэропорт. И вам, кстати, тоже. Куда едем? — поинтересовался Валера. В Москву на ПМЖ, — ответил я и направился к лестнице из подвала. Может, дадите нам недельку на сборы? — спросил второй, молчавший до сего момента. Как-то так сразу и на ПМЖ. Хоть две, — отмахнулся я. Как приедете, позвоните. Я повернулся к Валере. Номер знаете? Тот кивнул. Вот как в столицу приедете, с этого дня и зарплата пойдет. Я сразу с вами, — отозвался Валера. Меня здесь ничего не держит. Вот только до квартиры доедем, я вещи возьму. Не вопрос, Валер, — согласился я. Поехали. Мы сели в один из крузаков и помчались по ночному городу. Я сидел сзади и с любопытством разглядывал салон. Мне понравилась эта машина. И чего я, дурак, на Порше позарился? Там понты во всем, включая отделку салона. Здесь же чувствовалась солидность, некий аристократический шарм. Вроде бы все минимально, но строго. Точные линии, минимум ярких непонятных кнопок. Все как-то строго и по делу. — Это чья машина, Валер? — спросил я. — Нравится? — переспросил он и тут же продолжил. — Это бабушкин под себя заказывал. Повторить несложно, я комплектацию сам подбирал. Только ждать заказ придется долго. — Так может, эту выкупить? — сморозил я глупость. — Хотя нет, приедем в Москву, закажешь мне такую. — Хорошо, шеф, — отозвался он. — Приехали, сейчас я быстро вещи кину, — сказал Валера, выпрыгивая из машины. Ну вот, жизнь-то налаживается. Удалось отыскать людей. Теперь хоть какую-то работу можно на них свалить. А за деньги они готовы и клиента доставить. Нет, прав я оказался. Деньги решают все. Мысли как-то сами собой свернули в другое русло. Странно, те двое сказали, что вспышку едва заметили. А для меня это чуть ли не пару минут длится. Что же получается, весь процесс не более секунды длится? Это хороший плюс, я боялся не успеть. Ведь неизвестно, что случится, если сам процесс извлечения души прервать. Бррр, даже думать страшно, что может произойти. Сзади хлопнула крышка багажника, вырывая меня из размышлений. Через мгновение за рулем появился Валера. «Я все», — доложил он. «Куда дальше?» «В мою гостиницу, сумку возьмем», — сказал я. «Затем в аэропорт. Хватит с меня Ростова-папы». Валера усмехнулся на мои слова и тронул машину. Вообще город красивый, мне понравился. Близость к югу делает его еще более привлекательным. Но жить здесь не хочу. Я и в Москве-то жить не хочу. Была бы воля, уехал куда-нибудь на Гавайи. Вот же судьба злодейка. Вроде и денег сейчас на все, что угодно хватит, а возможности уехать как не было, так и нет. Хотел финансовой независимости, пришлось пожертвовать личной свободой. А ведь со стороны всегда кажется, что богатым быть хорошо. Ну да, своих прелестей хватает, и еще каких. Это мне еще повезло, не так часто работать приходится. Но вот взять вот так и все бросить, все одно не могу. Едва я успел войти в номер, как меня поприветствовал мой телефон. Пришло новое сообщение. Я ткнул пальцем в экран. Так и есть. Не успел со вторым разобраться, третьего уже дали. Новый клиент. Дмитрий Александрович Малышев. Город Москва. Далее координаты места заключения сделки и ссылка на небольшое личное дело. Срок исполнения — месяц. Ну, хоть на исполнение время стандартное, пробормотал я, глядя в экран. Может, отложить тебя на пару недель? Я вышел из здания гостиницы и сел в машину. Все, в Москву, домой. Столица встретила холодным ветром и колючим дождем. Валера убежал ловить такси, а я, ежась от холода, закурил в специально отведенном месте. Через пару минут он появился и махнул мне рукой, не дав даже докурить до конца. — Где остановишься? — спросил я его, когда мы ехали по ночной Москве. —
Точнее, уже по предрассветной. Движение уже начало оживляться, и где-то через час уже начнут появляться первые пробки. — У меня квартира здесь, — устало ответил Валера. — Я ее сдаю, но сейчас, видимо, придется выгонять людей. — Повезло тебе, — вздохнул я. — И чего было из столицы бежать, если здесь все свое имеется? — 90-е, — неопределенно ответил он и уставился в окно. — Ты сейчас куда? Ко мне поедешь? Оторвал я его от созерцания скучного пейзажа. — Ну, вас до дома доставлю, а дальше уже сам, — ответил тот. — А что? — Давай вначале ко мне заскочим, — ответил я. — Кое-что тебе передам. Валера молча пожал плечами в ответ. Мол, без разницы, к вам так к вам. Дома я передал ему информацию на клиента. Велел начать работать с завтрашнего дня. Ну и заодно сделал ему перевод подъемных в качестве аванса. Тот молча выслушал все, что я от него хотел, и удалился. Я, наконец, остался один и получил возможность поспать. До кровати еле добрался. Так и рухнул на нее, не снимая. Глава 8. Проснулся от того, что моя же рубаха попыталась задушить своего хозяина. Спать в одежде было не лучшей идеей. Вон еще и слюней в подушку напустил. Я скинул все вещи в корзину для грязного белья. В субботу горничная все уберет и заодно вещи в стирку отдаст. Теперь в душ, окончательно смыть с себя сон. Окончательно придя в себя, я затушил сигарету и допил последний глоток кофе. Теперь можно и делом заняться. Что там по очередному клиенту? Малышев Дмитрий Александрович оказался ни много ни мало начальником агропромышленного комплекса. И все бы ничего, вот только с его смертью могут образоваться тысячи безработных. Развернулся Малышев не слабо. На периферии он имел десяток колхозов с землей и скотиной, а в самой Москве на него пахал целый молочный комбинат. Также Дмитрий Александрович распоряжался несколькими мясокомбинатами, но уже не единолично, а в составе соучредителей. Отзывы о нем были самые что ни на есть положительные. Сплошная благодарность за помощь и поддержку. Вот уж не подумал бы. И что мне с этим делать? Убивать хорошего человека? Ладно, подожду, что мне Валера на него принесет. Нужно еще Оксане позвонить, доложиться о прибытии. «Здравствуй, родная!» — поприветствовал я ее в трубку. «Я приехал». «Ого, уже родная стала?» — засмеялась она. «Что же, ты сам напросился». «Я и не отнекиваюсь», — признался я. «Предлагаю спланировать общее мероприятие. Приглашаю тебя и Дениса, куда пожелаете». «Мы согласны», — тут же согласилась Оксана. «Тем более шеф, как знал, выдал мне сегодня выходной. Дома все дела закончены, и до завтра я совершенно свободна». «Куда пойдем?» — спросил я. «А давай в НЛО-парк», — как-то быстро сообразила она. «Я уже давно Денису обещала его туда сводить». «Я, как Герасим, на все согласен», — в шутливой форме ответил я. «Значит, час жду тебя у своего подъезда», — подвела итог она. «Хорошо, успею», — согласился я, взглянув на часы. Запаса времени у меня, можно сказать, не осталось. Придется снова пользоваться такси. Блин, может купить себе пока временно машину, пофигу какую. Богач я в конце-то концов или погулять вышел. Сегодня я, конечно же, этого сделать не успевал, поэтому вызвал машину и встал с задумчивым видом перед гардеробом. Вот ведь вправду говорят, научи дурака Богу молиться, весь лоб разобьет. Так и у меня. Накупил себе брендовых шмоток, а так, чтобы попроще, джинсы там, кофту с курткой, это никак. И что теперь, как дурак в костюме от Версаче в семейный парк идти? Ладно, по дороге соображу. Одел более или менее неброский прикид и выбежал из подъезда. Машина меня уже ожидала. «Куда?» — устало спросил водитель. «Да пофигу», — ответил я. И тут же поправился после удивленного взгляда таксиста. «Извините, в магазин со шмотками. Только не в бренды, в нормальный какой-нибудь». «Понятно», — кивнул тот и повез меня куда-то из центра. Вскоре, переодетый в нормальную одежду, я снова запрыгнул в ожидающее меня такси и смело назвал адрес Оксаны. Какими-то закоулками таксист за 20 минут домчал меня до нужного дома.
Я достал телефон и нажал вызов. «Алло!» — услышал я ее голос в трубке и невольно улыбнулся. «Карета подана», — доложил я. «Милости прошу». «Выхожу», — ответила она и отключила звонок. Я вышел из машины, чтобы встретить ее. Оксана вышла из подъезда, ослепительная, как, впрочем, и всегда, о чем я не забыл упомянуть вслух. «Спасибо», — смутившись, ответила она. «Ты тоже хорошо выглядишь в этих новых джинсах», — произнесла она с улыбкой и, сильно дернув, оторвала этикетку, которую я забыл с них удалить. «Ой!» — только и смог вымолвить я. «Ничего, бывает», — улыбнулась она и убрала мусор в сумочку. «Потом выброшу. Кстати, знакомься, это Денис. Денис, это Максим». «Очень приятно», — как-то по-взрослому ответил мальчик и протянул мне пятерню для пожатия. «И мне приятно», — пожал я в ответ его руку. «Ну что, готов веселиться?» «Наверное», — неуверенно ответил он. «Посмотрим, что они предлагают». Мы влезли в машину и теперь уже все вместе отправились отдыхать. Денис вел себя сдержанно, не бегал и не визжал, как другие дети его возраста. Порой даже казалось, что он намного старше своего возраста. Впрочем, это совсем не мешало ему получать удовольствие. Он с радостью стрелял из арбалета и лука, катался на американских горках, посетил комнату ужасов и даже задержался у сцены с театральным представлением. Потом мы ели мороженое, болтали обо всем на свете. Оксана часто смотрела на наше общение с милой улыбкой. В итоге я купил ему большой радиоуправляемый вертолет и пообещал, что в следующий мамин выходной мы обязательно поедем за город, чтобы полетать. Домой мы приехали, когда стрелка часов указывала на цифру 9. Поужинали мы в парке, в пиццерии, так что в гости меня позвали исключительно на чай. Выставив перед нами кружки, Оксана начала хлопотать по дому, постоянно предлагая нам что-то к чаю. Затем махнула на все и присоединилась к нам. — А ты тоже, как моя мама, на дьявола работаешь? — вдруг спросил меня Денис. Я даже чаем поперхнулся, а вот Оксана смотрела на все с улыбкой. — Денис, — начал я и задумался, уж больно щекотливый вопрос. — Ну кто тебе сказал, что твоя мама на него работает? — Она сама и сказала, — ответил он. — А сегодня сказала, что мы поедем в НЛО, и с нами будет дядя с работы. — Ну, он не то чтобы дьявол, — смутился я, а затем, подумав, махнул рукой. — Хотя нет, еще какой, раз заставляет твою маму так работать. — Мама не может отказаться, — серьезно ответил мальчик. Она ему душу продала, чтобы я жил. — Пиздец, приехали, — промелькнуло в моей голове. Я, кажется, так и остался сидеть с открытым ртом, не сводя взгляда с лица Оксаны. — Так, ну-ка быстро спать давай. Улыбку с ее лица сразу как ветром сдуло. Больно ты разговорчивый стал. Она вышла из кухни, уводя за собой своего сына. А я так и остался сидеть без движения, не понимая, шутка это все или вымысел детского мозга. Так я и сидел, пока она не вернулась ко мне, опуская глаза. «Извини, что сразу не сказала», — произнесла она. «Да какая разница, когда узнавать такие новости?» — прошипел я. «Ты хоть понимаешь, что забирать ее придется мне?» «Ну и что?» — зло посмотрела она мне в глаза. «Во-первых, не тебе меня судить. Во-вторых, я тебя даже и в глаза не видела, когда это сделала. И, наконец, в-третьих, если бы можно было вернуть время вспять, я ни секунды бы не сомневалась. Это мой сын, понимаешь?» «Что с ним было?» — спросил я. «Он болел?» «Да», — грустно ответила она. «У него был рак мозга. Его обнаружили, когда Денису был год. Затем мы целый год мотались по больницам. Я квартиру продала, чтобы врачам денег заплатить». «Вот именно, у нас одни врачи», — буркнул я. «Что?» — переспросила она. «Врачи, говорю, от слова «врать», — пояснил я свои слова. «Врачи и рвачи». «Ну, как-то так я и попала», — согласно кивнула она. «Почти 6 миллионов за год ушли с концами, а никакого результата это не принесло. Деньги закончились, Денису стало еще хуже. Естественно, что все специалисты развели руки в стороны, сказав, мы сделали все возможное. А нас, как неплатежеспособных, перевели в обычную клинику.
«И ты решила попробовать с дьяволом?» — спросил я. «Ничего я не решала», — продолжила рассказ она. «Адам сам пришел ко мне и предложил свою помощь. Когда нас перевели в обычную больницу, доктор сразу сказал, что шансов нет, и жить Денису осталось недолго. Я проклинала всех врачей, Бога и вообще все на свете. И тут пришел он. Сказал, что может помочь, в обмен на всего лишь душу. «И ты согласилась», — ответил я за нее. «Я не сомневалась ни секунды», — ответила Оксана. «Как только я оставила свой отпечаток, Адам одним движением руки вылечил его. Доктора потом долго толпились над чудом, не в состоянии объяснить, куда делась опухоль размером с теннисный мяч из головы моего сына. А спустя неделю, когда нас выписали, он появился у дверей съемной квартиры и предложил мне работу. «И ты снова согласилась», — сказал я. «А что мне оставалось?» — удивилась она. «У меня не было ничего». «Ладно, прости», — сказал я и накрыл ее руку своей. «Мы разберемся». «С кем?» — усмехнулась она. «С Адамом? Не смеши». «Мы что-нибудь придумаем», — помотал я головой. «Я не отдам ему тебя. В любом случае всегда есть решение. Просто никто не искал». «Максим», — она посмотрела мне в глаза, — «неужели ты считаешь, что никто никогда не пытался выпутаться из этой ситуации?» «Пытались», — кивнул я, — «но они не работали курьерами у дьявола. Должен быть выход». «Неужели мы не можем просто наслаждаться оставшимся для нас временем?» — спросила она. «Его впереди не так уж и мало». «Сколько?» — спросил я. И сам ответил. «Денису 7, 8?» «7», — ответила она. «Значит, 20 лет и все?» — спросил я. «Ты со мной год хотя бы продержись», — засмеялась она. Замахнулся он. «Пф!» — фыркнул я. «Тоже мне миссия невыполнима. Я и 1,5 осилю». Мы тихо засмеялись. На душе у меня все равно скребли кошки. Вряд ли я смогу выбросить это из головы. Может быть, самой Оксане я ничего не скажу, но бороться за нее я буду. Найду решение. Ведь даже если вас проглотили, все равно остается 2 выхода. Наверняка прецеденты были, и, скорее всего, не раз. Ну, не верю я, что никто никогда и ни разу не смог обойти контракт. Любую сделку можно расторгнуть. Ночь мы провели вместе. Оксана никуда меня не отпустила. И, как следствие, оба не выспались. А ночью она едва подушку зубами не сгрызла, пока заглушала собственные стоны. Утро принесло новую суету. Пока все сходили в ванную, затем завтрак. Оксана настояла, сам бы я не в жизни. Ну, не лезет в меня утром ничего, кроме кофе и сигарет. Курить, кстати, мне тоже было запрещено, по крайней мере, в пределах Оксаниной квартиры. Затем она оставила сыну ценные указания, и мы вместе вышли на улицу. «Тебя подвезти?» — спросила она после поцелуя. «Нет, сейчас Валере позвоню. Он наверняка уже на колесах». Отрицательно помотал головой я. «Кто такой Валера?» — удивилась она. «А, я же тебе не рассказывал», — спохватился я. «Короче, это мой новый сотрудник. А уж как и где я его нашел, вечером поведаю». «Ловлю на слове», — подмигнула она. Затем еще раз чмокнула меня и села в свою машину. Я дождался, пока она уедет, и набрал Валеру. «Да, шеф», — сразу же отозвался тот. «Ты на машине?» — поинтересовался я. «Само собой, как же мне еще клиента вести?» — ответил он. «Сможешь за мной подъехать?» — спросил я. «Попробую с тобой вместе поработать». «Куда?» — сразу же спросил Валера. Видимо, занятие из разряда «самое скучное на свете». Я назвал адрес и отключил звонок. Пока он едет, можно прикинуть план действий. Что я имею? Хозяин агропромышленного комплекса, вполне успешный. Говорят о нем только хорошее. В криминале замечен не был, все дела ведет прозрачно. Блин, как-то все слишком сладко, так не бывает. Должно быть что-то. Не ради коров же он душу продавал. С Оксаной это хотя бы объяснимо, но вот с Малышевым как-то слабо верится в его самопожертвование. Стоп, ведь именно самопожертвование обнуляет все грехи. Именно этот поступок в фильме «Константин» освободил одноименного героя от власти дьявола. Я быстро достал телефон
и записал в него свою первую зацепку. Едва я убрал его в карман, как он тут же зазвонил. Номер определился как аналоговый, московский. «Алло», — бросил я в трубку. «Максим Александрович», — раздался спокойный и знакомый голос. «Это вас Перов беспокоит, следователь». «Я вас узнал», — бросил я в трубку. «Дайте угадаю, у вас возникло пару вопросов?» «Вы сама проницательность», — ответил он. «Когда вам будет удобно подъехать?» «Постараюсь в самое ближайшее время», — ответил я. «Буквально уже в машину сажусь». «Это замечательно», — отозвался следователь. «Жду вас». «До встречи», — сказал я и отключился. Ждал я недолго, едва успел докурить, как Валера подъехал на старый Mitsubishi Lancer 9 серии. Достаточно хороший выбор, чтобы вести слежку. Подобных машин очень много, и глаз уже давно за них не цепляется. А тем не менее машина надежная, и в ответственный момент поедет, а не будет трепать нервы, как старая шестерка. На таких древних агрегатах только в кино слежку ведут. «Давай в полицию заедем», — сказал я Валере после того, как сел к нему в машину, и мы пожали друг другу руки. «Тут недалеко, я пальцем покажу». «Проблемы?» — посмотрел на меня он. «Ну, не то чтобы», — покрутил я рукой, изображая неопределенность. «Решаемо, в общем. Если что, у босса адвокат имеется». «Эх», — усмехнулся тот, — «адвокат дьявола?» «А почему нет?» — посмотрел я на него. «Ну, мы едем или куда?» Валера пожал плечами и двинул машину. Я на пальцах показал ему дорогу и уже через 5 минут стоял на порогах отделения. «Добрый день», — поздоровался я с дежурным. «Мне к Перову». «Фамилия?» — сухо спросил тот. «Лебедев», — ответил я. «Дорогу объяснять не нужно», — бросил я дежурному после его кивка и уверенно зашагал по коридору. В кабинете следователя так ничего и не поменялось. Он сидел все за тем же казенным обшарпанным столом, в том же сером, даже мышиного цвета костюме, а на его лице было все то же усталое выражение. «Добрый день», — поздоровался я. «Считаете?» — загадочно спросил он. «А что случилось?» — внешне спокойно спросил я, но внутри у меня все похолодело. «Вы случились, Максим Александрович», — впервые усмехнулся Перов. «Советую вам звонить адвокату, если такой у вас имеется». Тут же в кабинет вошли двое в полицейской форме и встали у дверей. «Максим Александрович, вы обвиняетесь в убийстве», — вдруг сказал Перов. «Мы не в Америке, права ваши зачитывать не стану. Сдайте, пожалуйста, все ваши личные вещи». «Я могу вначале позвонить?» — поинтересовался я. «Да, конечно», — кивнул тот. «По громкой связи, пожалуйста». Я кивнул и вызвал Оксану. После того, как она ответила, я назвал адрес участка, имя следователя и попросил ее вызвать адвоката. Затем попросил Перова отправить человека к синему лансеру, чтобы он передал Валере о моем аресте. Спустя пару минут меня затолкали в УАЗ «Патриот» и отправили в СИЗО. Доигрался хер на скрипке. Теперь вся надежда на адвоката и связи босс. Глава 9. Следственный изолятор. Видела бы меня сейчас моя мама. Нет, не дай бог, конечно. Все то, что было навеяно фильмами, оказалось неправдой, начиная с самого изолятора. Может быть, мне, конечно, повезло, ведь я в подобном заведении оказался впервые. Но первое впечатление я удивился. Сам СИЗО был создан на базе бывшего лечебно-трудового профилактория, в простонародье ЛТП. Раньше сюда алкаши попадали на исправительные работы. Сейчас же, когда с алкоголизмом борьба ведется методом повышения цен на алкоголь, надобность в подобных заведениях отпала. Ну и, как водится, чтобы здание не простаивало, из него сделали СИЗО. Коридоры выкрашены свежей краской, евроремонт практически. Новенькие двери, новые койки в 2 яруса и, самое главное, отдельный туалет. В кино это показывают иначе. Я попал в камеру, где находилось 7 человек, ожидающих суда и находящихся под следствием. Здесь имелось 4 кровати на 2 яруса каждая, посередине стол с лавкой у одной стороны. Противоположная сторона стола примыкала к койкам, так, чтобы можно было им пользоваться, сидя на них. 7 подследственных, одетых в обыкновенные спортивные костюмы,
повернули головы в мою сторону. Конвойные подтолкнули меня в спину и закрыли за ней тяжелую железную дверь. Послышался лязг засова. Все. Я стоял в дверях в полной прострации и не решался сделать шаг. Все мои знания о таких местах были взяты из книг и фильмов. Что делать? Как себя вести? «Ну ты чего встал, как истукан?» Наконец послышался голос. Абсолютно нормальный, без понтов и фени. «Проходи, устраивайся». Его обладатель — мужик с одутловатым лицом алкоголика и редкими волосами. Он сидел на кровати и с улыбкой смотрел на меня. Остальные тоже от него не отставали и улыбались во все 32 зуба. «А можно?» — неуверенно спросил я. «Не будет никаких обрядов или еще чего?» Вся камера дружно грохнула хохотом. «Ну ты юморист!» — выдал второй человек с вполне приличной внешностью. «Так он в этом не виноват», — услышал я спокойный голос и посмотрел на говорившего. Мужчина, лет 50, седые, ровно уложенные волосы, тот же спортивный костюм. Вот только читалось в нем что-то такое: уверенность, сила, авторитет. Остальные даже утихли, когда тот начал разговор. «Это все веяние кино», — продолжил тот. «Любят они из заключенных зверей делать. Ведь мы же все воры, убийцы, насильники. Вот вы, молодой человек, по какой статье идете?» «Я?» — удивился я столь вежливому обращению, продолжая искать подвох. «Мне статью не сказали еще, в убийстве обвиняют». «Вот о чем я и говорю», — усмехнулся тот. «Но разве он похож на убийцу?» «Ну а разве я похож на вора?» — заулыбался человек с внешностью алкаша. «Ладно бы из-за чего, болгарку с Витьком пропили. А этот гад, хозяин которой, взял и заяву на нас кинул». «Ты так и будешь там стоять?» — спросил вежливый человек. «Проходи уже, вон место свободное». «Благодарю», — вежливо ответил я и прошел в указанном направлении. «Давайте знакомиться, что ли?» «Ну, наконец-то!» — усмехнулся второй говоривший, с приличным видом. «Мишка!» — протянул он мне руку. «Макс!» — представился я и пожал руку. «А я тоже Макс!» — оживился мужик с внешностью алкаша. В камере находились еще Олег, Виктор, 2 Сергея и Хлыст. Именно так представился седой вежливый мужчина. Перезнакомившись со всеми, я занял свою верхнюю койку. А ничего так, вполне себе удобно. Я улегся, закинув руки за голову, и уставился в потолок. Так, допустим, Оксана вызвала адвоката. Сейчас он наверняка начинает работу. Сколько ему времени нужно, чтобы вытащить меня отсюда? Явно не час и не 2, а может быть, речь идет о днях. Время утекает, а я здесь в бездействии. Если я проторчу здесь месяц, то все. Время исполнения заказа выйдет, и мне придется предлагать 2 души взамен. Нет, так я сделать не могу. Если понадобится, буду покидать камеру вперед ногами. Но пока ждем. Если адвокат хороший, то он справится с моим делом за неделю. Интересно, что у этого Перова на меня есть? Если он строит свое дело, исходя из моих отпечатков и знакомства с Василием Николаевичем, то это все косвенные улики. По сути, у него ничего на меня нет. «Эй, тезка, о чем задумался?» — вывел меня из размышлений голос Макса. «Давай в нарды партию». «Я не умею», — лениво ответил я. «Извини». «Да ничего», — отмахнулся тот. «Я сам вот недавно научился. Хочешь, я тебя научу?» «Нет, спасибо, не нужно», — ответил я. «Что ты пристал к нему?» — вступился за меня Олег. Крепкий парень, спортсмен. Он вообще попал сюда за такое, что даже в голове уложить тяжело. Шел по улице с тренировки, услышал в парке девичий крик о помощи. Ну разве не ради таких случаев он в карате ходит? Без раздумий он вступился за девчонку, которую уже разложили на скамейке. Итог: 3 хулигана в больнице, а он здесь. Кто бы мог подумать, что у одного из насильников папа на хорошем посту. У Сергеев тоже истории хоть в книгу. Они, кстати, мало того, что тезки, так еще и друзья. Решили они, значит, паркуром заняться. Тренировались долго, в клуб местный вступили. Все получаться стало.
Да так лихо, что видео с их выкрутасами по нескольку тысяч просмотров в день набирали. А тут, как назло, в точно таких же костюмах, как у этих парней, банк кто-то ограбил. Утверждать не стану, что это не они. Но вот так вышло, что их по каналу на Ютубе и поймали. Предъявили обвинение, и теперь ребята сидят под следствием. Надеюсь, что их судьба решится в правильную сторону. Виктор тот уже на третью ходку собрался. Вор-карманник. Попался с поличным, прямо в метро. С ним хотя бы все понятно, в отличие от Хлыста. Тот на мой вопрос о причастности к криминалу лишь улыбнулся и ответил уклончиво. Да по-разному бывает. Но в целом люди меня окружали самые обыкновенные. Никто не начал меня загонять под шконку, никто не затевал никаких провокаций, чтобы в итоге опустить. И зачем в кино показывают такое? Хотя нет, с этим как раз все ясно. Ну нельзя же в картине изобразить точно такую же жизнь, как и дома, только в камере. Нет, люди должны бояться подобного. Думать, что здесь только звери сидят. Я спустился с кровати и присел за общий стол. «Ребята, а есть закурить у кого?» — спросил я. «Мои сигареты закончились, а новых поступлений пока не предвидится». «Угощайся», — кинул мне целую пачку золотой явы Виктор. «Вернешь, когда возможность будет». «Обязательно», — кивнул я. «Спасибо». «Макс, может, чаю?» — предложил дружелюбный тезка. «Не откажусь», — согласился я. «Момент», — оживился тот и щелкнул кнопкой на самом обыкновенном электрическом чайнике. Через пару минут я уже дул на кипяток в железной кружке. «Ну что, отошел немного?» — поинтересовался Хлыст. «Ну, не то чтобы», — неопределенно ответил я, — «но уже лучше». «Это нормально», — с пониманием кивнул Хлыст. «Не похож ты на убийцу». «Может быть, потому что таковым не являюсь?» — спросил я. «Может», — кивнул тот. «Тогда почему ты здесь?» «По ошибке», — ответил я. «Мою машину угнали, а нашли ее с трупом моего бывшего шефа внутри». «Это тебя подставил кто-то», — усмехнулся он. «Кто же ты такой, чтобы для тебя подобное шоу устраивали?» «Да в том-то и дело, что никто», — пожал я плечами. «Обычный курьер». «Пиццу, что ли, развозишь?» — спросил Макс. «Не совсем», — задумался я, как бы рассказать о своей работе. «Так, разные поручения от босса». «Ну, теперь ты, видимо, безработный?» — усмехнулся Виктор. «Босс-то тю-тю?» «Да нет», — улыбнулся я. «Это мой бывший шеф убит оказался, а с нынешним полный порядок». «Так, может, это он его того?» — с любопытством спросил Макс. «Если это так, то тебе кранты, парень». «Да нет», — помотал я головой. «Этот мне уже адвоката нанял». «Темнишь ты что-то, парень», — сказал Хлыст. «Для обычного курьера адвокатов не нанимают». «Ну, я напрямую от него работаю», — пожал я плечами. «Видимо, чтобы репутацию не портить». «А скажи, если не секрет, что за компания, в которой ты трудишься?» — спросил Хлыст. «Вовсе не секрет», — усмехнулся я. «Компания «Адам». «Вот как?» — посмотрел на меня совсем другим взглядом Хлыст. И все вопросы с его стороны тут же отпали. Я еще немного потрепался с людьми и снова полез на свою койку. Странный какой-то этот Хлыст. Имени не назвал, вопросы странные задает. Хотя сами-то вопросы нормальные, но вот как он это делает? Такое ощущение, что я снова к Перову на допрос угодил. Кто он такой, интересно? На вид лет 50, а глаза такие, будто 2 жизни прожил. Спустя час подали ужин. Еда, конечно, так себе, но я честно слопал все, что принесли. Не от того, что так сильно хотелось, просто делать больше нечего. Тут как в поезде. Пообщался, поспал. Проснулся, поел, пообщался. И так по кругу. Сразу же после ужина, как только наши алюминиевые чашки и ложки были отданы обратно, вновь открылось смотровое окно. «Лебедев, на выход!» — прозвучал голос надзирателя. Я послушно сполз с койки и направился к выходу. Прозвучала знакомая уже фраза «лицом к стене», и мы направились по длинному коридору, останавливаясь с этой фразой у каждой решетчатой перегородки с аналогичной дверью. Я вошел в комнату для допроса. Она точно так же отличалась от киношных, как и все, что происходило по эту сторону здания СИЗО. Никакого зеркала во всю стену,
никаких прикрученных к полу стульев и столов, к которым приковывают наручниками. Самый обычный казенный кабинет с папками на полках и столом из древесных опилок. За столом сидел незнакомый мне человек и широко и открыто улыбался. «Добрый вечер, Максим Александрович», — поприветствовал он меня. «Я ваш адвокат, Ксенофортов Андрей Николаевич». «Считаете вечер добрым?» — спросил я, пожав ему руку. «Извините, если простая вежливость вас так задела», — не снимая улыбку с лица, сказал он. «Но полагаю, что для вас вечер окажется действительно добрым». «Выкладывайте», — кивнул я. «Все дело в том, что следователь Перов ведет дело не совсем в рамках закона», — начал издалека тот. «Он построил свои обвинения на косвенных уликах, и в данный момент я подал дело в суд о вашем неправомерном аресте». «Сколько времени суд будет рассматривать мое дело?» — спросил я. «В самые кратчайшие сроки вы должны выйти на свободу», — неопределенно ответил тот. «Андрей Николаевич, вы мне точную дату назовите», — с нажимом произнес я. «Вы понимаете, суд — это не лавочка какая-нибудь. У них очень много дел», — начал он вилять ответом. «Я и так сделал все, что от меня зависит». «Сколько?» — я закатил глаза к потолку. «Неделя максимум», — выпалил тот. А у меня словно камень с души упал. «Успеваю», — выдохнул я. «Что, простите?» — поинтересовался адвокат. «Нет, ничего», — уже с улыбкой отмахнулся я. «Это я так, мысли вслух». «Понятно», — кивнул тот. «У меня к вам парочка вопросов, и еще нам с вами необходимо подготовиться к допросу». «Поехали», — фразой Гагарина ответил я. «А, кстати, Андрей Николаевич, у меня к вам будет одна просьба». «Я весь внимание», — подобрался тот. «Да там сущий пустяк», — отмахнулся я. «Мне бы сигарет купить, и чаю там, кофе». «А, это не проблема», — улыбнулся тот. «Я уже все учел. Вам передадут пакет при входе в камеру». «Ну, раз так, давайте работать», — кивнул я. Обратно я попал спустя 2 часа и с опухшими мозгами. Этот Ксенофортов, тьфу ты, фамилия-то какая. Так вот он мне всю голову забил информацией. Что говорить можно, а что нельзя, как отвечать на вопросы следователя, какие детали необходимо рассказать, а какие нет. В общем, он будет присутствовать при всех моих допросах, а также консультировать в дальнейшем. Но строго-настрого запретил давать ответы типа «не знаю», «не помню», «скорее всего» и все в таком духе. Мои ответы должны быть или «да», или «нет». А если вопрос требует содержательного ответа, то отвечать четко и по делу. Никакой неопределенности. Глава 10. Как только я вошел в камеру, мне тут же сунули пакет в окошко, которое открывалось на время подачи ужина. В передачке оказались 3 блока Мальборо, 2 пачки чая на 100 пакетиков и 3 банки кофе «Эгоист». На дне я обнаружил пакет с карамелью. Выудив 3 блока с куревом, остальное я поставил на общий стол. «Вот это нифига себе!» — обрадовался Макс. «Живем, мужики!» «За себя говори!» — устало буркнул Хлыст. «Ой, Хлыст, извини!» — испуганно ответил Макс. «Я не это имел в виду». «Да знаю я, успокойся!» — оборвал его тот. «Наведи мне кофейку там». «Сей момент!» — снова заулыбался Макс и засуетился по камере. Я молча распечатал блок и протянул 2 пачки Виктору. «Мне чужого не нужно», — хмуро ответил он, и взял одну. «Этого и так больше, чем я предложил». «Да мне не жалко», — улыбнулся я. «Если что, еще привезут». «Ты не понял, парень», — ответил Виктор. «Это на самом деле валюта. Если я их возьму, то буду тебе должен, а мне не нужно». «Все, понял, извиняюсь». Я сразу же убрал пачку себе в карман. «Макс, и мне, пожалуйста, кофе сделай», — попросил я. «Сейчас оформим», — улыбнулся тот. Я благодарно кивнул и присел в сторонке. Мысли путались, а мне в голове нужен порядок. Получив свою кружку, я поблагодарил Макса и закурил. После пары глотков кофе в голове постепенно начало проясняться. Я уже видел общую картинку и понимал, как нужно действовать. «Угости сигаретой», — шепотом попросил Хлыст. Я даже не заметил, как он присел рядом. Я выудил пачку из кармана и, открыв ее, протянул Хлысту.
Тут достал из нее сигарету, взял мою зажигалку и сделал первую затяжку. Подержав немного дым в себе, выпустил его и прикрыл глаза. «Я вообще-то не курю», — сказал он, видимо, заметив то, как я на него смотрю. «Бросил лет 7 назад. Но иногда бывает вот так. Могу выкурить одну, побалдеть». «Понятно», — ответил я и сделал глоток кофе. «Значит, на Адама работаешь?» — спросил он. Весь разговор велся на полутонах. Макс тем временем громко рассказывал какую-то историю, отвлекая сокамерников от нашего разговора с Хлыстом. «А что такого?» — спросил я. «Это ты у меня спрашиваешь?» — хитро прищурился Хлыст. «Ну, просто ты так спросил», — покрутил я рукой в воздухе. «Ты хоть знаешь, кто он такой?» Внимательно посмотрел он на меня. «Понятно. Я решил больше не играть в простака. Да, я знаю, кто он. Вопрос в другом. Откуда ты это знаешь?» «А ты догадайся», — усмехнулся тот. «Молодой был, глупый. Вот и связал себя по рукам и ногам». «Ты вор в законе?» — прямо спросил я. «Это многое объясняет, не так ли?» — ответил Хлыст. «А иначе зачем мне было с ним связываться?» «Когда приходит твой срок?» — спросил я. «Так вот, значит, что ты за курьер», — усмехнулся тот. «Странный у нас диалог, не находишь?» — усмехнулся я. «Состоит из одних вопросов, но мы друг друга понимаем». «Ха-ха-ха!» — тихо посмеялся тот. «Действительно, странный разговор. Моего срока ты не дождешься». «Вот как?» — удивился я. «Ты что, попросил себе вечную жизнь?» «Нет, я откупился», — вдруг ответил он. Мое сердце быстро заколотилось. Значит, есть шанс, и можно спасти Оксану? Нужно срочно выяснить, как он это сделал. «Как такое возможно?» — забыв об осторожности, спросил я прямо в лоб. «Эй, Хлыст, рассуди нас!» — позвал того Виктор, прервав нашу беседу. Я готов был ему голову разбить, и потом еще минут 20 труп пинать. «Что там у вас?» Хлыст встал со своего места, так и не ответив на мой вопрос. Я даже не слышал, в чем там дело. Во мне все кипело внутри. Я хотел знать, как. Больше возможности пообщаться нам не предоставили. Наутро Хлыста увели на допрос, но в камеру его больше не вернули. Я допытывался у Виктора, куда его дели. После того, как он получил какую-то записку, тот объявил себя старшим в камере и сказал, что Хлыст пошел на этап. То, что вора отправили в зону, я понял. Но мне нужно было знать, в какую, где он будет отбывать срок, и можно ли с ним как-то связаться. На все мои вопросы Виктор отвечал неопределенно или отмалчивался вовсе. А в конце концов предупредил, что разобьет мне рожу, если еще раз спрошу. Неделя в изоляторе тянулась как резиновая. Зная, что есть выход из ситуации, я готов был на что угодно, лишь бы выбраться поскорей. Трижды за это время я был на допросе у Перова. Тот доставал меня одними и теми же вопросами. Как, да почему, да с какой стати? На все это у меня уже имелись готовые ответы, и в итоге следствие не сдвинулось в моем направлении ни на шаг. Естественно, суд разрешил выпустить меня на свободу за недостатком улик. Ксенофортов пообещал, что сделает все возможное, чтобы убрать мое имя из дела навсегда. Мы пожали друг другу руки и разошлись каждый по своим делам. Вот что странно. Первым делом я позвонил Валере, хотя должен был набрать Оксану. Но мне необходимо было довести клиента до логического финала. Время, его осталось не так много. Как только Валера пообещал подъехать за мной, я тут же перезвонил ей. «Наконец-то!» — услышал я Оксанин голос в трубке. «Давно выпустили?» «Только что», — ответил я. «Я тоже рад тебя слышать». «Заедешь вечером?» — спросила она. «Мы с Денисом соскучились». «Денис тоже?» — удивился я. «А как же?» — услышал я ответ. «Все время спрашивает, куда ты пропал и когда вы поедете запускать вертолет». «Надеюсь, не сказала, что я в тюрьме?» — усмехнулся я. «Конечно нет. Я сказала, что ты улетел в космос», — засмеялась Оксана. «А если честно, то я отправила тебя в командировку». «Это хорошо», — ответил я и задумался. «Оксан, я постараюсь заехать сегодня, но не обещаю. Не хочу завалить сроки от нашего босса». «Я поняла», — спокойно отреагировала она.
но голос стал грустным. «Не обижайся, пожалуйста», — сказал я в трубку. «Максим, я не девочка, все понимаю», — ответила она. «Просто соскучилась. Плохо, когда любимый попадает в тюрьму». «Как ты меня назвала?» — удивился я. А сердце застучало в 2 раза чаще. «Мне не послышалось?» «Ты все правильно услышал», — выдала Оксана кошачьи нотки в голосе. «Можешь повторить?» — с улыбкой произнес я. «Обязательно повторю», — ответила она. «Но при личной встрече». «Я тебя услышал», — сказал я. «Постараюсь попасть к тебе изо всех сил». «Ловлю на слове», — мурлыкнула она. «Ладно, пока, я побежала». «Пока, целую», — бросил я в трубку, не зная, послушала она или нет. Спустя долгих полчаса и 2 сигареты подъехал Валера. «Ну что, свобода?» — расхохотался тот. «Садись, шеф, куда едем?» «Домой, Валер», — выдохнул я. «Переодеться нужно». «Давай, выкладывай, чего узнал про клиента?» «Начну с того, что ребята подъехали вчера», — начал тот. «Я им Малышева передал, чтобы не светиться. Меня, наверное, и так уже запомнили». «Как хоть ребят-то зовут?» — вдруг усмехнулся я. «А то я их первый и второй прозвал». «Ха-ха-ха!» — расхохотался Валера. «Может, так и оставить?» «Можно», — с улыбкой согласился я. «Но мне хоть для общего развития». «Оба Николай!» — хохотнул тот. «Мы-то их по позывным распознавали, но первый и второй тоже неплохо». «Да уж, прямо в точку попал», — согласился я. «Так что там с Малышевым?» «Интересная личность, я вам скажу», — посмотрел на меня Валера. «Вначале я подумал, что скучную работу взял, но через пару дней все изменилось. Вроде бы милый такой дядя, молоко там, колхозы и все дела, но под этой шапкой он спрятал чудовище. Малышев занимается наркотой и делает это так лихо, прямо на глазах у всех. Под видом сухого молока прямо коробками героин сбывает». «Иди ты», — удивился я. «И что, ты это увидел, а службы не заметили?» «Службы», — усмехнулся тот. «А деньги им на что платят?» К тому же доказать что-либо они не могут. На любой рейд в его сторону Малышев тут же получает звонок с предупреждением, и службы остаются с носом. А тот дальше ворочает свои дела. К тому же он уважаемый человек, благотворительность и все такое. Лишние скандалы властям тоже не нужны. «Согласен», — задумался я. «Взять его можно?» «Вполне», — улыбнулся тот. «Вообще проблем не составит. Только отмашку дай и перевод сделай». «Ладно», — кивнул я. «Дома об этом ни слова. Меня юрист с крючка снял, но могут и слушать». «Так я все проверю», — усмехнулся Валера. «Дел-то на пару часов». «Кажется, я слабо оценил твои таланты», — усмехнулся я в ответ. «Исправиться никогда не поздно», — улыбнулся Валера. «Ваша машина, кстати, тоже скоро придет. Оказывается, был аналогичный заказ, только его забирать отказались. Там, конечно, не все точно так же, но некоторые опции даже лучше». «Отличная новость», — в очередной раз порадовался я. «Покатаешь меня на ней, а эту оставь для работы». «Принял, шеф», — ответил он и зарулил к моему подъезду. Дальше началось шоу. Валера, не стесняясь, начал кричать, что сейчас будет искать прослушку. А на мои намеки о подобном занятии по-тихому смеялся и говорил, что все равно будет понятно, что мы ее ищем. Он достал из багажника какие-то приборы, одел наушники и с маленькой коробочкой в руках стал ходить по дому, время от времени напевая песенку во все горло. В итоге не нашел ничего, о чем радостно мне сообщил. Даже следов от недавней установки не обнаружил. Мне оставалось только вздохнуть с облегчением. «Когда начнем?» — спросил я у Валеры, подразумевая поимку клиента. «Да хоть сегодня вечером», — довольно ответил тот. «Шеф, кофейком угостишь?» «Без проблем», — кивнул я и проверил кофемашину. После того, как убедился, что все необходимое для приготовления напитка там имеется, спросил: «Тебе какой?» «Американо, самый крепкий и без сахара», — отозвался тот. «Нормальный у тебя комп, шеф». «Не жалуюсь», — улыбнулся я. «Давай все-таки о наших баранах». Вернул я его к волнующей меня теме. «Как это будет выглядеть?» «Вы никак с нами собрались?» — удивленно посмотрел на меня Валера. «Хотелось бы», — кивнул я.
Не знаю, как дальше все сложится, а мне учиться нужно. Вот оно как, почесал макушку тот. Вообще, без опыта на такие мероприятия человека брать нехорошо. Но вы наш босс, и вам решать. Вот только я бы не рекомендовал. Я пойду, упрямо сказал я. Дело хозяйское, согласился тот. Вначале оплата. Малышев человек непростой, так что, думаю... Он потрепал нижнюю губу в задумчивости и продолжил. 1200 на брата нормально будет. Номер счета тот же? Усмехнулся я. Или вам на Киви кошелек скинуть? Нет, посмеявшись, ответил Валера. Все в штатном режиме, по счету за доп. Услуги. Я достал из кармана iPhone, потыкал в экран и сделал перевод необходимой суммы на счет их ЧОПа. У Валеры дзынькнул его телефон, оповещая о получении средств. «Обожаю эти современные технологии», — улыбнулся тот, даже не глянув на экран. «Назначайте дату». «Сегодня», — сразу же ответил я. «Хорошо», — кивнул тот и, достав телефон, пощелкал по нему. «Алло, вы на месте?» «Угу, принял. Ведите его до вечера. Встречаемся в 9». Он положил трубку и посмотрел на меня с улыбкой в 32 зуба. «Усё у порядке, шеф», — ответил он голосом Папанова. «Отлично», — кивнул я. «У меня к тебе личная просьба еще». «Я слушаю», — тут же стал серьезным Валера. «Мне нужно выяснить, в какую зону отправили хлыста», — выпалил я. «Того самого?» — вылупил на меня глаза мой человек. «Да вы хоть понимаете, кто он такой? Я с ним в СИЗО в одной камере был», — улыбнулся я. «Мы с ним один разговор не окончили, так что нужно узнать». «В общем, с этим проблем не будет. Пара звонков, и я все узнаю», — ответил Валера. «Ну, вы, конечно, да». «Ха-ха-ха», — расхохотался я. «Вот умеешь ты, Валер, свои мысли выразить». Тот лишь хмыкнул в ответ и схватил свою кружку с кофе. «Шеф, а на балконе курить можно?» — спросил он, озираясь. «Да, пошли вместе подымим», — махнул я призывно рукой. На дело пошли часов в 8 вечера. Я предварительно позвонил Оксане и расстроил ее тем, что не смогу сегодня к ней приехать. Подготовка много времени не заняла. Я вначале оделся как ниндзя, на что Валера очень долго смеялся. «Нет, если вы хотите сразу привлечь внимание, то это отличный выбор», — хохотал он. «А как же тогда нужно-то?» — спросил я. «Обычно», — ответил Валера, — «но чтобы удобно было». В итоге мы оба, одетые в спортивные костюмы, катили по Москве в его лансере. К нужному дому мы подъезжать не стали, остановив машину в квартале от него. Дальше пошли пешком, и уже через 15 минут влезли в старую Audi A6. «Здорово, орлы!» — поприветствовал их Валера. «Не косячили?» «Как можно, Валер?» — отозвался первый. «Все чики-пуки». «Это хорошо», — улыбнулся он. Во всех его движениях и действиях просматривался азарт охотника. «Как только свет гасят, начинаем». «Угу», — вяло кивнул второй. «Можно пока поссать хоть отойти». «Мухой», — разрешил Валера. И второго как ветром сдуло. «Так, это он уже ко мне обратился. Терять второго работодателя за месяц я не намерен, поэтому идете сзади и не отсвечиваете». «Понял», — нервно сглотнул я. «А ну, посмотрите на меня», — взял меня за подбородок Валера. «Нет, нормально. Я думал, будет хуже». «А что не так?» — спросил я. «Нервы, Максим Александрович, нервы», — улыбнулся он. «Ладно, дальше». Он достал откуда-то сзади пистолет с глушителем. «Пользоваться умеете?» «Нет», — ответил я, но оружие принял. «Эй, спокойно!» Валера отодвинул направленный в него ствол пистолета. «Так, вот здесь предохранитель. Его большим пальцем вверх», — показал он на флажок. «Дальше все готово к бою. Патрон уже в стволе». «А что, разве придется стрелять?» — спросил я и еще больше занервничал. «По идее нет, но тут уж сами понимаете», — ответил он. Дверь машины распахнулась, и на переднее сиденье упал второй. «Все, я готов», — доложился он. «Сейчас он уже спать должен лечь». «Это если ничего непредвиденного», — сказал первый. И тут же заработал леща от Валеры. «Не каркай»,
— определил он свой поступок. Ладно, братцы, вроде свет погас. Ждем еще 5 минут и вперед. Потянулись долгие 5 минут. Но как только Валера скомандовал «вперед», сердце словно к горлу подпрыгнуло, и меня начало трясти от адреналина. Дом самый обыкновенный, для человека с тугим кошельком, конечно. Забор из красного кирпича, 3 метра в высоту. Земли соток 30, вся под газоном, конечно. Само здание в 3 этажа. По периметру квадратов 200-250. Само собой, все под камерами. Плюс 3 человека в охране. Прислуга тоже наверняка есть. А как ей не быть? Малышев человек занятой, семьи нет. Редкие барышни к нему, конечно, приезжают, но сегодня он спит в одиночестве. «Шапки!» — скомандовал Валера, когда мы начали приближаться к дому. Мы быстро расправили свои вязаные шапки, натянув их на лицо. В них уже имелись специальные прорези для глаз. Дышать сразу стало тяжелее. Дом обошли с левой стороны. Как сказал Валера, там всего 2 камеры, и обе смотрят внутрь. Он как-то смог подключиться к их системе безопасности и обнаружил мертвую зону. Не знаю, как в Америке или в правительственной охране, но частники чаще всего работают спустя рукава. Нет, владельцы ЧОПа будут утверждать иное, да и сами охранные фирмы разные. Есть серьезные ребята, и даже очень. Но нам, на счастье, попалась та, которая специализируется на охране объектов типа складов, проходных или частных казино и клубов. Ребята, конечно, все спортсмены, разрешение на оружие и все такое, но они обычные люди. Такие чаще всего работают вахтой и приезжают из провинций покорять Москву. Я же сам такой, плавали, знаем. Здесь даже вполне может оказаться Генка. Стоп, Валер, одернул я его у самой стены. Первый уже приставлял стремянку. Охрану не убивать, ты понял? Я, по-твоему, кто вообще? Даже через маску я увидел, как он удивлен. Я молча толкнул его в спину, мол, давай, лезь уже. Тот и полез, встал на стремянку, которая предательски скрипнула под его весом, и спокойно поднялся по ней до высоты пояса. Затем тихо скользнул вниз, на ту сторону. Я даже не слышал, как он приземлился. Второй подтолкнул меня к лесенке. Меня заколотило еще сильнее. Все, сейчас в обморок грохнусь. Частое дыхание, сердце отдает грохотом в висках. Перекидываю ногу через забор, и меня начинает кренить внутрь. Пару раз, махнув руками на фоне начинающего сереть неба, я мешком полетел на газон. Хлопнулся не больно, но воздух моментально вылетел из легких, а я начал пытаться загнать его обратно. Валера присел на корточки и захрюкал. Точно такое же начало раздаваться сверху. Первый уже был на стене. «Что там?» — раздался шепот второго в гарнитуре наушника. «Шеф наебнулся!» — давясь смехом, доложил ему скотина первый. «Убью обоих!» — шикнул на них Валера. Смешки сразу прекратились. 2 тени скользнули к нам и так же, как их начальник, неслышно приземлились. Все 3 улеглись пластом и начали осматриваться. От веселья не осталось и следа. Общение стало переходить на сурдоперевод. Это когда немые между собой общаются. Видимо, парням не впервой такая работа, потому что понимали они друг друга отлично. Стороны дома нам были видны только 2. На заднем дворе стоял охранник, и его лицо очень хорошо освещал гаджет. Возможно, на парадном входе еще один обход делает. Третий, скорее всего, у мониторов сидит. Более чем вероятно, что так же, как и этот, в телефон тыкает. 2 тени скользнули к дому. Один, пригнувшись к земле, быстро бежал в сторону парня у задней двери, а второй к противоположному углу здания. Я было начал подниматься, но Валера прижал мою голову к земле. В этот момент один из моих людей достиг цели и с коротким замахом снес парня с телефоном ударом в челюсть. При этом он не дал охраннику упасть, а сбоку подхватил его на руки. Тот, наверное, даже и не заметил, как свет погас. Другой мой человек проскользнул в это время к углу дома на другой стороне. Рация коротко пикнула, и Валера, повернув мою голову к себе, указал мне пальцем на землю. Мол, лежи и не вставай. Я коротко кивнул в ответ, и он тут же побежал к углу, на котором стоял его подчиненный.
В это время ко мне пожаловал первый с заложником. Я узнал его, когда он подошел ближе. Тот быстро спеленал молодого охранника, засунул ему тряпку в рот, пару раз хрустнул скотчем вокруг и уложил пацана на бок. Валера и второй начали движение одновременно. Начальник что-то бросил в кусты и рванул вперед. Что было дальше, я не видел. Но спустя несколько секунд Валера уже тащил второго секьюрити в нашу сторону. Наш второй остался на месте. Как только второе тело улеглось рядом с первым, первый пихнул меня в бок и пальцем указал на угол дома. Я кивнул и двинулся вслед за Валерой. Теперь мы все вчетвером сидели на корточках у стены дома. — Там один наверняка в подвале, за мониторами сидит, — шепнула рация голосом Валеры. — Первый, вешай скотч на камеру заднего входа. Второй и шеф, вы со мной. Затем посмотрел на меня и добавил. — Идешь сзади и ничего не делаешь. Я снова кивнул. Валера сейчас со мной даже на «ты» перешел. Правильно, сейчас я ему не начальник. Первый подбежал к крыльцу и, подпрыгнув, одним легким шлепком прикрепил кусок скотча на камеру. Следом за ним к двери подбежал Валера и присел. Осторожно потянул ручку на себя. Дверь поддалась. «Начали!» — быстро скомандовал он в рацию. Я и второй побежали к задней двери, даже не пригибаясь. Вошли в дом и увидели спину Валеры, которая скрылась на лестнице в подвал. Первый из-за наших спин скользнул вслед за начальником, а мы остались в фойе дома. Да, на широкую ногу живет Малышев. Весь первый этаж занимал лестничный марш, который вел наверх. Мы сейчас оказались с противоположной его стороны. Тут начинался спуск в подвал. От этого марша в обе стороны расходилась колонная площадка. И выходило так, что весь второй этаж — это балкон. Спальня и другие комнаты находились на третьем этаже. Их потолок сейчас находился прямо над нами. В подвале послышался шум и возня. Второй тут же ломанулся вниз на помощь, указав мне оставаться на месте. Спустя долгие 2 минуты в одиночестве один за другим ко мне вышли мои люди. В доме царила тишина. В такое безмолвие даже кажется, что она звенит. Шорох по фойе, подъем по ковровой дорожке, устилающей белый мрамор, и мы на втором этаже. Вдоль балкона расположилось 4 двери. Все, как я и предполагал. Сам балкон заканчивался 2 лестницами по бокам. Не такими величественными, но выполненными в таком же стиле. Они выводили к 2 дверям на небольшой площадке. Все это являлось потолком первого этажа. Мы разошлись на 2 ручья и скользнули к обеим дверям наверху. Я и второй к одной, Валера и первый к другой. Второй присел на одно колено и потянул дверь на себя. Все это они выполнили синхронно с Валерой. Вот только из нашей двери раздался страшный грохот, и второго снесло от дверного проема и припечатало к колоннам верхней площадки. Я с ужасом наблюдал, как из дыры в его голове вываливается мозг и сползает на ковер с характерным мокрым шлепком. Этого было более чем достаточно, чтобы я упал на колени и начал извергать на пол содержимое своего желудка. Валера обдал меня ветром, проносясь мимо, и всадил 3 пули куда-то в открытую дверь. «Не убивать!» — едва смог я выдавить из себя, сдерживая рвотный рефлекс. Не сдержал, но Валера больше и не собирался стрелять. Он ворвался в комнату. Там что-то гулко стукнуло об пол, и спустя мгновение Валера вышел из комнаты. Кивком головы он указал первому, теперь просто Коляну, на дверь, а сам присел на корточки рядом с телом второго. Раненого в плечо Малышева мы везли к месту изъятия души в багажнике. Вышли мы через парадную дверь и вынесли его прямо в наглую. Валера кинул клиента в багажник А6, как мешок с картошкой, и нарочно хлопнул тому крышкой по голове. Ауди завелась, и мы рванули по вторым координатам. «Сука!» — сквозь зубы процедил Валера. «Я рад, что ты его душу к дьяволу отправляешь». «Блядь, ну как так-то?» — стукнул по переднему сиденью первый. «Колян, братишка, сколько мы с тобой прошли! И вот так глупо!» Я молчал. А что мне было говорить? Сейчас для них любое слово может оказаться обидным.
Сделать так, чтобы его там пристроили хорошо, — серьезным тоном попросил меня Колян. Я коротко кивнул, хоть и понятия не имел, как такое возможно. Это я что же, должен подойти к боссу и попросить за товарища? Но вслух я ничего не сказал. К нужному месту подъехали в полной темноте. Малышев не стучал в багажнике и вообще, на удивление, вел себя тихо. Не умер бы. Но нет, он оказался вполне живым. Ребята вытащили его из багажника и поставили передо мной, придерживая за локти. Тот уставился на меня испуганными глазами и что-то мычал. Я не стал просить, чтобы убрали кляп, а просто прикоснулся к нему ладонью раскрытой руки. Ладонь засияла красным светом, а мое сознание вновь воспарило на... Глава 11. Второго похоронили только спустя неделю. Раньше тело не выдавали в связи со следствием. Я даже Ксенофортова подключал, чтобы тот по юридическим связям процесс ускорил. Не понял даже, помогло это или нет. С Оксаной я так и не смог увидеться еще 2 дня. Следствие сразу подтянуло вначале Валеру, а затем и меня. Легенда была уже четко сформирована и выучена наизусть. И так выходило, что Валера, после того, как потерял прежнего нанимателя, отправился в Москву на переговоры. Вышло так, что он обратился к нескольким клиентам, одним из которых и оказался Малышев. Но пока тот думал, я уже сделал выбор в их пользу. Малышев попросил о встрече, и к нему был отправлен человек с отказом. Видимо, не приняв отказа, тот схватился за ружье и убил гонца, который принес плохую весть. А так как о подобной версии происходящего мы договорились еще над трупом Малышева, то и тело его было предано огню. В одной из котельных города Москвы работал хороший друг Валеры. Знакомы они были с лихих 90-х, и с того времени мало что изменилось. Знакомый Валеры так и продолжал колымить в ночную смену, а люди бесследно исчезать с лица земли. Так и получилось, что главный подозреваемый по делу Николая II, тьфу ты, как императора России вышло. Ну так вот, в бега подался Малышев, по мнению следствия. Его лицо было объявлено во всероссийский розыск, но мы-то понимали, что это полноценный висяк. Единственным косяком во всей этой истории являлся ковер, который был весь в моей блевотине и вслед за своим хозяином отправлен в топку. С Оксаной я все же встретился. Спустя 2 дня канители, сутки из которых я провел на допросе. Позвонил я ей сразу, как покинул здание полиции. «Привет», — сказал я в трубку. «Извини, что так долго, но ты, наверное, в курсе, где я был». «Само собой», — ответила она. «У тебя все? Порядок?» «Кажется, да», — буркнул я в трубку. «Тогда двигай домой, отсыпайся», — велела она. «А вечером, чтобы как штык был у моей двери. Я заканчиваю в 8». «Еволь, майнфюрер», — пошутил я. «Ты мне там не поясничай», — хихикнула она. «Если ты и сегодня придумаешь причину не посещать мою постель, я решу, что вы с Валерой любовники». «Это удар ниже пояса», — засмеялся я. «Вот и подумай над этим», — ответила Оксана. «Все, целую, убежала». «До вечера», — только и успел бросить я в трубку. «Домой?» — спросил Валера, сидя за рулем Лансера. «Да, Валер», — сказал я. «По поводу Коли там Ксенофортов хлопочет. Ты скажи, я еще могу чем-то помочь?» «А по поводу поговорить за него, это ты правда можешь?» — с надеждой спросил он. «Нет, Валер, здесь я ничего не решаю», — опустив глаза, ответил я. «Я так и подумал. Хорошо, что вы тогда для первого согласились», — сказал он и вывел машину на проезжую часть. Я молча уставился в окно. Усталость уже давила на меня бетонной плитой. Едва я успел добраться до кровати, как у меня пиликнул айфон. «Нет уж, идите нахер, у меня отцепной», — пробормотал я, даже не глянув на экран. Вечером меня разбудил звонок телефона. «Да», — ответил я хриплым голосом, едва продрав глаза. «Пизда!» — захохотал Генка на другом конце. «Открывай, Соня!» Я взглянул на часы. Было уже 6 вечера. «Нет, Ген», — ответил я, уже начиная просыпаться окончательно. «Сегодня не твоя очередь. У меня свидание через 2 часа». «Понял», — захихикал он. «У него свидание, а он спит, как сурок. Лады, брателло, удачи». «Ген, ты только не обижайся, ладно?»
сказал я в трубку. «Я тебе что, девочка?» — ответил он. «Даже и не думал». «Ладно, давай, засади ей там от меня». Генка захохотал и отключился. «Вот придурок», — с улыбкой произнес я, глядя на телефон. «Ну ладно, надо хоть в душ, в порядок себя привести. Блин, когда там уже моя машина прибудет? Достало по Москве на такси разъезжать». Выйдя из душа, я вспомнил, что так и не проверил сообщение. Пока тер волосы полотенцем, ткнул в экран айфона. «Я нашел хлыста», — гласило сообщение от Валеры. «Блин, как всегда вовремя», — буркнул я. «Ладно, подождет этот хлыст. Сегодня у меня свидание. В конце-то концов, куда он денется из зоны?» До Оксаны я домчался быстро. По московским меркам всего ничего, каких-то 40 минут. И это еще с учетом того, что я успел заскочить за цветами. Вот так, сидя на лавочке у подъезда, с букетом рядом, меня она и застукала. Я как раз решил покурить перед ночным запретом, а выбегать каждый раз лень. «Вот так чудо-ухажер!» — засмеялась она, выйдя из машины. Я быстро сделал вид, типа не курю, и помахал ладонью перед губами, якобы разгоняя дым. Затем схватил цветы и встал по стойке смирно. Оксана расхохоталась от этого представления. «Пошли уже, внук Петросяна!» С улыбкой взяла она меня под локоть. «А цветы?» — удивленно спросил я. «Дома в вазу поставим», — выдала свои планы на букет она. В квартире нас ожидал ее сын, который сразу же выскочил к двери и принял у меня пакеты. «Здорово, дядь Макс!» — поприветствовал он меня уже из кухни. «Привет, Дэн!» — ответил я. «Ну что, готов завтра вертолет запускать?» «Ура!» — пронесся он мимо нас ураганом. «Ты опять за компьютером весь день просидел?» — спросила его Оксана, когда вошла на кухню. «Обедал хотя бы?» «Да, мам!» — донеслось из его спальни. «Ужинать ты будешь с нами?» — опять спросила она. «Да, мам!» — эхом донеслось от Дениса. «Вот так и живем», — улыбнулась она и села напротив меня. «Нормальный здоровый ребенок», — также с улыбкой ответил я. «Должен же он что-то крушить. Уж лучше пусть это происходит в виртуальном мире». «Да я-то согласна», — вздохнула она. «Но ведь гулять тоже надо». «Отстань от молодого поколения», — сказал я, подойдя к ней. Обнял за голову и прижал к себе. «Завтра мы с ним погуляем». «Спасибо», — сказала она, и, отстранившись, встала. Затем наградила меня поцелуем и ушла переодеваться с работы. Спустя час мы уже сидели за столом и гремели ложками, во весь голос скандируя: «Жрать давай!». В итоге получили вначале по подзатыльнику, а затем по порции котлет с пюрешкой. Ночь, полная страсти, приняла нас в свои объятия. Мы, наконец, шептали друг другу о любви, отчего страсть разгоралась еще сильнее. Уснули мы часов в 5 утра, полностью выжатые и на скомканных простынях. Я-то проснулся еще более или менее. Все-таки вечером я поспал, а вот Оксана минут 30 молча пила кофе, отвечая на вопросы кивком или мотанием головы. Она всегда так с утра, — заговорческим шепотом поведал Денис. Пока кофе не выпьет, слова не скажет. Мы захихикали, а Оксана пригрозила нам кулаком. Затем мы все вместе собрались. Оксана на работу, а мы с Денисом развлекаться. Я не стал звонить Валере, у того и так сейчас забот хватает. Вызвал такси и сразу договорился с диспетчером о аренде водителя с машиной на целый день. Такое часто практикуется, и на эти запросы уже существует такса. Единственное условие — это оплата вперед. На наш вызов приехал вполне респектабельный «Мерседес», явно принадлежащий компании. Мы с Денисом и нашим вертолетом уселись назад и поехали за город веселиться. Повезло, у Оксаны был последний рабочий день на неделе, и впереди нас ожидали 2 выходных. Я, как человек, имеющий в своем распоряжении бездонную карту, решил преподнести и ей, и Денису очередной сюрприз. На выходные мы полетели на море. Сбылась моя вторая мечта — отдохнуть за границей хоть раз в жизни. Не особо разбираясь в турах и сервисах, я выбрал поездку в Грузию, Батуми. Спустя волшебные 2 дня я ни разу не пожалел о своем выборе. Гулять по набережной, валяться на пуфиках в кафе — это несравненно.
А кухня, о боже, как они готовят! Это несравненное сочетание. На кухне у них явно работают художники, или, по крайней мере, их заставляют проходить подобные курсы. Если где-то есть рай на земле, то он, скорее всего, здесь. Дениса мы поселили в номере напротив нас, и это давало нам возможность остаться наедине в любую секунду. Тут умудрился подружиться с местными мальчишками и даже умчал под утро с ними на рыбалку. Повар в гостинице обещал приготовить нам рыбу, которую Денис поймает. Он даже сомнений не выказал по этому поводу, просто констатировал факт. Видимо, рыбалка здесь не так сложна, как в наших краях. На первую ночь пребывания в раю я не выдержал и рассказал Оксане, что есть возможность выкупить душу. Что и как неизвестно, но я на верном пути и уже нащупал ниточку. Она как-то странно обрадовалась. Вроде и улыбнулась, но как-то грустно. — Давай не будем сейчас об этом. Ласково, с улыбкой произнесла она. — Хорошо, — сказал я. — Я просто хотел, чтобы ты знала. — Я знаю, — улыбнулась она. Больше я эту тему не поднимал, а в душе ругал себя за то, что рассказал ей. Ну да, ее тоже можно понять. Ложные надежды и все такое. Вот только я приложу все свои усилия, чтобы вернуть ей ее душу. В понедельник будут похороны второго, там и выясню у Валеры все, что он узнал. Отдых закончился, и мы, счастливые и загорелые, с шумом вывалились из здания аэропорта. Дальше такси и домой. Ночевать я сегодня собирался у себя. Хоть Оксана и надула шутливо губу, но все же отпустила меня. Естественно, я стал предлагать ей перебраться ко мне, на что получил отказ. — Пойми, Макс, это непросто, — ответила она. — Мы с Денисом живем здесь уже много лет. Он в школу в этом районе ходит, у него здесь друзья. Будь я одна, так запросто. Поверь, я бы даже и не думала. — Я тебя понял, Оксан, — остановил ее я. — Я не обижаюсь и все понимаю. Давай пока оставим так, как есть, а время все рассудит. — Какая я счастливая, что встретила тебя на своем пути, — мурлыкнула она мне в ухо. — Ты точно не хочешь остаться? — Хочу, но появляться на похоронах с загадочной улыбкой — плохая идея. Отстранился я, чувствуя, что начинаю возбуждаться. — Ладно, — улыбнулась она. — Позвони потом. Люблю тебя. — Хорошо, — ответил я. — И я тебя. Поцелуй. Она шмыгнула в подъезд. А я, постояв в задумчивости пару минут, сел в такси и отправился домой. Утром, одевшись во все черное, я позвонил Валере. Тело выдадут сегодня и сразу же повезут его к храму. Хоронить Николая будем в закрытом гробу. Никакие деньги не помогли собрать его лицо, а на маску Валера с первым не согласились. Вот, казалось бы, все мы понимаем, что второй ни в какой рай не попадет. О праведной жизни в его случае речи и быть не может. Но, тем не менее, есть порядок и есть ритуал. Сам Николай родился в глухой деревеньке. Отец с матерью алкаши. Соцслужбы отобрали у них сына, когда тому уже 6 лет исполнилось. Родители только и рады были, как и их 6-летний ребенок. Отдали его в детский дом, но никому взрослый сын не понадобился. Так и вырос он в интернате. Затем армия, где он познакомился с первым. Затем Чечня, где они вместе познакомились с Валерой. Так вышло, что на дембель они ушли все вместе. Вернувшись домой, точнее в Москву, остались здесь, чтобы воспользоваться возможностями. Взяли все, что успели, а затем начались другие времена. Пришлось бежать в Ростов и применять свои навыки уже там. К чему это привело, понятно. По сути, любая жизнь ведет к этому. Как говорил один мой знакомый, жизнь — это смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Ну вот такая история жизни позволила нам устроить похороны второго в Москве. Раз родни по сути нет, то и где лежать без разницы. Мы думали, что все пройдет тихо и в узком кругу. Но вышло так, что на похороны явилось больше 100 человек. Валера и Первый обзвонили своих старых знакомых по армии и по бригаде. Те позвонили другим знакомым, и получилось так, как получилось. Ресторан и все, что связано с затратами, естественно, я взял на себя.
Ни о какой компенсации с моей стороны речи не было. Я сам предложил этот вариант. Ребята, кстати, не стали наглеть, но вышло все по первому разряду. А когда я увидел счет, предъявленный в похоронном агентстве, то был крайне удивлен. На все, включая поминальный ужин, с меня запросили 200 тысяч рублей. Не сказать, что дешево, но для Москвы, включая ужин на 100 ртов, очень даже приемлемо. А ведь цена могла бы быть в 10 раз больше, и я бы все равно оплатил. «Ваш крузак прибыл», — сказал Валера, когда мы вместе курили, присев на капот Лансера у моего подъезда. «Хорошо», — кивнул я. «Завтра забирать поедем, не против?» «Нормально, шеф», — ответил тот. «Ты мне писал, что хлыста нашел», — напомнил я. «Да, в Мордовию его отправили», — ответил Валера. «Может, сразу завтра туда и махнем?» — спросил я. «Да ты что, шеф?» — усмехнулся он. «У ФСИН это тебе не в больничке друга навестить. Он на строгом сидит». «Что нужно сделать?» — спросил я. «Для начала свиданку пробить, разрешение и все такое», — задумался Валера. «Да ты адвоката своего попроси, он наверняка все быстро сделает». «Думаешь, деньгами на месте не решим?» Затянулся я сигаретой и посмотрел на него. «Откуда мне знать?» — пожал плечами тот. «Раньше бы решили, сейчас не скажу». «Ну да», — кивнул я. «Ладно, бывай», — протянул я ему руку. «Завтра часиков в 9 заезжай». «Идет», — подал он мне руку и полез в машину, а я отправился домой. Телефон зазвонил, как всегда, в тот момент, когда я был в душе. «Алло!» — раздраженно бросил я в трубку. «Добрый день, Максим Александрович», — начал приятный мужской голос. «Я представляю компанию...» Все, на этом я оборвал разговор. Долбанные спам-звонки. «Ого, а это когда пришло?» — сказал я вслух, увидев очередное СМС. Короткий номер 666 гласил: «Смирнов Андрей Николаевич. Далее координаты, ссылка на досье. Срок исполнения 2 месяца». 2 месяца. С чего бы это? Ладно, сейчас с душем покончу и посмотрю. Я бросил телефон на диван и направился к ванной комнате, шлепая босыми мокрыми ногами. Хорошо, что есть кому убираться. Была бы жена, убила бы. Станет ли Оксана терпеть подобные моменты? Может, я и вправду слишком быстро съехаться предлагаю? Сейчас чувство на подъеме, но ведь наступит момент, когда пойдет спад. Да, женщина она эффектная, но заскоки-то никто не отменял. Нет, права она. Вдруг не получится. И что, разъезжаться? А Денис? Как он на все отреагирует? Точно права. На эмоциях такие вещи не решают. Глава 12. Я сидел за компьютером и моргал глазами. Слов не было. Совсем. Вот спрашивается, какого хера этот Смирнов попёрся в Германию, чтобы заключить сделку? Как мне его перевозить через границу из Екатеринбурга? Алло, Валер, извини, что беспокою, сказал я в трубку. Я понимаю, что ты только что уехал, но ты мне сейчас нужен. 10 минут, спокойно отреагировал тот. Почти все это время я приплясывал около лифта. Была у меня одна идея, но вначале мне нужно было выслушать мнение эксперта. Наконец раздался вызов в домофон, и я открыл доступ в квартиру. Лифт дзынькнул, оповещая о прибытии, и я прямо с порога задал свой вопрос. «Валер, мы сможем доставить клиента в Германию?» «Не вижу особых проблем», — немного подумав, сказал он. «Лучшего контрабандиста ты, конечно, убрал, но остались и другие. Да и старыми связями легко можно воспользоваться». «Замечательно», — улыбнулся я. «Пойдем, посмотришь, что к чему». Мы прошли к компу, и я перешел по ссылке. Этот Смирнов оказался крепким орешком. В Екатеринбурге он жил не просто так. Он очень плотно был связан с уральскими изумрудами. Имел крупную компанию по торговле камнями и целую сеть дочерних предприятий. Многие дочки находились в офшорных зонах. Имеет вооруженную охрану. А это мы уже просто из Яндекса узнали, бронированный автомобиль и вообще, круче только яйца. «Ну, что думаешь?» — спросил я Валеру. «Это невозможно», — заключил он. «А если так же, как с твоим бывшим боссом?» — спросил я. «Там тебе повезло.
— усмехнулся тот. И повезло в том, что вы встретились в уже необходимом месте. Я, кстати, шефа отговаривал как мог. Но он, когда такие деньги чует, все, мозг отключается. Согласен с тобой, абсолютно серьезно сказал я. Но мне придется это сделать. А если его просто грохнуть, задумался Валера. Не выйдет, ответил я. Это равноценно провалу задачи. Мне придется 2 души в виде штрафа отдать. Круто, хмыкнул он. Хотя, задумался я сейчас кое-что проверю. Я закликал мышкой, вышел в облако и отыскал нужный файл. Пробежав по нему глазами, я с довольной рожей ткнул пальцем в нужное место. Валера припал к экрану и начал читать. «И что это значит?» — вытаращил он на меня глаза. «Это значит, Валер, что с твоим вариантом задача выполнима», — с улыбкой сказал я. «Я не вижу здесь повода для радости», — пожал плечами тот. «И тем не менее это выход», — не согласился я. «Если мы его уберем, то я смогу пройти между мирами и вынести его душу из чистилища». «Ты хоть понимаешь, как это звучит?» — усмехнулся тот. «А если не пройдешь? Ты вообще знаешь, как это сделать?» «Тут написано, что после того, как клиент умирает, на месте заключения сделки открывается проход и действует до окончания срока», — зачитал ему я. «Так что все возможно. Я когда за первой душой ехал, тоже не верил, что все получится. Вообще думал, что это шутка какая-то». «Готовить операцию?» — спросил Валера. «Я думаю, да», — подтвердил я. «Предлагаю скоротать время и не ехать в Екатеринбург», — сказал он. «Есть человек, который все сделает за нас. Мы поедем сразу в Германию». «Согласен», — кивнул я. «Такими возможностями нужно пользоваться. Как и куда переводить сумму?» «Шеф, мне иногда кажется, что ты дурак», — заключил мой подчиненный. «Вот вроде только что многоходовую операцию придумал, и тут же глупый вопрос. Какие переводы? Эти люди работают только с наличными, а еще лучше металлом». «Я тебя услышал», — кивнул я. «Скажешь цифры, я все решу». «У нас все?» — спросил он, поднимаясь из кресла. «Да, Валер, спасибо», — сказал я. После того, как он уехал, я позвонил адвокату и попросил его ускорить процесс получения Шенгена. Время очень дорого. Теперь осталось понять, куда я попаду. Я полез в интернет. Что я только не видел, о чем только не прочитал. Оказалось, что четкого понимания, что такое чистилище, нет ни у кого. Я копался в древних рукописях. В общем, все, что предоставлял интернет, походило на полный бред. На самом деле я и сам не знал, с чем придется столкнуться. Не к шефу же идти за подобным ответом. Хотя... «Алло, любимая», — позвонил я Оксане. «Можно к боссу на прием попасть?» «Это нужно у него спрашивать», — ответила она. «Я позвоню тебе завтра с работы». «Принял», — ответил я. Ну, само собой, на этом разговор не закончился, и мы еще щебетали по телефону минут 20. Наутро поехали забирать мою новую машину. Со старой, которая сгорела, так и осталось все в незавершенной стадии. И лень, и некогда этим заниматься. Ксенофортово, что ли, подключить? Ладно, как-нибудь потом займусь. Деньги, конечно, хорошие зависли, но мне до них по барабану. А вот времени действительно жаль. Забрали машину и покатили по делам личным. Оформлять визу, покупать золото. Человек Валеры согласился принять заказ за 3 килограмма вечного металла. Единственным условием было, чтобы он не имел бумажного следа, то есть в банке его не купить. Я обналичил средства, и Валера покатил меня к очередному знакомому. Там мы тоже проторчали какое-то время. Босс не захотел меня видеть, так что придется действовать по наитию. В общем, вся наша кутерьма и подготовка — это скучно и неинтересно. Интересное началось, когда мы пересекли границу и покатили по указанным координатам. О немецких автобанах говорят правду. Русскому человеку такие дороги и не снились. На Москву, конечно, грех жаловаться, но стоит выехать за ее пределы, как понятие «дорога» выражается лишь в матерной форме. Здесь же понимаешь, что такое пить кофе, который стоит на торпеде машины при скорости выше 100 км в час. Есть и минусы.
Уснуть на таком полотне можно даже днем. Это у нас расслабиться не выйдет. Нашему водителю нужно уметь уворачиваться от ям и встречных машин, которые тоже от ям уворачиваются. Виды тоже потрясали. Германия удивительная страна. В ней сочетается и гармонирует все. Архитектура, порядок, кухня, люди. Последние, кстати, очень добродушные и приветливые. Я вообще не понимаю, как Гитлеру удалось заставить их воевать. Эта задача действительно сложная. На место мы прибыли за несколько дней. На самом деле мы даже не знали, когда Смирнова уберут и откроется ли портал. Я надеялся, что откроется, Валера был настроен скептически. Мы сняли пару номеров в придорожном отеле и принялись ждать. К вечеру третьего дня Валера получил СМС на телефон. В сообщении была закреплена ссылка, перейдя по которой мы увидели фото мертвого Андрея Николаевича. Все, механизм запущен, время пошло. К месту мы прибыли минут через 20 после прочтения СМС. На типичном сельском перекрестке висела марево. Такое бывает, когда в жаркую погоду смотришь на асфальт. Валера, как и ожидалось, ничего не видел. Я попробовал сунуть палец в это поле и услышал, а точнее почувствовал, уколы и треск статического электричества. В отличие от визуального ощущения, этот эффект Валеры не остался незамеченным. «Ну что, в путь?» — спросил я. «Как вы выбираться будете?» — с ужасом в глазах смотрел на меня мой подчиненный. Хотя его вполне можно было назвать другом. «Понятия не имею», — усмехнулся я и сделал шаг в марево. Какого-то видимого эффекта не произошло. Для Валеры я просто исчез на ровном месте, а для меня это было сравнимо с быстрым падением. Даже нет, это больше походило на чувство, когда ты сидишь на качелях, которые несутся вниз. Мгновенное ощущение невесомости, и вот я в совсем другом мире. Это было что-то. Все вокруг, как и описывалось, было черно-белым. Краски в этом мире отсутствовали, от слова совсем. А выглядел он как нагромождение хаоса. Точнее, как большая помойка, которая создана из руин, леса, полей, степей, гор и водопадов. Только все это присутствовало буквально всюду. Я видел дом, внутри которого находился пруд, а из этого пруда торчал нос самолета, с которого бил фонтан. Огромный письменный стол, на столешнице которого валялся разбитый поезд, а в вагонах росли джунгли. Я ожидал всего чего угодно: тварей, бесконечного леса, коридора с кабинетами и бесконечными очередями. Но как мне искать душу здесь? Я вообще ни одной души тут не вижу. Еще здесь присутствовала странная сила тяжести или гравитация. Я мог ходить по вертикальным стенам и даже вниз головой. Вот только каждый раз, когда я ставил ногу на очередную преграду, она становилась для меня низом. В общем, свихнуться можно. И было непонятно, где все души. Я осматривал окрестности с высоты и кроме нагромождений не видел абсолютно ничего. А, нет, впереди прямо на меня что-то двигалось. Или это я со стремительной скоростью куда-то летел. В момент столкновения я закрыл глаза от испуга. Отклониться не получалось. Это нечто оказалось огромной волной, состоящей из кусков хаоса. Когда она накрыла меня, а точнее приняла в себя, я снова ощутил это странное чувство невесомости. А как только я открыл глаза, то увидел, что всюду находятся души. Кто-то плакал, обхватив голову руками, кто-то, наоборот, хохотал, бегал по стенам и резвился. Некоторые просто стояли и смотрели вдаль. «Так, уже лучше», — пробормотал я и обратился к первому попавшемуся человеку или духу. «Простите, вы не подскажете, как мне отыскать одного человека?» Тот посмотрел на меня и шарахнулся в сторону. Я попробовал провернуть этот номер с другими. Та же ситуация. «Блин, и что делать?» — спросил я сам себя. «И где теперь выход? Вот найду я, допустим, эту душу. И что дальше?» Но мои вопросы тонули в пространстве. Ни ответа, ни привета. Как же быть? Что делать? Я уже пожалел, что согласился на эту авантюру.
Вдруг весь хаос задрожал, и на горизонте вновь появилась волна. Души замерли и смотрели на нее как будто под гипнозом. Я покрутил головой и заметил, что эта волна движется со всех сторон к центру, и я почему-то являюсь этим центром. Новое столкновение. Только на этот раз я не закрывал глаза. Волна, проходя через меня, истончилась и будто призрак прошла меня насквозь, после чего мгновенно закончилась. Пространство вокруг изменилось еще раз. Нет, нагромождение хаоса осталось на месте, вот только действующих лиц добавилось. Теперь к душам присоединились еще какие-то существа. Хотя что значит «какие-то»? Очень многие мне были знакомы по картинкам и голливудским фильмам. Одни щеголяли роскошными крыльями и белыми одеяниями. Другие, напротив, походили на кровожадных тварей из фильма ужасов. Что одни, что другие подходили к замершим душам и ставили на них метки. На некоторые ставились и огненные, и состоящие из света. На других метки ставили только чудовища. Соответственно, были и такие, на которых виднелись лишь светлые. Ко мне приблизилось чудовище и заглянуло в глаза. В голове тут же вспыхнуло болью, и за мгновение пронеслась вся жизнь. «Живой!» — раздалось в моей голове, как будто звук исходил от самих костей черепа. «Тебе не место здесь!» «Я здесь по работе», — ответил я, а мой голос прозвучал так, будто я говорил в подушку. «Мы на одного хозяина работаем». Чудовище вновь посмотрело мне в глаза и вздрогнуло. От этого по всей округе прошла рябь, как на воде от брошенного камня. И когда она касалась таких же чудовищ, они вытягивались в струну, а взгляд направлялся в мою сторону. Ангелы тоже не остались безучастными, и как только волнение прекратилось, все это воинство вдруг бросилось в рассыпную. И светлые, и темные, все они сорвались с места в одном направлении. «Жди здесь!» — раздалось в моем черепе, и демон, стоящий рядом со мной, тоже сорвался с места. Я присел там, где стоял, и принялся ждать. Едва последняя тварь скрылась с моих глаз, как на горизонте снова начала подниматься волна. Вот теперь снова произошло что-то непонятное. Я оказался в самом обыкновенном административном помещении. Длинный бесконечный коридор с дверями по обеим сторонам. Сидел я уже на скамейке в окружении душ с двойными метками. Мимо нас шныряли светлые и темные сущности. Все они куда-то спешили и постоянно входили и выходили в эти двери. Я попытался заглянуть в одну из таких дверей, но она оказалась запертой. Тогда я попробовал сделать это, пристроившись за одной из сущностей. Едва тот открыл дверь, как я попытался заглянуть в проем. «Сядь на место и жди своей очереди», — ответил мне приятным, но строгим голосом ангел. «Но у меня нет очереди», — возмутился я и развел руки в стороны. Тут заглянул мне в глаза и вздрогнул точно так же, как до этого сделал демон. Вот только рябь от него не пошла, а вид его сделался озабоченным. Он постоял немного в задумчивости, а затем скрылся за дверью. «Да и не больно-то и хотелось», — пробормотал я в закрытую дверь. Делать нечего, и я решил разобраться, что здесь вообще такое, и где мне отыскать нужную мне душу. Вот только куда бы я ни шел, что бы я ни делал, от места, где до этого покоилась моя задница, я не сдвинулся ни на шаг. Такое ощущение, что коридор плыл вместе со мной. Я пытался останавливать снующих туда-сюда тварей, но безуспешно. Все они делали вид, что не замечают меня. Души вокруг продолжали находиться в гипнотическом трансе, и на меня не реагировали никак. Время от времени к ним подходила та или другая сущность и уводила за собой в одну из дверей. Некоторых приводили обратно, но были и такие, кто не возвращался. В дверь мне тоже удалось заглянуть. За ней находился точно такой же коридор, с точно такими же лавками и дверями. Вот только в момент, когда сущность вошла в него, изображение пошло рябью. Прошла, наверное, целая вечность, когда ко мне приблизился очередной кошмар Голливуда.
«Ты!» — громыхнул голос в голове. «Иди за мной!» Я последовал за чудовищем и заметил, что теперь помещение не двигается вместе со мной. Монстр открыл дверь и нырнул в нее. Я последовал за ним. Картинка изменилась. Теперь мы находились в... Нигде мы не находились. Не было ни стен, ни потолка, ни пространства, ни объема. Просто место и все. Меня даже замутило от этого. Никаких ориентиров пространства. Я прикрыл глаза, а когда открыл их, то увидел, что рядом со мной уже трое. Две противоположные сущности и мой клиент. «Спасибо, я его забираю», — сказал я и протянул руку в сторону души Смирнова. Вот только рука моя прошла того насквозь. «Что это значит?» — спросил я у сущностей. «Ты мне скажи», — ответил Светлый. «Этот человек продал душу. Теперь у нее есть хозяин», — сказал я. «И я должен ему ее доставить». «А должен ли?» — снова спросил Светлый. «А у меня выбор не так уж и велик», — ответил я. «Или вы хотите, чтобы я вместо него принес боссу две других?» «Я ничего не хочу. Решать тебе», — произнес Светлый очередную непонятную чушь. «Тогда не вижу никаких проблем. Я его забираю», — ответил я. И снова попытался схватить Смирнова. Тот стоял как статуя, ни на что не реагируя. А моя рука опять прошла сквозь него. «Да в чем дело-то?» «В тебе!» — грохнул голос в черепе. Видимо, это уже Темный снизошел до беседы. «Во мне?» — удивился я. «Я не понимаю». Сущности посмотрели друг на друга, и между ними пронесся диалог. Это было видно по мимике на их лицах или мордах. «Ты должен решить», — сказал Светлый. «Что мне решать?» — начал злиться я. «Вы можете говорить нормально, без всех ваших загадок?» Ответа не последовало. Сущности и душа Смирнова стояли неподвижно, и все трое смотрели на меня. Блин, нужно было читать внимательнее. Видимо, я упустил механизм того, как забирать души в мире мертвых. А был ли вообще этот механизм описан? Может, все работает так же, как и там, в нормальном мире? Я поднял руку с раскрытой ладонью и прикоснулся к груди Смирнова. Рука прошла через тело, и ничего не изменилось. «Слышь, чудище, мы с тобой одно дело делаем. Подскажи, что не так-то?» — обратился я к Темному. «Ты должен решить», — прогремело в моей голове. «Ты делаешь нашу работу, но в тебе есть свет». «И что?» — спросил я. «Что мне нужно решать?» «Его душа может быть предана суду», — ответил за монстра Светлый. «Ты должен решить». «А последствия?» — спросил я. «Какие будут последствия этого решения?» Ответа не последовало. Все трое также продолжали смотреть на меня. А я начал потихоньку понимать, в чем дело. Во мне все это время колыхались сомнения. Я до самого конца был не готов решать судьбу этих людей. Мне просто дали работу. Но прав ли я, выполняя ее? Все это время я убеждал себя в том, что эти люди сами сделали свой выбор. Они сами продавали свои души, осознанно и корыстно. Так почему не забрать долг? Часто я ловил себя на мысли, что я больше коллектор, но не курьер. А теперь оказывается, что у каждого человека есть шанс? Что ждет его, если я не стану этого делать? Спросил я у Светлого. Суд, ответил тот. А что решит суд? Спросил я. Ответа не последовало. Ну, это и так понятно. На этот вопрос ответа не существует. Нужно спросить иначе. «Эй, чудище, куда склонится чаша весов в его случае?» — спросил я у Темного. «Ты должен решить!» — снова грохнуло в моей голове. Я посмотрел на Смирнова и решил попробовать точно так же, как делали сущности, заглянуть в глаза. Я поднес свое лицо к духу, и наши взгляды пересеклись. Рождение, радость жизни, первый вздох. Душа понимает, что ей дали второй шанс. Память гаснет с каждым днем. Школа, первые издевательства над одноклассниками. Вуз, 2 изнасилования. Отец откупился. Деньги, шлюхи, наркотики, 2 убийства. Дальше хуже.
Смерть и зловоние. Все, что нес в жизни этот человек. О каком шансе они говорят? Где они смогли разглядеть хорошее? И тут я увидел его. Крохотный тусклый свет, который покоился на самом дне этой души. Маленький мальчик, его сын, его единственная настоящая любовь. Мои сомнения отпали. Я вытянул руку и коснулся груди Смирнова. На этот раз все пошло так, как происходило всегда. Свечение руки, пропасть под ногами, осознание вечности. Вот только в этот раз я слышал хохот демона и крик полной боли от ангела. Очнулся я на пыльной проселочной дороге. Порывы ветра бросали мне в лицо мелкий гравий, а гром разорвал тишину ночного неба. Через мгновение ливень обрушился на мое тело, но мне вдруг стало легче. Поднявшись на ноги, я осмотрелся вокруг. Ни Валеры, ни машины, ничего, кроме перекрестка и дождя. Прикинув направление, откуда мы приехали сюда, я отправился в гостиницу пешком. В номер Валеры я стучался уже на рассвете, весь замерзший и синий от холода. Глава 13. «Ты чего уехал?» — спросил я вместо приветствия. «Я уже думал, что не увижу тебя больше», — сказал заросший щетиной Валера. «Что значит больше не увижу?» — не понял я. «Меня сколько не было?» «Месяца полтора», — ответил тот. «Еще неделя, и я бы уехал». «Какие полтора месяца? Я вряд ли там день провел». Сказать, что у меня челюсть отвисла от удивления, ничего не сказать. «Ну, раз ты здесь, значит, справился», — сказал Валера. И, наконец, отошел в сторону. «Зайдешь?» «Да, спасибо», — опомнился я и вошел в его номер. «Что там на той стороне?» Внезапно сменил он тему. «Валер, поверь, тебе лучше не знать». Я продолжал щуриться. Никак не получалось привыкнуть к ярким краскам. «Все так плохо?» — спросил тот. «Просто это невозможно рассказать», — попытался отвертеться я. «Ну, дело сделано, как я понял. Можно возвращаться?» — с надеждой спросил он. «Достало меня каждый день этой едой питаться. Оксана еще твоя весь мозг мне вынесла». «Как она?» — сразу оживился я. «У нее все в порядке?» «Да, наверное, откуда мне знать?» — пожал он плечами. «Прилетим домой, сам спросишь». «Ну да», — опять устало вздохнул я. «Ладно, я спать. Мне хоть пару часов вздремнуть. Такое чувство, как будто 3 суток без сна». «Или 1,5 месяца», — усмехнулся Валера. «Что?» — переспросил я. «А, да, наверное, так. Мой номер еще за мной?» «Ну да, все как договаривались», — кивнул тот. «Точно невозможно рассказать?» «Точно», — кивнул я, стоя уже у дверей. «Часа через 2 меня толкни, домой поедем. И готовься потом в Мордовию. Мне нужно видеть хлыста». «Принял», — ответил он. Я добрел до своей двери, вошел в номер и, рухнув лицом в подушку, уснул, даже не раздеваясь. Мне не помешала грязная мокрая одежда. Я просто выключился. Как потом оказалось, проспал я больше суток. Валера несколько раз пытался меня разбудить, но все было безуспешно. Ни тормошения, ни толкания, ни даже поливания водой не смогли выдернуть меня из царства Морфея. Плюсы от такого сна тоже были. Проснулся я бодрым и отдохнувшим. Я был полон сил и готов к любым тяготам и невзгодам. Расшевелить успевшего облениться Валеру было сложнее. Но и это мне удалось, и уже спустя несколько часов мы вступили на трап самолета. Москва встретила дождем и холодом. Погода стояла просто отвратительная. Начиналась осень. Валера сказал, что бабьего лета еще не было, поэтому есть надежда, что неделю теплых деньков я еще застану. А нет, так на юг улечу, с Оксаной и Денисом. — Валер, напомни мне, чтобы я больше не связывался с чистилищем, — сказал я. — Значит, все очень плохо, — опять задумчиво произнес тот. — Да неплохо там, Валер, — улыбнулся я. — Там просто все не так. — А как? — ухватился тот. — Жизнь-то после смерти есть? Ад, рай есть? — Наверное, я ничего подобного не видел, — отмахнулся я. —
Ты, блин, еще и религиозным стань. С вами станешь, пробубнил он. Не то что религиозным, фанатиком станешь. А вот этого не нужно, серьезно сказал я. Все, иди машину подгоняй и сигарету мне дай. Нормальный у меня шеф, сигареты стреляет, усмехнулся тот, наконец начиная приходить в себя. Ой, не скули, до дома доедем, я тебе премию переведу, сказал я. Где моя машина? Да сейчас, раздраженно чиркая зажигалкой, бросил он. Ой, ладно, стрельнете у кого-нибудь прикурить. Он выбросил зажигалку в мусорницу и пошел на стоянку за нашей машиной. Я попросил огоньку у какого-то мужчины и с удовольствием сделал первую затяжку после долгой паузы. Спустя примерно час мы с Валерой были у меня дома. Я сделал все необходимые денежные переводы. Кое-что оплачивалось автоматом, но за многое я платил руками, как, например, зарплаты своим людям, а также коммунальные услуги. Все же такие вещи лучше держать под контролем. Валеру я отпустил почти сразу, и сейчас наслаждался тишиной. Не хотелось никуда идти и кому-то звонить. Хотя Оксану оповестить о своем прибытии все же стоит. «Алло, привет, любимая», — сказал я в трубку. «Я прибыл, но сил нет совсем». «Понимаю», — ответила она. «Где тебя так долго носило?» «Я был на той стороне», — сразу же признался я. «На какой той?» — не сразу поняла она. «Ты о чем сейчас?» «Я о загробном мире», — спокойно ответил я. «Ты в своем уме?» В голосе Оксаны появились нотки переживания. «Тебе повезло, что ты смог вернуться». «А тебе разве известно, что там?» — спросил я. «Нет, конечно, неизвестно. Но даже не зная того, что там происходит, я понимаю, насколько это опасно». Кажется, она начала меня отчитывать. «Ты вроде умный человек, а лезешь в такие вещи. У меня слов нет, как я зла на тебя. Я ведь могла тебя потерять». «Ну, не потеряла же», — смутился я, и в который раз уже пожалел о том, что сказал. «Ты пойми, так было нужно. Прошлый курьер думал точно так же», — буркнула она в трубку. «А теперь его место занял ты». Ах, вот в чем дело. Наконец до меня дошло. Я-то всю голову ломал, думая, куда же делся мой предшественник. «Он точно так же полез за клиентом на ту сторону», — ответила за меня Оксана. «Вот только назад не вернулся». «А что по этому поводу сказал босс?» — спросил я. «Приказал отыскать нового», — зло бросила она в трубку. «Больше так не делай». «Хорошо», — решил согласиться я, хотя думал совершенно иначе. «Ты когда ко мне приедешь?» — спросила она, когда немного успокоилась. «Пока не могу сказать точно», — задумался я. «Хотелось бы сейчас, но, боюсь, сил не хватит». «Как насчет завтра?» — спросила она. И в ее голосе, наконец, появились мурлыкающие нотки. «Боюсь, не получится», — ответил я. «Завтра мне нужно опять уехать». «Сплошные дела», — вздохнула она. «Иногда мне кажется, что ты меня больше не любишь». «Еще как люблю», — улыбнулся я. «Если бы ты только знала». «А хочешь, я сама к тебе сейчас приеду?» — внезапно спросила она. «Я просто не имею права отказываться от подобного предложения», — улыбнулся я. «Купишь что-нибудь по дороге? Я тебе деньги верну, как приедешь». «Я вообще-то не бедствую», — засмеялась она в трубку. «А вот натурой расплатиться придется». Думаю, потяну», — подыграл я шутки. «Все, жди, я еду», — сказала она и положила трубку. «Ну все, о спокойной ночи можно забыть. Ну и ладно, высплюсь потом как-нибудь». Спустя час, может, чуть больше, раздался звонок в домофон. А как только двери лифта распахнулись, из них выпорхнула Оксана и тут же повисла у меня на шее. Наши губы слились в поцелуе, и весь мир вокруг прекратил свое существование. Утро я встретил в одиночестве. Примерно на рассвете Оксана покинула мою квартиру на такси. Ей нужно собраться и привести себя в порядок. Ну и Денис с утра должен видеть маму. Более или менее приведя себя в порядок, я позвонил Валере, а затем Ксенофортову. Если первый сказал «сейчас буду», то второй начал рассказывать мне, как я много хочу и что так не делается. Оказывается, на свиданку в такую зону разрешение выдается раз в год, и то только близким родственникам. Но в итоге он смилостивился,
и дал мне номер телефона. Человек по этому номеру должен решить мой вопрос за некоторое вознаграждение. Как по мне, так это даже проще. В Мордовию мы смогли выехать только после обеда. Ехать было приятно. Хоть это и не германский автобан, но дорога оказалась вполне хорошая. Ехать было немало, 500 километров с хвостиком. Валера был вполне хорошим собеседником, и 10 часов дороги пролетели незаметно. А вот на месте нас ожидала канитель. Ну, ожидать другого было бы по меньшей мере глупо. Так что пока мы бегали, ездили и решали все связанное с посещением зоны, прошло еще 2 дня. Наконец настал тот самый момент, когда я смог наконец-то встретить своего знакомого. «Ну, здравствуй, Хлыст!» — с улыбкой поприветствовал его я. «Мы с тобой один разговор не закончили». «А я-то думаю, кому мог понравиться старый вор? Без семьи и родственников». Вместо «здрасте» сказал тот. «Напомни мне, о каком таком разговоре идет речь?» «О том самом, о проклятых душах», — сказал я и покосился на служащих тюрьмы. Встретиться с Хлыстом наедине мне не позволили, и никакие деньги не помогли решить этот вопрос. Что-то я не припомню такого разговора», — хитро прищурился он. «Может, ты, парень, меня с кем-то путаешь?» «Хлыст, не ломай комедию», — стал серьезным я. «Мне нужно знать способ». «Мне бы тоже много чего хотелось», — усмехнулся тот и развел руками. «Но, увы, ничем не могу помочь». «Что ты хочешь?» — спросил я прямо. «Скажи или намекни, а я постараюсь исполнить». «Ты что, джин?» — расхохотался тот. «Или, может, золотая рыбка?» «Хлыст, ты прекрасно знаешь мои возможности», — с нажимом произнес я. «Давай договариваться». «Парень, ты, видимо, забываешь, кто я такой», — усмехнулся он и показал мне раскрытую ладонь с адресом. «Лучше запомни и не приходи больше сюда. Охрана, заберите меня». «Спасибо, Хлыст», — поблагодарил я его. «И извини за беспокойство». Вора увели, а я направился к выходу через все эти решетки и заборы. Возле ворот меня ждал Валера с машиной. «Ну что, узнали, что хотели?» — спокойно спросил он. «Нет, нужно ехать по адресу». Я назвал его Валере. «Там мы получим ответ или просьбу, которая впоследствии приведет к ответу». «Понятно, поехали», — кивнул тот и сел за руль. Теперь нам нужно было обратно в Москву. Вот же Хлыст, хитрый и умный. Ведь знал же, кто и зачем к нему пробивается на свиданку. Ведь подготовился, написал адрес на руке, а комедию ломал, видимо, для надзирателей. Ну так еще бы, говорить при них о таких вещах. На что я вообще надеялся? В столицу мы приехали поздно ночью, так что посещение нужного мне человека оставили на завтра. А я наконец-то смог выспаться. Не так, чтобы очень, но все же утром я чувствовал себя намного лучше обычного. Глаза уже давно привыкли к ярким краскам нормального мира, но вот в ритм войти удалось только сейчас. На адрес мы приехали часов в 10 утра. Дом старой сталинской постройки. Высокие потолки, как в подъезде, так и в квартирах. Когда-то давно такие считались коммуналками, но в частных руках владельцев они преобразились и стали чуть ли не элитным жильем. Вот только нам достался не лучший вариант подобного. Дом уже давно требовал капитального ремонта, а судя по звукам из квартир на непонятной тарабарщине, сейчас эти жилплощади занимали гастарбайтеры. Запахи слышались соответствующие, да и состояние подъезда говорило о многом. Даже странно, что этот дом не купил кто-то из сильных мира сего и не отремонтировал с целью дальнейшей продажи. Недалеко от центра и такая разруха. И откуда у местных квартирантов деньги на съем такого жилья, непонятно. Я вежливо постучался в единственную металлическую дверь. «Кто там?» — спросил мужской голос. «Я от Хлыста», — ответил я двери, которая тотчас распахнулась. Я готов был увидеть кого угодно. Здорового быка с золотой цепью на шее, алкаша, очередного вора, даже шлюх или целый притон. Но предо мной во всей своей красе предстал Перов. Да-да, тот самый следователь Перов, который упек меня в СИЗО и хотел запереть в зоне. Я стоял, открыв рот, и не мог вымолвить ни слова. «Заходите, Максим Александрович», — улыбнулся тот.
Не бойтесь, неделю назад я вышел на пенсию, и теперь я уже не служу закону. Но как вы... Не смог я сформулировать вопрос. Почему Хлыст дал ваш адрес? Это зависит от того, что вы от него хотели, усмехнулся старый следователь. Мы так и будем общаться через порог? Простите, сказал я. Валер, подожди меня в машине. Не вопрос, ответил он и начал спускаться вниз, а я вошел в квартиру. Все, как я и ожидал. Практически спартанская обстановка. Минимум вещей, пара фотографий, старая затертая мебель. Как и сам Перов, квартира выглядела серой и скучной. Но Хлыст почему-то направил меня сюда. Неужели он знает? «Простите, я не знаю, как к вам обращаться», — спросил я, когда понял, что не помню имени следователя. «Можно просто Михаил», — спокойно отозвался тот. «Тогда и вы давайте без отчества», — улыбнулся я. «Хорошо, Максим. Чай или кофе?» — спросил Перов. «Чай, пожалуйста», — согласился я и прошел на кухню, которая, в отличие от новых квартир, была большая. «Так что привело вас ко мне, Максим?» — спросил тот и поставил чайник на плиту. Затем достал крупнолистовой чай и насыпал его в заварник. «Даже не знаю, с чего начать», — смутился я. «Начните с того, почему вы согласились забирать души людей?» — прямо в лоб спросил Перов. «Как вы?» Я потерялся и не знал, как вести себя дальше. «Кто вы? Откуда знаете о таком?» «А как вы считаете?» — усмехнулся старик и сел напротив. «Понятия не имею», — ответил я. «Вот именно, молодой человек», — спокойно ответил он. «Вы и понятия не имеете, куда вы влезли и с какими силами столкнулись». «Вы не ответили на вопрос», — сказал я. «Кто вы и откуда знаете о таких вещах?» «Если я скажу, что я архангел, вас это устроит?» Также спокойно ответил тот. «Я уже очень давно живу среди людей и почти всегда на службе закона. Вот только занимаюсь я исключительно такими делами, как ваша». Я сидел, смотрел на Перова и не мог вымолвить ни слова. «К сожалению, с вами я не мог довести дело до конца. Увы, подошла моя пенсия». «Вы больше не будете работать в органах?» Задал я какой-то глупый вопрос. «Отнюдь», — улыбнулся тот. «Я отдохну немного и, представившись новым молодым специалистом, вновь вскоре начну работать». «А что вас связывает с Хлыстом?» Я немного отошел от первого впечатления и начал поворачивать разговор в нужное мне русло. Перов ничего не ответил, улыбнулся и встал, чтобы залить кипятком чай. «Прекрасный чай!» — втянул он носом в воздух. «Сейчас такой найти большая редкость». «Вы не хотите отвечать на мой вопрос?» — переспросил я. «Простите, старость», — улыбнулся тот. «Я ощущаю ее точно так же, будь я обычным человеком. Совсем скоро я умру. Точнее, этот мой облик». Иронично пожаловался на судьбу Перов, а затем все же ответил. «С Хлыстом меня связывает жизнь. Я помог спасти его душу». «Как это можно сделать?» — задал я главный вопрос. «О, это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд», — усмехнулся он. «Но я могу помочь спасти вашу». «Помощь нужна не мне», — сказал я. «Вы в этом уверены?» — прищурился Перов. «Как по мне, так она вам необходима. Мне нужно помочь моей девушке», — раскрыл я все карты. «Ах да, Оксана?» — задал он риторический вопрос. «Вы уверены, что она достойна такой жертвы?» «О какой жертве идет речь?» — спросил я. «Как вы думаете, куда деваются проданные души? Те самые, которые вы забираете?» — переспросил Перов, проигнорировав мой вопрос. «Они пропадают в бездне, словно растворяются в ней», — задумавшись, ответил я. «Увы, но это не так», — ответил тот. «Все они становятся демонами. Они становятся его слугами. После этого им уже ничем не помочь. Такие души больше не имеют возможности перерождения. Они на вечность остаются в его власти». «А при чем здесь Оксана?» — спросил я. «Ни при чем», — пожал плечами он. «Просто я посчитал нужным дать вам эту информацию». «Как можно разорвать контракт?» — не сдавался я. «Все не так сложно и не так просто», — снова хитро прищурился Перов.
Я не просто так разговариваю с вами, и не просто так рассказываю вам то, о чем забыл упомянуть ваш босс. Проданную душу можно выкупить, но для этого вместо нее должен отдать свою кто-то другой. Не по просьбе, не по приказу, а сам, добровольно. «Так просто?» — спросил я, удивившись простоте решения. «Просто?» — усмехнулся Михаил. «Вы в этом уверены?» «А что здесь может быть сложного?» — не понял я. «А то, что за все мое существование здесь, на земле, среди людей, я видел подобное всего несколько раз», — ответил он. «Если вы думаете, что каждый готов пожертвовать собой ради другого, то вы ошибаетесь». «В этом вы правы», — согласился я и задумался. «Не спешите с решением, Максим», — серьезно и каким-то другим взглядом посмотрел на меня Михаил Перов. И в его глазах я вдруг заметил целую вселенную. «Обдумайте все как следует. Достойному ли человеку вы хотите принести такую жертву?» «Хорошо, Михаил, я вас понял», — сказал я. «Спасибо вам за все. Я, наверное, пойду». «Всего вам доброго», — кивнул тот. «Но учтите, скоро я снова выйду на ваш след». «Значит, до встречи», — улыбнулся я. «Видимо, так», — с каким-то разочарованием произнес Перов. Я вышел из подъезда с крайне задумчивым видом. Валера, кажется, что-то спросил, но я даже не заметил его вопроса. Вместо обычного сел назад и продолжал молча смотреть. Глава 14. Мысли захватили меня полностью. Я думал о словах Михаила. Ведь действительно, самое простое решение и в то же время сложное. Жертвовать собой? А может, он прав? Может, и недостойна она такой жертвы? Но ведь она поступила точно так же, не задумываясь. Она отдала свою душу за сына. С другой стороны, кто я для нее, чтобы отдавать себя? Мы ведь даже не живем вместе. А если найти кого-то, кто согласится сделать такое? Нет, бред, полный бред. Как его искать? Дать объявление на Авито? Из мысли меня выбило сообщение, которое прилетело на айфон. Снова короткий номер, 3 шестерки. А еще говорит, что ему не нравятся стереотипы. «Ладно, кто там у нас?» — пробормотал я, открывая сообщение. «Что, простите?» — обернулся ко мне Валера. Мы так и продолжали стоять с запущенным двигателем, но никуда не ехали. «Я говорю, клиент у нас новый», — уже громче сказал я. «И кто таков?» — поинтересовался Валера. «Некий Саушкин Владимир Иванович», — ответил я. «Проживает в каком-то захолустье. Там же и сделку заключал, судя по координатам». «Сразу к нему поедем?» — спросил тот. «Не думаю», — отмахнулся я. «Срок исполнения месяц, да и, судя по местонахождению, не самый сложный вариант будет». «Как скажете», — кивнул тот. «Так куда двигаем?» «Давай так, я тебя сейчас отпущу, а завтра ко мне с утра подъедешь. Посмотрим, что из себя представляет этот Саушкин». «Как скажете», — повторил Валера. «Я тогда пойду, мне здесь до метро 2 шага». «Да давай подвезу», — предложил я. «Не, так даже быстрее будет», — отмахнулся тот. «Сейчас с Коляном в сауну махнем. Давно хотели уже». «Ну, тогда до завтра», — пожал я ему руку. И Валера выпрыгнул из машины, а я пересел на место водителя. Немного подумав, я решил позвонить Генке. Давно не общались, да и мозги проветрить пора. «Здорово, чудовище!» — поприветствовал я друга. «Чем занят?» «О, пропащая душа!» — чуть ли не в точку попал Генка своей фразой. «Ну и где нас носит?» «К тебе вот еду», — ответил я. «Давай планируй вечер, деньги есть». «С развратом?» — сразу же ухватился за возможность мой друг. «Нет уж, давай чисто мужскую компанию», — отверг я заманчивое предложение. «Я все же не свободен от отношений». «А мы ей не скажем», — захохотал он в трубку. «Или что, у вас все серьезно?» Хотелось бы в это верить. Немного ушел я от ответа. «Ну тогда давай ко мне», — сказал Генка. «Или к тебе. Смысл шататься, если без разврата?» «Слова не мальчика, но мужа», — шутливо похвалил я его. «Давай ко мне, у меня все же приличнее». «Буду через час», — ответил мой друг. «Сам тогда все покупай». Я стоял у витрины с алкоголем и никак не мог решить, чего же я хочу. Элитного пойла перед глазами было великое множество.
но глаза постоянно цеплялись за водку. На душе было погано, как будто кошки устроили там общественный туалет. Вроде бы ничего такого я не сделал, но вот чувствовал я себя от чего-то скверно. Наконец, решившись, я взял 2-литровый абсолют и пошел на кассу. В тележке уже присутствовали всякие колбасы, несколько видов ветчины, сок и так по мелочи. Генка явился часа через 1,5, хотя я и сам домой прибыл всего минут 20 назад. «Ух ты, шикуем!» — открыл он холодильник и выудил из него кусок не самой дешевой ветчины. «А пьем-то чего?» «Абсолют», — ответил я. «Мажор», — обозвал меня Генка. «Разве плохо иметь богатого друга?» — спросил я, приподняв бровь. «Кстати», — обернулся ко мне он и сделал виноватую морду лица. «Дай взаймы пару тысяч. Что-то я в этом месяце обсох». «Не вопрос», — усмехнулся я и сунул ему несколько 5-тысячных купюр. «Держи». «Это много», — уставился на меня Генка. «Я тебе как такое отдавать-то буду?» «Забей», — отмахнулся я. «У меня таких еще много». «Так где же ты работаешь-то?» Он смущенно запихал деньги в кошелек и убрал его в барсетку. «Меня можно к вам пристроить?» «Ген, давай все по порядку», — с задумчивым видом ответил я. «Вначале нажремся, а затем я тебе все с пьяну расскажу». «Что, все так плохо?» — поинтересовался он, а я лишь пожал в ответ плечами. Генка взялся чистить картошку. Сказал, что водку обязательно нужно жареной картошечкой закусывать. Примерно минут 40 мы сервировали стол, на что мой друг вновь восхищенно воскликнул. «Вот это я понимаю, поляна!» «Ты понимаешь, Ген, вот как мне нужно поступить?» Продолжал я повествование своему другу спустя несколько часов. Генка смотрел на меня обалдевшими глазами и даже не комментировал мой рассказ. Я выдал ему все, начиная от моего собеседования до сегодняшнего разговора с Архангелом. Он слушал молча, не перебивал. Иногда казалось, что он не верит ни единому моему слову. Вот только мы слишком давно знакомы для того, чтобы он сомневался в моих словах. «Ты ебанутый!» — наконец выдал он абсолютно спокойным голосом. «Нормально?» — возмутился я. «Это все, что ты можешь посоветовать?» «Надо было сразу отказываться от такой работы», — сказал он и налил еще по одной рюмке. «Ты хоть понимаешь, во что ты ввязался?» У меня выбора особо и не было. Бросил я дежурную фразу-отмазку. «Угу, сам-то в это веришь?» — спросил Генка. «Ладно, сделанного не воротишь. Давай, чтоб все сложилось». «А чего к чему складывать-то?» — спросил я после того, как принял на грудь еще 50 грамм. «Что мне делать-то?» «Я бы на твоем месте дождался СМС с ее именем», — немного подумав, ответил он. «Это же 20 лет. Может, ты ее уже бросишь 10 раз или ненавидеть начнешь. Но бежать сейчас, сразу...» «Да, Ген, тут ты прав», — согласился я. «Но мне кажется, что стоит ей об этом рассказать». «И если она нормальный человек, то тут же тебя бросит», — заключил тот. «А если нет, тогда ты ее бросишь. Вот куда ты спешишь?» «Все, отвали, наливай давай», — махнул я рукой, указывая на стол. «Это мы запросто», — пьяно улыбнулся он и схватил бутылку. «Но работа твоя говно, хоть за нее и платят столько». «Да ты что, Ген?» У меня тут же загорелись глаза. «Там такой азарт, это же каждый раз целое приключение». «Я все понять не могу», — вдруг замер он. «Тебя же арестовали. Как ты выкрутился?» «Адвокат сказал, что все улики косвенные», — ответил я. «Да это бред какой-то», — помотал он головой. «Ты пойми, сейчас век другой. Ты же с телефоном был, так?» «Ну да, так», — задумался я. «И что?» «А то, что любой, даже самый сраный специалист с нужной программой смог бы отследить твое передвижение по мобильному», — сказал Генка. «Ты пойми, достаточно того, чтобы ваши телефоны сели в машину и появились в месте убийства. И все», — он хлопнул в ладоши. «Этого было бы достаточно, чтобы обвинить тебя и закрыть лет на 10. «Блин, я об этом даже не думал», — почесал я макушку. «Это что же получается? Меня специально посадили к хлысту, специально привели к Перову». «Выходит так», — отсалютовал мне рюмкой Генка и опрокинул ее себе в рот. «А вот теперь подумай, кому это нужно и кому выгодно». «Понятия не имею».
Я повторил за другом фокус с рюмкой. — А что, если это все замутила твоя Оксана? — прищурился он. — Я тебе сейчас в глаз дам, — пригрозил я другу. — Она-то здесь при чем? — Я просто предположил, — отмахнулся он. — Ну, допустим, это сделал сам Перов. Специально, чтоб ты понял. — И что я должен понять? — пожал я плечами. — То, что есть другая сторона? Да это и так понятно. — Вот и мне тогда эта схема не очень ясна, — ответил он. — А вот с Оксаной все как раз ясно и логично. — Нет, я не верю, что она такая, — помотал я головой. Не может человек пожертвовать душой ради сына, сделать такое. — Это она тебе так сказала? — спросил Генка. — Или ты точно в этом уверен? — Все, Ген, отвали, иначе сейчас точно в морду получишь. Начал злиться я. — Ладно, ладно, — поднял он руки ладонями вперед. — Только ты не спеши, ладно? У тебя 20 лет впереди. — Ладно, — согласился я и, повертев пустую бутылку, поставил ее под стол. Затем встал и пошел к холодильнику за второй емкостью. Разбудил меня телефон. Голова не болела, но общее состояние все равно было не очень хорошим. Мысли едва шевелились, а пить хотелось ужасно. «Алло!» — хриплым голосом ответил я на звонок, кое-как взявшись за телефон. «Шеф, вы в порядке?» — отозвалась трубка голосом Валеры. «Вы вроде сами назначили на сегодня». «Угу!» — буркнул я. «В порядке, сейчас открою». Я подошел к домофону, дождался вызова и разблокировал доступ. Спустя несколько секунд в квартиру вошли Валера и Николай, тот, который первый. «Понятно», — сказал Валера, осмотрев мое жилище. «Имею право», — ответил я и пошел готовить кофе. «По клиенту не смотрели?» — спросил тот. «Некогда было», — отмахнулся я. «Понимаю», — хмыкнул первый. «Я посмотрю?» — спросил Валера, присаживаясь за компьютер. «Валяй!» — махнул я и нажал на кнопку приготовления кофе. Через какое-то время мы все вместе сидели с кофе около компа и изучали Саушкина Владимира Ивановича. Человек оказался весьма интересный. Как и большинство моих клиентов, этот точно так же являлся авторитетом в определенной криминальной области. В конце 90-х он имел целую сеть публичных домов. Дошел даже до импорта девочек. Ну, как и в любой такой истории, на него вышли люди закона. Активную деятельность пришлось свернуть, а заодно покинуть столицу. После чего он переехал в небольшой городок, в тот самый, где он заключал сделку. Здесь он обосновался эдаким местным царем. Весь городок работал только на его благо, а взамен получал покровительство сильного человека. Дом Саушкина больше походил на средневековый замок. Находился он на берегу реки и являлся местной достопримечательностью на фоне нищеты и разрухи города. Вся местная верхушка крутилась вокруг него и заглядывала в рот. Местные работали на дому у Владимира Ивановича. И вообще, все это больше походило на постановку. Саушкин играл роль некого барина, которому принадлежало все вокруг. Казалось бы, как такое возможно в наше время? Ведь есть интернет, есть СМИ, которые могут осветить подобный беспредел. Но, увы, подобное существует, даже в пределах ЦФО. Чем меньше город или поселок, тем проще этим всем управлять. Ну и ферзь, возмутился Николай. Да уж, поддержал его Валера. Такого даже наш бывший шеф себе не позволял. Мы смотрели на фото праздника, основанного в честь самодержца Саушкина. Тут тебе и народные гулянья, и театральные постановки, и прочее, прочее, прочее. Ну что, за дело? Потер я ладони. Думаю, что вечером вполне можно выдвигаться. Да как по мне, так хоть сейчас, высказал свое мнение первый. Сейчас так сейчас, махнул я. В душ схожу и поехали. Городок предстал перед нами во всей своей красе, как только мы пересекли черту указателя. Машину затрясло на ухабах и дырках в асфальте. — Да ядрит их мать! — ругался Валера, сидя за рулем крузака. — Да здесь со Второй мировой ремонта дорог не было, что ли? — Очень похоже на то, — усмехнулся я сравнению. — Как такое вообще местные терпят? — спросил Николай. — Я бы уже давно мэрию громил. — И сидел бы так же давно, — усмехнулся Валера. — А я, скорее всего, в соседней камере.
Мы дружно посмеялись над грустной шуткой. Пытаясь отыскать здесь гостиницу, едва подвеску не угробили. Найти ее сразу не получилось, а вот покататься по всему этому великолепию вышло замечательно. Встречный транспорт тоже не пестрил разнообразием. В основном это были разбитые АвтоВАЗ или очень древние иномарки. Что, в общем-то, логично. Ремонтировать нашу машину, к примеру, выйдет в хорошую копейку. А по местным жителям не скажешь, что у них эта копейка имеется. Однажды нам встретился такой транспорт, который в Москве увидеть просто невозможно. Мужик ехал на мотоблоке, к которому сзади был приделан самодельный прицеп. В этом прицепе ехала барышня и щелкала семечки. Ну, как в деревне, ей-богу. Сам городок представлял собой глухую провинцию, которая вытянулась вдоль реки. Улиц всего ничего, а пешком его можно пройти часа за полтора. Улицы грязные, всюду валяется мусор, но местных или все устраивает, или они просто этого не замечают. Не всегда и не во всем виноваты власти. Нет, бездействие людей, стоящих у руля, свое дело делает. Но вот сами люди. Почему они ходят и гадят всюду? Почему не выйдут один раз на улицу и не уберут все это безобразие? Почему не посадят цветы или хотя бы газоны? Для чего, разбираясь в своем гараже, они выносят кучу хлама и складируют его в край дороги? Неужели так сложно заказать для этого машину? Не знаю почему, но я думал об этом и злился на жителей этого города. Понятно, что власть здесь полностью куплена Саушкиным, но это не повод так опускаться самим. Может быть, начни они создавать вокруг порядок, властям захочется им помочь. А даже если нет, то при таком подходе люди будут иметь желание бороться с несправедливостью и такой властью. А когда ты сам гадишь там, где живешь, опускаешь руки перед элементарным порядком, то и стоящие у власти видят твой пофигизм. И вот он итог. Всем на все плевать. Гостиница оказалась вполне приличной. Хороший оборудованный дворик, беседка, качели, площадка с мангалом. Даже баня имелась. У нас на ресепшене поинтересовались, топить ли ее к вечеру. Не забыли и девочек предложить. Мы вежливо отказали, а вот вопрос о вкусной еде у нас стоял открытым. Молодой парень, который оформлял нам номер, порекомендовал заглянуть в местный ресторан, который так и назывался — «Ресторан». За это он получил от нас бонус в размере 1000 рублей. Глаза его загорелись, а мне его стало жалко. Даже при моих прошлых доходах я так не радовался 1000, хоть мелочью это и не считал. Было видно, что пареньку просто некуда деваться, а зарплата его оставляет желать лучшего. Как только мы разместились в гостинице, сразу же отправились ужинать. Ресторан, конечно, больше напоминал обычное кафе, но для местных, скорее всего, являлся именно таким. «Я представляю, как у них здесь обычная пивнушка выглядит», — забавлялся видом Николай. А мне все это напоминало мой родной город, из которого я с таким удовольствием и радостью уехал. Даже мысль о том, чтобы вернуться в него, была страшнее работы, на которую я согласился. И ведь у меня точно так же имелся местный царь, точно так же никогда не ремонтировали дороги, и с работой было не просто тяжело, ее практически не было. «Добрый день, вы Лебедев?» К нашему столику подошел какой-то тип. «Да», — удивившись, ответил я. «Вас и ваших друзей хочет видеть Владимир Иванович», — продолжил странный тип. «Это чем же мы ему так интересны?» — спросил Валера. «Об этом я не знаю», — ответил мужчина. «Мне велено передать просьбу серьезного человека». «Ну а если мы не хотим?» — с улыбкой поинтересовался я. «А я и не спрашиваю вашего желания». Тут достал из кармана корочки и ткнул мне ими в лицо. «Не хотите по-хорошему, пойдете по-плохому». Вот это номер! Они что, всех гостей так встречают? Или это только к нам относятся? Может, он что-то знает, этот Саушкин? Если он не дурак, то должен понимать, что скоро его срок. И в конце концов, откуда он вообще знает, кто я? Неужели он в курсе того, зачем я... Глава 15. Дом у Саушкина действительно представлял собой дворец. Мраморная отделка, высокие потолки в фойе, кожаная мебель и в завершение огромный камин. Такие только в английских замках можно увидеть. Тесанный камень с шикарной резьбой,
Топка такая, что в него можно войти пешком. Ну и, само собой, огромный портрет хозяина над каминным порталом. Сам Владимир Иванович сидел в кресле рядом с камином. Для гостей здесь же расположился диван. Мы с Валерой и Первым уселись в него. Хозяин уже был на месте. «Добрый вечер, Максим Александрович», — вежливо поприветствовал меня преклонного возраста человек. Череп его был абсолютно лысый, отчего лицо казалось крупным. Да и с волосами-то его мелким не назовешь. И это при том, что сам хозяин был невысокого роста. Отвращения в целом он не вызывал и совсем не походил на торговца людьми. В моем представлении на такое способен какой-нибудь моральный урод с отвратительной внешностью. Но в случае с Саушкиным внешность была обманчива. Может быть, именно из-за этого он так и поднял свой бизнес. Люди просто велись на его добродушную внешность и сами загоняли себя в ловушку. «Считаете, что оторвать гостей от ужина — это добрый вечер?» — нахально огрызнулся я. «Или у вас так принято?» «А вы действительно смелый молодой человек», — приподняв бровь, якобы удивившись моей наглости, произнес хозяин дома. «Я много слышал о вас». «Надеюсь, ничего хорошего?» — продолжая усмехаться, спросил я. «Максим Александрович», — уже с нажимом произнес Саушкин, — «я ведь с вами вежливо разговариваю, не так ли?» «Вы, Владимир Иванович, можно сказать, ложку изо рта у меня вытащили». Никак не мог успокоиться я. «Это вы считаете вежливостью?» «Тем не менее, я с вами разговариваю, а мог бы приказать бросить вас в подвал», — произнес тот. «И что помешало?» — спросил я. «Обыкновенное человеческое любопытство», — охотно ответил Саушкин. «Интересно посмотреть на человека, который приходит за твоей душой». У меня внутри все опустилось. Откуда он может об этом знать? Где я так засветился? Все мои клиенты мертвы, а обо мне из посторонних знает только Перов. Но ему нет смысла общаться с такими типами. Тогда как? «Ломаете голову над тем, как я узнал?» — спросил тот. Видимо, все мои эмоции были написаны на моем лице. «Вы умеете подстегнуть любопытство», — уклонился я от прямого ответа. «Ваш бывший начальник, Василий Николаевич, мой хороший друг», — улыбнулся Саушкин. «Само собой, как только он сгорел в вашем автомобиле, я начал копать. В полиции у меня тоже остались связи». «Это он вам, Василий Николаевич, посоветовал душой торговать?» — поинтересовался я. «Вы проницательны», — кивнул он. «Ну, раз мы все в курсе, кто и зачем здесь присутствует, перейдем к делу». С наглой ухмылкой развалился я на диване. «Ха-ха-ха!» — расхохотался Владимир Иванович. «Вы что, считаете меня полным идиотом?» «А вы, видимо, полагаете, что у вас есть выбор?» — ответил я вопросом на вопрос. «Выбор есть всегда, молодой человек», — уже вполне серьезно произнес он. «Не в вашем случае», — оборвал я хозяина дома. «Я хочу, чтобы вы связались со своим хозяином. У меня к нему есть предложение», — сказал Саушкин. «Боюсь, второй души для продолжения торгов вы не имеете, а ваша уже и так ему принадлежит», — усмехнулся я. «Так что не вижу смысла беспокоить моего босса». «Ошибаетесь, Максим Александрович». Владимир Николаевич щелкнул пальцами, и к нам подвели какую-то девчонку. Тощая, с синяками вокруг глаз, в каких-то замызганных джинсах. Худоба была явно неестественного происхождения. Да что там говорить, у нее на лбу было написано «Дайте дозу». Вот Анжела, он сделал паузу и посмотрел на нее. «Анжела ведь, верно?» Девчонка кивнула, а Саушкин продолжил. Вот она великодушно решила пожертвовать свою душу вместо моей. «Это правда?» — спросил ее я. «Да», — ответила она. «Это твое добровольное решение?» — переспросил я. «Ну не твое же!» — огрызнулась наркоманка. «Как скажешь», — усмехнулся я и обратился к хозяину дома. «Для такого решения незачем беспокоить босса. Я уполномочен решать данный вопрос». «Ну вот и замечательно», — хлопнул в ладоши Саушкин. «Давайте закончим с делами, и я сам лично угощу вас ужином». «Собирайтесь, поехали», — встал я с дивана. «Нужно попасть в место заключения сделки. Вам обоим». Последнее я сказал с небольшим нажимом. «Надо так надо», — кивнул Владимир Иванович. «Собираемся, мальчики». На 3 машинах мы выдвинулись к нужному мне месту. Единственной проблемой было то,
что Валеру и первого они так и не отпустили. Когда мы добрались до нужной точки и выбрались из машин, Саушкин приказал приставить к вискам моих друзей, а заодно и к моему, стволы пистолетов. Меня просто трясло от адреналина, ведь я на самом деле даже не предполагал, как теперь выкручиваться. Весь мой расчет был на то, чтобы успеть коснуться груди Саушкина. Ну вот не брал я в расчет того, что мои люди тоже попадут на прицел. Конечно же, я боялся получить пулю в висок, но, помня предыдущий случай, верил, что вновь обрету жизнь. Не факт, но 90% уверенности было. «Встаньте напротив друг друга. Мне нужно коснуться вас обоих», — начал я свое шоу. «И уберите стволы от моих людей». «Нет, парень, стволы останутся на месте», — усмехнулся Саушкин. «Как хотите», — согласился я, увидев слабый кивок от Валеры. Он-то знал, чего я собираюсь провернуть. Видел подобный ход от меня. 2 удара сердца, и я вскинул руки, чтобы коснуться обоих — девушки-наркоманки и Саушкина. Вот только девушку я трогать и не собирался. Как только моя рука коснулась груди Владимира Ивановича, я тут же потерялся на просторах вселенной. Под ногами вновь раскрылась бездна, появилась боль в виске, и наступила темнота. Я уже не видел, как Валера одним змеиным движением перехватил пистолет и начал убивать людей Саушкина, как куропаток в тире. Ничуть не уступая своему начальнику, первый занимался тем же самым. Буквально за пару секунд они успели положить всех. Люди Саушкина даже дернуться не успели. Ну, разве что кроме того, который прострелил мою голову. Где я пришел в себя, даже и не понял. Хотя правильнее будет сказать «воскрес». Ощущения такие, будто бухал несколько недель, не просыхая. Голова как будто залита свинцом до самого предела. Ватность во всем теле. И сушняк, такой сильный, будто во рту у меня сама великая пустыня Сахара. «Дайте попить!» — еле слышно прохрипел я. «Ох, нихуя себе!» — послышался чей-то голос. «Валер, ты что, ебнулся совсем? Ты мне зачем живого притащил? Я, по-твоему, кто?» «Сема, ты о чем?» — послышался голос Валеры. «Что значит о чем?» Видимо, голос принадлежал Семе. «Иди сам посмотри». Что-то зашуршало, меня начали ворочать, и вдруг я увидел свет. Хотя он и был тусклым, но по глазам все равно резанул. Я попытался прикрыть их рукой, но ничего не получилось. Наконец до меня дошло. Валера и первый замотали меня в какую-то херню и привезли к своему знакомому, чтобы сжечь в топке. «Шеф, твою мать, как?» — только и смог вымолвить тот. «Я же видел. Так не бывает». «Бывает, Валер», — прохрипел я. «Дай попить, а?» К моему лицу поднесли горлышко и опрокинули. По инерции я сделал сразу пару больших глотков. Еще 3 пришлось сделать потому, что горлышко от меня так и не убрали. Вместо воды этот Сема влил в меня грамм 200 водки, сука. Я зашелся в кашле и едва смог удержать рвотный рефлекс. «Ха-ха-ха!» — заржал Сема, глядя на мою реакцию. «Блядь, да дайте воды!» — не менее хрипло попытался выругаться я. «И развяжите это дерьмо!» «Глаза закрой лучше», — предложил Валера, а я решил воспользоваться его советом, понимая, что сейчас будет. Едва я прикрыл глаза, как меня начали катать по полу, пытаясь размотать сверток, в котором я находился. Пришлось вновь сдерживать рвотный рефлекс. «Ну ты и мудак», — сказал я Семе, едва оторвался от полторашки с водой. «Ну ведь полегчало», — смотрел на меня работник котельной с глуповатой улыбкой. «Валер, вы что, всю братву Саушкина сюда привезли?» — спросил я у своего подчиненного. «Да ты что?» — отмахнулся тот. «Всех там бросили. Тебя вот хотели по-человечески». «Хорошее у вас понимание человечности», — хохотнул я. «Вы бы еще вначале на куски порубили». «Ну, мы хотели вначале», — виновато посмотрел в пол он. «Только вы и так в багажник вошли». Я едва водой не подавился, когда это услышал. А вот, кстати, интересно, если меня сжечь, я оживу? Нет, пробовать, конечно же, не буду, но интересно. А из расчлененки я как буду восстанавливаться? Или меня сразу много станет? — Что смешного? — спросил Валера, глядя на мою глупую улыбку.
Да так, всякая ерунда в голову лезет, — отмахнулся я. Спасибо, Валер, что не бросили. Неизвестно, как бы я смог оттуда выбраться. Вы извините, с какой-то опаской стал разговаривать со мной он. Я не знал, что вы так умеете. Я когда увидел, как вас там, застрелили, убили, с усмешкой произнес я. Говори, Валер, не стесняйся. Грубый вы и не женственный, немного подумав, выдал Валера. И мы тут же грохнули от смеха. Напряжение тут же спало, и я начал расспрашивать, как и чем дело закончилось. В общем, живой осталась только девушка, которой первой угрожал расправой, если та хоть раз еще возьмется за наркотики. И, как сказал Валера, и ведь он проверить может. Девчонка перепугалась так, что, скорее всего, не только пагубную привычку бросит, но как бы и в монастырь не подалась. С тропами поступили просто, оставили их там. Забрали только меня и Саушкина. Уж больно его тело выделялось на фоне всеобщей картины. Местные, скорее всего, спустят все на тормозах, преподнесут как разборку среди группировок. Хотя гарантий, естественно, никаких. Ну, время покажет. Я, конечно, с трудом верю в то, что такую бойню смогут спрятать под видом стрелки ОПГ. К концу смены Семы мы все втроем еле могли разговаривать, настолько были пьяны. Крузак пришлось бросить прямо у котельной, а самим под видом дров добираться на такси до дома. Утром голова была еще тяжелее, чем вчера после пробуждения от смерти. Пришлось перевернуть половину содержимого аптечки, прежде чем я смог обнаружить заветную таблетку аспирина. Она, кстати, оказалась последней, так что если не поможет, придется топать в аптеку. Вроде помогло. Минут 15 и стало немного легче. Я сварил кофе и вышел на свежий воздух. Прикурил сигарету, развалился на кресле, которое стоит на балконе, и мои мысли постепенно начали возвращаться к привычному бегу. Нужно позвонить Оксане. Я ведь не разговаривал с ней с тех самых пор, как побывал у Перова. Вот только теперь у меня какой-то мандраж от одной мысли о ней. А вдруг они правы, в смысле Перов и Генка? Вдруг она не та, за кого себя выдает? Я же сейчас буду присматриваться к ней, постоянно искать какие-нибудь намеки. Как же было все просто. Но нет, нужно вбить человеку в голову какую-то чушь, чтобы он места себе не находил. Может, стоит с ней поговорить? А что я ей скажу? Ты, мол, меня не обманываешь случаем? Не за этим ли ты меня соблазнила, чтобы душу свою выкупить? Бред. Но ведь сомнения действительно есть, а от этого на душе будто кошки скребут. Чувство такое, как будто я копаюсь в ее телефоне в надежде уличить в измене. Тьфу, аж самому противно. Алло, привет, любимая. Не выдержав, я все же набрал ее номер. Как ты там у меня? Скучаю, отозвалась она в трубку. Ты не звонишь, не пишешь, все в делах. Так и ты не звонила. Впервые упрекнул я ее. А вдруг я позвоню в самый неподходящий момент? Спокойно отреагировала она. Ты будешь выслеживать очередного клиента, а тут я со своим скучаю. Я тебе уже говорил, что просто обожаю твой ум. Подлизался я. Нет, не говорил. Хихикнула она в трубку. Ах, каков нахал. Пожурил я сам себя. Как Дениска? Все хорошо, о тебе спрашивал. Тут же отозвалась она. Интересуется, вот когда ты снова соизволишь посетить нас. Так ты что, не на работе сегодня? Вдруг удивился я. Какая работа? Сегодня же суббота. Точно так же удивилась она. С тобой все в порядке? Все хорошо. Немного задумавшись, ответил я. Просто дни перепутал. Мне казалось, что сегодня пятница. Ой, у меня тоже такое бывает. Захохотала она. Только обычно пятница мне мерещится с понедельника. А знаешь что? Вдруг решился я. Сейчас я за вами заеду, и мы пойдем гулять. Замечательная мысль. Я опять почувствовал, как она улыбнулась. Через сколько тебя ждать? Думаю, через 1,5 часа. Я посмотрел на часы. Да, 1,5 часа. До встречи, попрощалась Оксана. До скорой встречи. Бросил я в трубку и побежал в душ. В качестве гуляния мы выбрали поход в кино. Затем посидели в пиццерии. Потом мы просто болтались по Арбату. Художники рисовали нас,
Фокусники показывали чудеса. Денис был в полном восторге от этих волшебников. А еще мы сидели в кафе под навесом, несмотря на осеннюю прохладу, ели мороженое и слушали уличных музыкантов. Глава 16. Незаметно подкрался вечер, и встал вопрос, а что, собственно, дальше? Хотя вопрос решили мгновенно. Вызвали такси и отправились домой к Оксане. Хоть до моей квартиры и было пару шагов, она наотрез отказалась идти ко мне. «Пойми, я ничего против твоей берлоги не имею», — начала объясняться она. «Напротив, у тебя очень даже прилично. Но Денис должен спать в своей кровати, а не на диване в гостиной. К тому же у тебя открытая спальня». «Вот с последним соглашусь», — улыбнулся я. «Не лучшая идея». «Так что поехали ко мне», — поцеловала она меня в щеку и с улыбкой добавила. «И не капризничай». Мы посидели на кухне, немного поговорили с Денисом о его новой компьютерной игре, которая не хочет идти на его старом чемодане. Так что я охотно согласился подарить ему новый, за что тут же был награжден испепеляющим взглядом от Оксаны. «Ты мне его еще избалуй», — строго сказала она. «Пусть вырастет капризным и неприспособленным к жизни». «Ну, Оксан, ты его недооцениваешь», — заступился я за Дениса. «Да, мам», — сразу включился тот. «Ты мне здесь еще подакай», — строго отреагировала она. «Мал еще, а ну брысь спать, время уже 11 час». «Всего-то 5 минут», — огорчился пацан. «Так», — Оксана встала в позу, руки в боки. «Дай нам с Максимом наедине побыть». «Все, понял, ухожу», — сказал Денис и заговорщицки подмигнул мне на выходе из кухни. «Вот же обормот», — с улыбкой сказала она, заметив знак сына. «Перестань, он отличный парень». Усадил я девушку себе на колени и обнял. «Вот именно, а ты мне его испортить пытаешься». Она шутливо попыталась оттолкнуться, но я притянул ее к себе и поцеловал. Оксана тут же тяжело задышала, а глаза ее заблестели. Стали мы одновременно и едва не свернули вазу с конфетами со стола. Оксана тихо хихикнула и потянула меня за руку в спальню. Халат скользнул на пол, и она предстала предо мной обнаженная в глухом свете ночного торшера. Я набросился на нее с глухим рычанием, впился губами в груди, обхватил руками за тонкую талию и прижался к ней всем телом. Она задрожала и обняла мою голову, стараясь еще крепче сплести наши объятия. Я спустил свои поцелуи на ее плоский живот, опускаясь все ниже и ниже. Дрожь стала бить Оксану все чаще и чаще, а в тот момент, когда я коснулся кончиком языка ее самого заветного места, она выгнулась дугой и издала протяжный вздох. Схватив меня за волосы, Оксана подняла меня на ноги и толкнула на кровать, после чего оседлала меня в одно движение. Я вошел в нее, такую мокрую и горячую. «Горе от ума» есть такое произведение и состояние по жизни. Нет бы наслаждаться моментом, переплетаться телами и дарить друг другу страсть и любовь. Так нет же, я начал наблюдать за ней и пытаться понять, не симулирует ли она. Вправду ли ей со мной так хорошо? Само собой, что в такие моменты, когда два человека становятся единым целым, эмоции тоже делятся на двоих. Оксана почувствовала мои сомнения. Она остановилась и, оперевшись руками, нависла над моим лицом. Ее волосы щекотали мне нос, но меня это ничуть не беспокоило. Наши глаза встретились. «Что-то не так?» — спросила она. «Что ты, все отлично», — ответил я и попытался продолжить движение. Однако Оксана сжала ноги и остановила меня. «Ты врешь мне, я же вижу», — не отводя от меня взгляда, сказала она. «Да с чего ты это взяла?» Я попытался изобразить удивление. «С того, что мне не 15 лет, и у нас не первое свидание», — ответила она. «Я знаю, как ты умеешь любить. Что с тобой? Ты весь день где-то в другом месте». «Сейчас я в тебе», — указал я глазами вниз. «Тогда почему мне кажется, что ты в ком-то другом?» Все так же удерживая меня, спросила она. «Я тебе надоела?» «Как тебе такое вообще в голову пришло?» — усмехнулся я. «Да я готов на тебя молиться, глупая». После этих слов Оксана улыбнулась и стала медленно подниматься. И как только мне показалось, что я сейчас из нее выйду, резко опустилась назад. Мир вокруг тут же замер.
Я больше не сомневался. Я принял решение. В эту ночь мы познали другие грани себя. Оксана уже не стеснялась своих стонов, хотя в особо громкие моменты утыкалась лицом в подушку. Но думаю, что Денису было прекрасно слышно. Утром Оксана с улыбкой готовила завтрак, а я убежал курить на улицу. Когда я вернулся в квартиру, она протянула мне мой телефон и кружку кофе. «Кажется, тебе сообщение», — улыбнулась она. «Спасибо», — принял я телефон и разблокировал его по отпечатку. «Что там?» — с шутливой серьезностью поинтересовалась она. «Бабы пишут». «Да ты что?» Я едва кофе не расплескал, а Оксана звонко расхохоталась. «Ладно уж, кури на балконе», — с улыбкой разрешила она. «Я же знаю, сейчас с кружкой на улицу побежишь». Я поцеловал ее в щеку и вышел на балкон. Поставил кружку на подоконник и с удовольствием прикурил. Залез в телефон и, наконец, открыл сообщение. Вот так сюрприз! У меня едва челюсть не упала. На этот раз мне предстояло забрать 13 душ. Срок исполнения 2 месяца. И все эти люди заключили сделку на одном месте. Может быть секта, может быть по групповому сговору. Вот только 25 лет прошло, и сейчас все эти люди разбросаны по России-матушке. Хотя нет, все они проживают в одном городе. Об этом мне уже сказала краткое досье. Ну ладно, разбираться с этим будем завтра. Сегодня у меня выходной. С балкона я вышел с задумчивым видом, что не осталось незамеченным со стороны Оксаны. «Что там?» — спросила она. «Все так плохо?» «Не переживай, это по работе», — отмахнулся я и попытался сделать беззаботный вид. «Ничего такого». «Угу, по тебе заметно», — кивнула она. А затем, подумав, ткнула мне пальцем в лоб и продолжила. «Если ты меня обманываешь, я тебя убью. И не нужно так улыбаться, я знаю, что это невозможно. Поэтому убивать буду с особой жестокостью». «Это что, угроза?» — разыграл я удивление. «Самое что ни на есть», — с улыбкой ответила она и поцеловала. «Бегом завтракать». «Я не завтракаю», — заупирался я. «Ты же знаешь, вот не лезет в меня еда по утрам». «Тулпешка», — улыбнулась она и направилась в кухню, где уже завтракал Денис. «Какие планы у нас на сегодня?» — крикнул я из спальни. «Я хочу в оперу!» — крикнула Оксана. «Фу, мам!» — послышался комментарий сына. «Это же скучно!» «А тебя никто и не заставляет туда идти!» — ответила она и посмотрела на меня, стоящего с большими от удивления глазами в арочном проеме кухни. «Правда, Максим?» «Оксан, ну ты что? Где я и где опера?» — попытался отвертеться я. «Значит так, мальчики!» — с довольным видом сказала она. «Мама хочет в оперу, и не нужно портить ей веселье. Я и так для вас все делаю». «Все», — поднял я руки вверх. «Я сдаюсь». «Вот и умница», — обворожительно улыбнулась она и перевела взгляд на сына. «Ну я что, лысый?» — буркнул Денис, глядя в стол. «Вас же одних никуда отпускать нельзя». Мы посмеялись, а затем я засел в интернете в поисках билетов на данное мероприятие. Ну а так как мои познания в данной области были не то что нулевые, а скорее даже с жирным минусом, пришлось звать на помощь Оксану. Вместе мы быстро нашли то, что, по ее мнению, должно быть хорошо, и я произвел оплату. До вечера мы решили сходить на выставку робототехники, которая проходила на ВДНХ. Ну а затем настал тот самый час, когда необходимо менять джинсы на приличную одежду и двигать на культурное мероприятие. Всю суть подвоха я понял уже на месте. Так как денег у меня было неприлично бесконечно, то и места я выбирал из расчета «дорого значит хорошо». Ну и кто бы мог подумать, что в одной ложе вместе с нами окажется Адам. «Ох, какая встреча, Максим Александрович!» — с улыбкой поприветствовал он нас. «Оксаночка, мое почтение!» «Здравствуй, Денис!» Мы вежливо поприветствовали друг друга и сели каждый на свои места. Адам оказался сразу по мою левую руку. «Не знал, что вы посещаете подобные мероприятия», — завел он разговор. «Я и сам не знал», — ответил я. «Ха-ха-ха, я понимаю. Женщины могут быть очень убедительны», — снова захохотал мой босс. «Смотрю, у вас все складывается наилучшим образом». «Да, спасибо, все замечательно», — вежливо ответил я.
А вы пришли сюда в одиночестве или тоже кого-то сопровождаете? Мои дамы сидят прямо перед вами. Развел он руками, указав на 3 ослепительных красоток, сидящих на ряд ниже нас, чуть впереди. Желаете присоединиться? Ха-ха-ха. Боюсь, Оксана не оценит, отказался я. Я могу найти ей неотложное дело, заговорщическим тоном на ухо сказал он. И, подмигнув, снова расхохотался. Нет, спасибо, у нас все замечательно. Улыбнувшись, ответил я, хотя на самом деле мне стало как-то неуютно. Бросьте, Максим Александрович, я же специально издеваюсь над вами. Толкнул он меня локтем в бок. Как вам работа? Все нравится? Замечательная. Вот только никак не могу привыкнуть к срокам, ответил я. Ну и последнее меня немного смутило. Ох, за последнее вообще переживать не стоит, расхохотался Адам. Это всего лишь кучка моих преданных фанатов. Они с радостью сами побегут за вами. Единственная проблема в том, что вам необходимо собрать их и доставить до места. Я от чего-то так и подумал, кивнул я. Кажется, начинают. О да! Адам с восторгом похлопал в ладоши. Сегодня моя любимая постановка. Ха-ха-ха, в мою честь. Вы бы видели костюм, изображающий меня. О, это что-то. Вы не могли бы вести себя потише? К нам обернулась какая-то женщина с первого ряда кресел. Вы не могли бы перестать трахаться с инструктором по фитнесу? Без какой-либо задержки сразу ответил ей Адам. А то я за рогами вашего мужа ничего не вижу. Ха-ха-ха. Что ты там вякнул, козел? Тут же отреагировал тот. Сядь на место, рогоносец. Резко осадил его Адам. Или ты хочешь, чтобы она узнала о тех малолетках, которых ты покупаешь у Ашота? Что? О чем говорит этот человек? Мгновенно переключилась на своего мужа женщина. Игорь, в чем дело, я спрашиваю? Мужик налился краской и, стиснув зубы, вышел из ложи. Женщина тут же побежала за ним. Кажется, у них сегодня будет очень крупный скандал. Адам хохотал над ними, как ребенок. Он забавлялся, как мог. А мне рядом с ним становилось все больше и больше не по себе. «Нет, ты видел?» Он снова толкнул меня локтем в бок. «Она хотела поставить на место меня!» Едва я открыл рот, чтобы ответить, Адам остановил меня жестом. Началось представление. Опера мне не понравилась, от слова совсем, но Оксана была в полном восторге. Адам обмолвился со мной еще парой дежурных фраз и, обняв хохотавших вместе с ним в голос девиц, направился на выход из театра. Перед самым выходом он обернулся, подмигнул мне и опять захохотал. После оперы мы втроем направились домой. Время уже перевалило за 9 вечера, и остаток этого самого вечера мы хотели провести в спальне. «Он всегда так хохочет?» — спросил я Оксану, когда мы остались вдвоем. «В общем, да, ни разу не видела его серьезным», — ответила она. «Он или развлекается, или злой. Последнее лучше не видеть». «Почему?» — спросил я. «Страшно?» «А ты как думаешь?» — ответила она. «Однажды его разозлил посетитель. Разозлил просто непробиваемой тупостью и занудством. Так мне потом бригаду из химчистки пришлось вызывать. Адам разорвал его на молекулы, или не знаю на что. Этим человеком был забрызган весь кабинет, а от него не осталось даже костей. Мне пришлось объяснять уборщикам, что это просто коровья кровь. Да, опасно попадать ему под горячую руку, согласился я. Еще бы, подтвердила Оксана. И это я тебе не самый страшный эпизод рассказала. Но меня он не трогает, со мной всегда хохочет. Это хорошо, посмеявшись, сказал я. Хотел вначале сказать «слава Богу», но для него эта фраза неуместна. Она улыбнулась моим словам и села на меня верхом. «Я требую продолжения», — с озорным блеском в глазах сказала она. «Ну, раз девушка требует, разве я могу отказать?» Утром я с удовольствием курил на балконе, периодически перебивая табак глотком кофе. Выспаться, конечно же, не удалось, но это ничуть не омрачало моего настроения. Я уже обдумывал планы на сегодняшний день и вскоре собирался позвонить Валере. Денис уже пошел в школу, так что примерно через 40 минут они с Оксаной уедут. «Я решила», — заглянула она ко мне на балкон с какой-то загадочной улыбкой. «Не понял», — обернулся я. «Давай жить вместе», — быстро выпалила она
чмокнула меня в нос и исчезла за дверью, даже не дав мне отреагировать как следует. Ну вот, отличная новость. Осталось обсудить, где, как и когда. Ну, думаю, мы сможем решить эти вопросы. Из дома мы вышли все вместе. Буквально через 5 минут должен был подъехать Валера. Оксана усадила Дениса в свою машину и подошла ко мне. — Позвони мне, — сказала она. — Обсудим наше будущее. — Еще как позвоню, — ответил я и впился в нее губами. Затем она села в свою машину, а буквально после ее отъезда появился Валера. — Чем займемся? — спросил тот. — Чертовой дюжиной, — усмехнулся я и разблокировал телефон, чтобы показать ему СМС. — Вот это да! — выпучил он глаза от удивления. — Это шутка, надеюсь? — Увы, — ответил я, — шуткой здесь и не пахнет. Это какая-то секта. Я видел босса, он мне так это все объяснил. — Могут быть проблемы, — задумчиво сказал Валера. — А когда у нас все было гладко? — спросил я и тут же сам ответил. — То ли еще будет. — Сплюньте, — посоветовал тот, и я тут же воспользовался его советом. — К вам? — Да, вызывай первого, — кивнул я. — Будем решать задачу. Как всегда, у меня вначале была атакована кофемашина. После того, как каждый получил по своей кружке бодрящего напитка, мы уселись за компьютер. Прочитали досье, изучили все, что смогли на просторах интернета, и крепко задумались. — Я не знаю, как мы будем собирать 13 человек, — откинулся на спинку первый. — Вот хоть режьте, но я считаю это задание невыполнимым. По крайней мере, не в эти сроки. — Нет, Коль, — ответил я ему, — именно в эти сроки мы обязаны уложиться. — Есть у меня одна мыслишка, — задумчиво произнес Валера. — Но зависеть она будет от одного моего знакомого. — Не томи, Валер, — поторопил его я. — В общем, если нам купить или взять на прокат нужную машину, и если получится сделать кое-какие корочки, то все может получиться, — выдал он. Вот только мы ничего не поняли. Нет, то, что нам нужно купить и сделать, было как раз понятно. Но вот сам план действий остался только в его мозгах. — Валер, сейчас в глаз получишь. Решил перейти я на угрозы. — Не, мне нельзя, — начал похихикивать он. — Вон первому лучше дайте. — Валер, — с нажимом произнес я, — выкладывай уже. — Да все просто, — кивнул он. — Нам нужен Мерседес Вита, черный, тонированный в круг. Желательно на блатных номерах, но это вообще не проблема. Мне их напечатают за минуту и даже в базу не внесут. А еще нам нужны корочки конторы. — Что за контора? — затупил я, и они оба уставились на меня как на идиота. — ФСБ, Максим Александрович, — ответил Валера. — И зачем нам этот цирк? Не совсем понял я задумку. — Проведем спецоперацию по захвату опасной секты, — начал он прояснять детали. Можно даже с применением усыпляющих дротиков. Я такие тоже смогу достать. Ну а чтобы у ментов вопросы не возникли, будем корками у них перед рожей махать. — А менты у нас идиотами стали? — ухмыльнулся я. — Или они подделку от реальных документов не отличат? — Поэтому и говорю, что все от моего знакомого зависит, — сказал Валера. — Если он даст добро, то корочки будут реальные. — Валер, по-моему, ты что-то путаешь, — скептически отнесся я к такому подходу. Сейчас не 90-е, и рисковать с такими вещами никто не согласится. — Максим Александрович, вы недооцениваете силу денег, — заявил тот. — Ладно, план подтверждаю, но только как план «Б», — согласился я. — Готовь документы. В любом случае, когда-нибудь они пригодятся. — А какой будет план «А»? — спросил первый. — Есть у меня подозрение, что эти парни и девчата сами согласятся, — сказал я. Притом добровольно и с улыбками. — Будем надеяться, — согласился Валера. — Когда выезжаем? — Готовишь документы, находим машину и вперед, — сказал я. — Так что все зависит от тебя. — Принял, — ответил Валера и кивком головы позвал за собой первого. Они покинули мою квартиру, а я, подумав немного, решил посвятить остаток дня поиску главного сектанта и его изучению. Мне нужно было узнать о нем как можно больше, попытаться понять его. Я всегда так делал, когда мне предстояли сложные переговоры, еще на той, старой работе. Когда примерно понимаешь, чего ждать от человека,
общаться с ним становится легче. В этом всегда помогают социальные сети, фотки у друзей, какие-нибудь истории. В общем, все. Я, бывало, так пару дней мог провести в поисках информации и слухов. Даже речь часто имитировал, как бы репетируя развитие и ход переговоров. И как бы смешно в те моменты я не выглядел, мои переговоры всегда приносили хороший результат. Сейчас от этого результата зависело все. Если он мне не поверит, то остальных членов секты мы будем гонять по всей стране. Люди, которые продают души, как я уже успел заметить, не бедствуют. В средствах не стесненные и связями обросшие. Весь этот цирк с корочками может нам еще боком выйти. Но вот если их лидер лично скажет им, что сам хозяин призывает их, то это все облегчит. Фанатики, что с них взять? Но сейчас это моя единственная лазейка. Мне просто необходимо влезть в их шкуру. Можно даже ритуал какой-нибудь замутить для большей убийства. Глава 17. Лидера секты звали Юрий Львович, но свои его называли просто гуру или учитель. Все как обычно в таких организациях. Учитель, пара верных последователей и куча лохов, на которых, собственно, и стоит любая секта. В случае с Львовичем верных последователей набралось аж 12 человек. Все они имели власть как в самой организации, так и за ее пределами. Каждый из них владел либо сетью магазинов, либо крупным предприятием. И, естественно, все лавры за успешную жизнь были адресованы моему боссу. Об этом неоднократно говорилось на всех сборищах, и каждый раз ставилось в пример. Юрий Львович один раз в месяц, как правило 13 числа, собирал все стадо и читал им мотивирующие лекции. Многие люди слушали, развесив уши, наиболее податливые вступали в секту. Из них тут же начинали тянуть все соки. Обряд посвящения заслуживает отдельного внимания. Здесь организовывались целые оргии с участием посвящаемого. При этом трахались все и со всеми. Но для начала нужно было принести жертву, конечно же, кровавую. Гарантировать, что они не резали людей, не возьмусь, но официально все было в рамках закона. Дьявола называли просто «светлейший», а все проповеди подгонялись так, что со стороны закона не подцепить. Об учителе в интернете имелось много статей. Помимо всего прочего, он позиционировал себя как лекаря и предсказателя. Даже не удивлюсь, если подобные таланты он действительно имел. Когда продается душа, взамен можно попросить много чего. И сверхъестественные способности не исключение. Естественно, магией, как в кино, владеть не получится. Но вот общаться с мертвыми, видеть будущее и даже двигать предметы силой мысли вполне реально. В отличие от своих апостолов, как их называл Юрий Львович, он не имел ничего. Ни заводов, ни магазинов, ни даже собственности вообще. Как он говорил, все материальное меня не волнует. Я посвятил всю свою жизнь службе светлейшему. Хоть гуру и живет непосредственно в сектантском поселке, но дом себе там отгрохал по последнему слову техники. Может, ему и чуждо оформлять на себя какое-либо имущество, вот только отказывать себе любимому он совсем не желает. В этом самом поселке он имеет все, что его душе угодно. Начиная от квадроциклов для охоты и просто прогулок, и заканчивая вертолетом, который помогает ему быстро передвигаться для решения серьезных вопросов. Понять, фанат он своего учения или грамотно притворяется, я не смог. Нужно все-таки личное общение. Если он фанатик, то задача облегчается раз в 100. Мне будет достаточно просто представиться посланником Светлейшего. Если нет, тогда все становится сложнее. Нужен какой-то хитрый подход. Здесь может сыграть свою роль легенда, что его душу я не трону, забрав взамен души его апостолов. Ну а затем уже действовать по обстоятельствам. Вообще мне даже интересно, смогу ли я забрать сразу столько душ. Каждый раз я едва могу отойти от этого, чуть ли не на следующий день. Все же эмоции и ощущения очень сильные. А здесь их 13. Но делить их на разные дни не получится. Увидев судьбу своих товарищей, они могут разбежаться с перепугу. Ну кому хочется умирать, когда в жизни все покрыто толстым слоем шоколада? В течение 2 недель Валера пробивал и готовил план «Б».
Первого через пару дней после нашего общего собрания отправили в секту. У них как раз проходило выступление гуру, так что внедрить Николая получилось относительно легко. Вот только до главных представителей секты доступ ему был ограничен, поскольку мал еще и глуп. Нужно вначале все ступени до посвящения пройти, и после него тоже как следует попотеть придется. Так что пока свою верность не докажешь, верхушку айсберга увидеть тебе не дадут. Нет, на выступления и проповеди приходить обязан, но до общения даже с апостолами еще дорасти следует. Вроде бы казалось, что смысла во внедрении шпиона нет, но первый умело лавировал между слухами и обсуждениями и умудрялся отделять зерна от плевел. Так что к концу подготовки Валеры мы уже достаточно знали и понимали о внутреннем устройстве данного общества. Так оказалось, что учитель действительно является фанатиком, потому как притворяться настолько правдоподобно и на постоянной основе сможет далеко не каждый. Возможно, изначально так и было, но впоследствии самодисциплиной он сделал из себя верного подданного светлейшего. А возможно, все было еще проще. Узрев своего господина, Юрий Львович как раз и превратился в такого ярого поклонника Адама. Для нас это была отличная новость, и мы решили, что дело у нас в кармане. После того, как я с почестями прибыл в Новосибирск, а вся эта братья обитала именно здесь, Валера кинулся на прием к гуру, чтобы оповестить того о прибытии меня. Весь расчет строился именно опираясь на фанатизм учителя, так что кортеж моего прибытия был знатным. Мы специально наняли в сопровождение один из ЧОПов Москвы, сразу предупредив владельцев, что это временно и должно выглядеть круче, чем у президента. Не прогадали. К гостинице я подкатил на лимузине, который забрал меня из аэропорта, прямо с частного рейса. Спереди и сзади меня сопровождали по две черных машины со спецсигналами. Местные жители даже оборачивались на мой кортеж, а уже к вечеру в социальной сети поднялся шум. Все обсуждали, что же за шишка прибыла в город. Гостиницу тоже выбирали подороже и пошикарней, дабы подчеркнуть мою независимость от материального мира. В общем, я не скупился, и мишура получилась очень яркая и красивая. И Юрий Львович клюнул. На утро следующего дня к гостинице, которую я занял, подкатил второй кортеж. Если он и уступал моему, то ненамного. Плюсом ко всему, этот гуру притащил и своих апостолов. Каждый из них, в свою очередь, не забыл прихватить с собой по машине охраны. В конечном итоге машин собралось как на хорошую свадьбу. Этот момент также не остался незамеченным в городе и со всех сторон был освещен в социальных сетях. Подобная огласка нам была ни к чему, но раз уж получилось, то и отказываться не стали. Тем более, что людей молчать не заставишь. Ладно, как говорится, будем посмотреть. Наша встреча состоялась в конференц-зале. Я дождался, пока все придут и займут свои места. Затем потомил их еще минут 20 и появился в тот момент, когда услышал по рации, что они собираются расходиться. Явился я в дорогущем костюме, который был пошит вручную. Сам по себе он ничего особенного не представлял, но понимающий человек оценил бы его сразу. На входе пришлось состряпать презрительное лицо. Именно с таким видом я и прошел в зал, оглядел свысока всех присутствующих и нарочно обратился к человеку, сидящему рядом с учителем. — Юрий Львович, — начал я, но, увидев испуг и изумление на его лице, остановился и приподнял бровь. — Что-то не так? — Это я, — ответил за него гуру. Выглядел он, конечно, шикарно. Седые, хорошо уложенные волосы, одет во все черное, с красными вставками. Лицо породистое, как говорят, холеное. Видно было, что он следит за собой, подтянут, хорошо сложен. Даже из-под костюма видно, что на нем нет и капли жира. Портил все нос. Просто огромный нос с горбиной и заканчивающийся крючком. Выражение его лица, точно так же, как и мое сейчас, изображало презрение. Хоть я и пытался выбить его из равновесия, но держался Львович просто великолепно. «Ах, простите», — выдал я скупую улыбку. «Я привык, что учителя обычно выглядят иначе». Я сделал вид, что пытаюсь сгладить углы. Скажем, менее презентабельно. «Благодарю», — ухмыльнулся тот,
всем своим видом выражая неприязнь ко мне. «Пустое», — отмахнулся я. «Вообще я хотел видеть именно вас. К чему весь этот балаган? Вы о моих верных учениках?» — встал на их защиту Юрий Львович. «У меня нет тайн от них. Я всецело доверяю им. Они мои дети». «Ах, вот оно как!» — улыбнулся я. «Тогда перейдем к делу». «Давно пора», — раздался приглушенный и недовольный голос. Я приподнял бровь и с надменным лицом осмотрел окружающих. «В общем, все просто», — начал я. «Наш хозяин хочет то, что ему принадлежит. Я уполномочен от его имени и пришел забрать ваши души». «Ха-ха-ха!» — расхохотался Львович. «Мальчишка, как ты смеешь? Я лично доложу Светлейшему о твоей наглости. Кто ты такой, чтобы говорить от его имени?» «Я его посланник. Если хотите, курьер», — спокойно ответил я. «Вы можете лично говорить с кем угодно. Я все равно заберу то, что ему принадлежит». «Я не намерен терпеть этот цирк», — возмущенно встал с места гуру. «Мы прождали вас 20 минут, и вы явились, чтобы бросить нам в лицо всего лишь эти слова? Вы испугались?» Я начал брать его на слабо. «Так верно служить господину и испугаться своего долга?» «Я не боюсь Светлейшего», — вскинул подбородок тот. «Да кто вы вообще такой, чтобы судить о моей службе ему? Мы и понятия не имеем, кто вы. Может, вы самозванец?» «Сегодня вечером я продемонстрирую вам, кто я такой», — прошипел я. «Вы должны собраться на перекрестке у родника, там, где вы заключали свою сделку, все до единого. Тот, кто не явится, сильно пожалеет об этом». «Я вас умоляю, что вы можете нам продемонстрировать?» — скорчился Юрий Львович. «Может, план «Б»?» — шепнул наушник гарнитуры в ухе голосом Валеры. «Мы можем взять их за пару секунд, пока они все вместе». «Нет», — сказал я и Валере, и на толпу. «Мы поступим иначе. Сегодня же вы соберете всех своих последователей и учеников в своей резиденции. Я выступлю перед вами от лица господина. Я покажу вам его мощь, и когда вы узрите его силу, вы будете меня умолять о прощении за свое невежество. Надеюсь, это будет не очередной балаган в вашу честь», — ухмыльнулся учитель. «Ах, конечно, ведь это только вы у нас можете творить чудеса», — засмеялся я. «Я принесу себя в жертву в его честь, и вы увидите, как он вернет меня к жизни». Дальше я продолжать не стал, развернулся и отправился на выход. Сзади начался ропот сектантов. Я их зацепил, заинтриговал. Осталось закрепить успех показательным выступлением. От Валеры я узнал, что моя смерть длится примерно 12 часов. Примерно так я и думал. Долго, но ничего, потерпят. Зато каков будет результат? После этого они сами побегут на заклание с улыбкой. Еще и в очередь выстроятся. Можно, конечно, было привести в исполнение план Валеры, но получилось бы очень шумно. Да и не факт, что получилось бы вообще. 13 машин с охраной. Даже если они полные валенки, то массой задавить вполне способны. К вечернему показу тоже все было готово. Я вырядился в черный балахон с красной подкладкой, на спине которого был вышит сам босс, только в привычном голливудском обличии. Шею украшал массивный золотой медальон с изображением перевернутой звезды. Все соответствовало традициям. Я с полной уверенностью поднялся на сцену, где Юрий Львович читал свои проповеди и приносил жертвы Светлейшему. Сделал я это с таким видом, будто мне скучно. Все уже были на своих местах. Не пустили в зал младших последователей, а непосвященных даже речь не шла. Короче, присутствовали только высшие чины. Учитель зажег черные восковые свечи и занудным голосом начал восхвалять господина. Я же без чьей-либо помощи лег на алтарь и даже наотрез отказался быть привязанным. Оставалось только терпеливо ждать окончания песнопений. Вся эта клоунада уже порядком надоела. Хотелось поскорее закончить с работой. Останавливало только одно. Я не знал, сколько душ я смогу забрать за один заход. Вся эта постановка была спланирована только ради того, чтобы дать мне возможность отдыха. Наконец занудное бормотание было закончено, и над моим лицом повис Юрий Львович. — Вы готовы принести жертву господину? — с подвыванием спросил он. — Да, давайте уже скорее покончим с этим, — недовольным голосом сказал я.
Мне уже становится холодно. Едва я успел договорить эту фразу, как перед моими глазами сверкнул ритуальный кинжал, а грудь пронзила болью. Наступила темнота. Очнулся в том же месте. Просто открыл глаза и понял, что в общем-то ничего не поменялось. Я все так же лежал на алтаре, вот только людей в помещении больше не было. Спина затекла от лежания на твердом камне. Балахон противно прилип к телу, напитавшись кровью. Но самое главное, что я очнулся, точнее, снова ожил. Осталось дело за малым — пойти веселиться над сектантами, что я и сделал. Выйдя наружу, я двинулся в сторону дома учителя. Уверен, что они сидят там и посмеиваются над глупым мной. Возможно, они думали, что я покажу им фокус, и когда дело начало принимать серьезный оборот, начали ставить свои условия. Мол, резать будет гуру, кинжал будет тоже наш, как и балахон, и чтоб на голое тело, и прочее, прочее. Моим единственным условием было только то, чтобы они не трогали мой труп в течение суток. Как только я стал приближаться к дому, с порога послышались первые крики. Видимо, охрана, заметив мое приближение, с перепугу ломанулась в дом. Ну, тоже хорошо. Значит, будет еще веселее. К сожалению, в дом я войти не успел. На улицу вывалились все апостолы во главе со своим учителем. Следом подтянулись старшие братья. «Ха-ха-ха!» — не выдержав, захохотал я. «Вы бы видели ваши рожи! Ой, умора! Ха-ха-ха!» Вид был действительно потрясающий. Вся толпа лицезрела на меня с открытыми ртами, немым вопросом в глазах, и одновременно в них читался страх. Наконец началось движение. Первым на колени упал сам учитель, ну а следом за ним посыпались и все остальные. Все, осталось выполнить работу. Эти теперь станут умолять меня поскорее забрать их души и передать их боссу. Ну, я же человек добрый и отзывчивый, не смогу отказать им в такой. Глава 18. На этот раз во время моей смерти все было иначе. Обычно я не помнил ничего, но на этот раз я был там, и был не один. Вначале, как только кинжал коснулся моего сердца, я услышал до боли знакомый смех. Так веселиться мог только один мой знакомый — Адам. Затем мое сознание начало гаснуть. В первый раз я даже не понял, что умер. На второй раз я был к этому готов, но все равно упустил момент. Видимо, выстрел в голову моментально выбил меня из реальности. Так вот, о сознании. Тоннелей я не видел, но картинка вокруг исчезала постепенно. Вначале пропало периферийное зрение. Затем все то, что я видел, начало сжиматься. Раньше так кино заканчивали. Черное поле сжималось вокруг картинки. «Ну, привет!» — прогремел голос Адама. Я был нигде, и голос звучал как будто бы отовсюду. Не было ни низа, ни верха. Я не мог понять, стою ли я на ногах или вишу в пространстве. «Адам, это ты?» — спросил я в пустоту. «Ты же моя жертва! Ха-ха-ха!» Снова расхохотался он. «Какие же вы все-таки глупые! Бегаете, думаете, что все знаете, жертвы вот мне приносите». «Почему я не помню свои предыдущие смерти?» — спросил я. «А мне почем знать?» Адам внезапно появился из пустоты, и его голос прозвучал уже нормально. «Пусто, как в твоем мире». «В моем?» — не понял я. «Ну не в моем же! Ха-ха-ха!» Опять смеется. Весельчак прямо, а не дьявол. «Скажи мне, каким ты видел чистилище?» Вначале был хаос, затем налетели твои демоны и ангелы. Потом все превратилось в кучу офисов. Начал вспоминать я. Все это тоже создало твое восприятие. Щелкнув пальцами, Адам создал себе кресло и плюхнулся в него. Не против? Вовсе нет. А мне можно такое? Спросил я. Валяй, это же твой мир, хохотнул тот. Я закрыл глаза и напрягся. Все вокруг резко изменилось. Вот ничего не было, как вдруг появился шикарный пляж с рекламного плаката. Адам уже валялся в шезлонге, а вокруг него крутилась красотка в одном купальнике и протягивала тому стакан с коктейлем оранжевого цвета. «Согласен, так намного приятнее», — подмигнул мне Адам.
Это все сделал я? Моему удивлению не было предела. Так, ты, главное, не нервничай, а то сейчас весь кайф испортишь, — покачал пальцем тот. Иди, давай поговорим, — похлопал он ладонью по соседнему шезлонгу. Так редко удается просто поговорить. Что ты имел в виду, когда сказал о моем сознании, что я сделал чистилище таким? — спросил я. Только то, что говорил, — улыбнулся он и отсалютовал мне стаканом. Или ты думаешь, что люди другого вероисповедания видят то же самое? Ха-ха-ха! Представляю их разочарование. Подожди, я совсем запутался. Я сделал глоток коктейля из трубочки с зонтиком. Недурно. Но я вообще атеист. Почему я видел ангелов? Ты живешь, строишь свое представление мира, философски заметил Адам. Исходя из него, ты видишь все именно так. Здесь совсем иное восприятие и мерность. Умри ты по-настоящему, насовсем. Через пару десятков лет ты бы уже разбирался во всем и видел мир таким, каким его вижу я. — А как же рай или ад? — спросил я. — Если я буду убивать всех подряд, я же должен попасть в ад? — И попадешь, — кивнул тот. — Только для тебя он не будет выглядеть, как котлы с кипящей лавой. Я и есть олицетворение вселенской справедливости. — И что будет ждать меня? — продолжил допытываться я. — Какой ты скучный, — скорчил морду Адам. — Ну ладно, давай лучше покажу. Разреши? — Конечно, — согласился я. Вокруг все мгновенно изменилось. Пляж под ногами исчез, и мы воспарили над сотами. Именно из сот состояло то, что было под нами, и эти ячейки распространялись на всю территорию, куда хватало зрения. — И что это? — спросил я. — Это миры ада, — ответил Адам. — Я специально показываю тебе их такими. Для твоего восприятия это понятно. — А что в этих ячейках? — спросил я, уже начиная догадываться, какой будет ответ. — Там персональный ад у каждого? — Почти, — усмехнулся он. — Там персональный мир, в котором живут не только грешники. Ха-ха, слово-то какое придумали. Это все миры и ада, и рая. Здесь люди продолжают наслаждаться покоем или искупают свои грехи. Я снова запутался, помотал я головой. А можно увидеть ближе? Легко. Адам щелкнул пальцами, и мы перенеслись в один из миров ячеек. Самый обычный город, только разрушенный. Здесь шла война. Люди постоянно убивали друг друга. Мечами, танками, ножами и копьями, просто камнями. Стреляли из современного оружия и пользовались таким, которого я даже в кино не видел. Адам снова щелкнул пальцами, и мы перенеслись в еще один мир. Здесь люди жрали и то, что было на столе, и друг друга. Они пихали в рот все, что попадалось на пути, а сзади у них непрерывно вываливались отходы, которые тут же поглощались другими. Мерзкая картина. Уж лучше война, чем такое. — Я понял, хватит, — сказал я и закрыл глаза. Мы снова оказались на райском острове. — А демоны, ангелы, зачем они? — продолжал расспрашивать я. — Обслуживающие, — охотно ответил Адам. — Кто-то должен смотреть за мирами. — А наш мир, тот, в котором живут все люди, он тоже в одной из этих ячеек? — спросил я. — Нет, основной мир является фундаментальным, материальным, если хочешь, — ответил тот. — Этот же энергетический. Он является отражением того настоящего. — А как же реинкарнация? — спросил я. — Присутствует. Как только души понимают, что они искупили вину или отдохнули, они могут вернуться. — И как такое понять? Есть сроки? — спросил я. — Как такое происходит? Почему те, которые жрали, продолжали это делать? Они чувствуют голод такой силы, что не могут остановиться. Военные не могут прекратить убивать, так же, как и другие убийцы. Для них жажда убийства непреодолима, — начал объяснять он. Но до некоторых доходит. Они просто начинают бороться с потребностью. Это сродни ломке наркомана. В зависимости от тяжести грехов определяется ломка. Сможешь ее побороть и получишь шанс на рождение. Вроде бы просто, — почесал я макушку. — Скажи это им! Ха-ха-ха-ха! — расхохотался Адам. — Ладно, задавай свой главный вопрос. В один миг он стал серьезным.
Тебе уже пора обратно. Главный? Задумался я. Ах да, что происходит с проданными душами? Они могут вернуться? Нет, эти души становятся обслугой, моими демонами, ответил он. Вначале мне все приходилось делать самому. Это отец может создавать все, что пожелает. Я же ограничен в создании живого. Это мое наказание за Еву. Так что приходится нанимать вас. Ха-ха-ха. А что стало с Евой? Поинтересовался я. Она стала смертной, как и все вы, ответил он с печалью в глазах. А ведь я любил. Но отец решил поступить иначе. Наказал за непослушание. Так может, тебе тоже имеет смысл осознать? Спросил я. Нет! Громыхнул голос Адама. Я его не прощу. Мой мир пошел волнами. Я почувствовал его ярость, физически ощутил. Прости, я не хотел, извинился я. Оксана, она вправду продала тебе душу? Вот он, главный вопрос. Моментально успокоился он. Да, она спасала сына. Я хочу выкупить ее, твердо решил я. Предлагаешь свою душу взамен? Ухмыльнулся Адам. Так вот учти, я заберу ее прямо сейчас. На срок нашего контракта я не могу умереть. Напомнил я ему об одном из исправленных пунктов договора, который не захотел меняться без согласования. А кто сказал, что ты умрешь? Посмотрел он на меня. Я оставлю тебе разум. Я стану одним из демонов? Спросил я. Да, спокойно ответил тот и залпом допил коктейль. Тебе пора. А как же Оксана? Спросил я. Ты уверен? Еще раз переспросил Адам. Да, твердо сказал я. Затем я очнулся на холодном и твердом камне алтаря. А сейчас стоял с ухмылкой перед кучкой идиотов, которые возомнили себя хозяевами жизни. Я точно и четко знал, что нужно делать. — Что встали, черви? — крикнул я. — Пора долги отдавать. Так как восстал из мертвых я уже на следующий день, а на дворе уже вовсю играл красками белый день, я решил, что работу делать буду ночью. Сектанты решили даже это превратить в ритуал. Они наотрез отказывались расставаться с душами, если я буду одет в джинсы или еще какую-либо одежду. Только черная, только балахон. Охрану они распустили, чтобы не нервировать ни их, ни меня. В свой последний путь они решили уйти ряжеными, будто клоуны. Нацепили свои ритуальные шмотки и под заунывные напевы выстроились на том самом месте, где 25 лет назад заключали сделку. Помня те ощущения, которые я ловил в те моменты, когда душа проходила через меня, я приготовился к откатам. Первым вышел сам учитель. Он всенепременно желал предстать перед Светлейшим раньше других. Ну а как по мне, так без разницы. Гуру отделился от своих апостолов и приблизился ко мне. «Я готов встретиться с господином», — гордо сказал он. «Готов и молодец». Я поднял руку и коснулся его груди. Под ногами тут же разверзлась пропасть. Вселенная потекла через меня. Жизнь Юрия Львовича начала отражаться в моем сознании. Ощущение такое, будто смотришь видео в очень быстрой перемотке. Вот только на этот раз все ощущалось иначе. Боль была тупая, не такая яркая, как всегда, а эмоции их я ощутил в полной мере, будто сам пережил эти моменты. Рождение, первая любовь, первое разочарование, первый секс. Все это было настолько ярким, что затмило все остальное. Когда иссушенная мумия упала к моим ногам, я стоял и вкушал остатки тех чувств, которые испытал. По обыкновению я падал вместе с трупом, из которого извлекал душу. Терял сознание от боли и испытывал оргазм от того, что боль отступала. Но сейчас не так. Сегодня все иначе. Я хочу еще. Все 13 человек отдали свои души за один вечер, но мне было мало. Какое же это наслаждение испытывать чувства. Стоп! Мои? Где мои чувства и эмоции? И тут на меня навалилось все понимание того, что я сделал. Адам забрал мою душу взамен Оксаны. Она свободна, а я остался жив. Странно, но мне насрать. И на Оксану, и на то, что я жив. Кажется, мне на все насрать. Я хочу еще. Мне нужны эти души.
Я нетерпеливо взглянул на свой телефон. Новых СМС нет. Жаль. Мысли бегали в моей голове. Только сейчас все было по-другому. Все стало намного понятнее. Все стало отчетливее. Ничто не мешало и не отвлекало. Только расчет, холодный, спокойный и без каких-либо сожалений. «Валера, поехали!» — позвал я своего человека. «Первого забери». «А эти?» — указал он на трупы. «Пусть сами разбираются», — сказал я, указав на кучку оставшихся сектантов. «Поехали». «Куда?» — спокойно спросил тот. «Гони в клуб. Хочу кое-что проверить», — сказал я. В Новосибирске клубы ничуть не хуже, чем в Москве. Достаточно большой город, чтобы погрязнуть в разврате. На улицах можно найти все. Любой кайф, шлюх и даже пулю в голову. В эту ночь я попробовал все. Высадившись возле клуба, я уверенной походкой направился внутрь. Громкая музыка тут же обняла меня со всех сторон. Подойдя к бару, я заказал 200 граммов коньяка, приложил карту к терминалу и опрокинул залпом внутрь. Спустя несколько минут я повторил номер и начал шарить глазами по залу. Веселье шло полным ходом. Но мне было все равно. Кроме того, что я захмелел, больше никакого эффекта. Да и хмель этот ощущался иначе. Голова кружилась, координация нарушена, мысли стали спутанными, и все. Что мне в этом раньше нравилось? «Эй!» — окликнул я бармена. «Посерьезнее что-нибудь имеется?» Тот сделал большие испуганные глаза и отрицательно замотал головой. Я отчетливо понимал, что он врет, но конфликт затевать не стал. Не потому, что испугался последствий или самой драки. Просто я еще не все дела на сегодня закончил. Немного подумав, я выдернул из кошелька 5000-ную купюру и бросил бармену. Тот моментально сгреб ее себе в карман. А спустя минуту ко мне приблизился тощий тип. — Что, дядя, повеселиться захотел? — спросил он. И вздрогнул после того, как я посмотрел ему в глаза. — Да тебе, смотрю, уже хорошо. Ладно, чего желаешь? Скорость, кайф, энергию, может, секса? Давай то, что можно смешивать, — спокойно сказал я. Тот протянул мне 4 таблетки, и я, не задумываясь, сразу закинул их в рот. Тощий только глазами захлопал. Просидев возле стойки минут 40, я решил, что таблетки не действуют на меня. Или это была обычная глюкоза. Пора идти танцевать. На танцплощадке я ощутил легкость в теле. Танцевать было легко, сердце колотилось как бешеное, но никаких эмоций я не испытывал. Единственное, что проявилось еще, так это желание кого-нибудь трахнуть. Пробежав глазами по женскому обществу, определил для себя несколько привлекательных. Подкатил к одной, мимо, к другой, вроде улыбается. «Тебе выпить принести?» — прокричал я в ухо понравившейся девушке. «Давай!» — крикнула та в ответ. Я ушел к барной стойке, взял коктейль и вернулся обратно. Девушка с улыбкой приняла выпивку и за один глоток осушила половину высокого стакана. «Может, ко мне?» — спросил я. «Здесь шумно. У меня выпьем, пообщаемся». «Погнали!» — закивала она. Выйдя из клуба, я нашел свою машину и помахал рукой, мол, подъезжай. «Тойота» тут же заурчала двигателем и включила свет. Уже через полчаса мы вышли из машины у шикарной гостиницы. Я отправил девушку вперед, приложив ей ладошкой по мягкому месту. Меня под локоть удержал Валера. «А как же Оксана?» — спросил он. «Раньше ты от нее не гулял, даже шутки не воспринимал по этому поводу». «Раньше, позже, какая разница?» — спокойным голосом спросил я. «Ты как мертвый вернулся после этого жертвоприношения». С беспокойством и заботой в голосе начал Валера. «Что там с тобой произошло?» «А тебе не один хер?» — грубо ответил я и, вырвав руку, направился вслед за красоткой. «Ты где пропал?» — пьяным голосом спросила она, стоя у ресепшена. «Я уже здесь», — ответил я. «Нам на самый верх». «Ого, президентский люкс!» — сознанием дела выдала красотка. «Он самый, пошли!» — подтолкнул я ее к выходу. В номере мы сразу начали целоваться, раздевая друг друга на ходу. Затем перешли в горизонтальное положение. Секс оказался скучным занятием. Так, плоть потешить, ничего более.
я выполнял ритмичные движения, постоянно ожидая СМС на телефоне. Кончить вышло только тогда, когда я начал вспоминать ощущения, которые оставляли проходившие сквозь меня души. Я не озаботился о защите, и получилось именно так, как получилось. Девушка начала закатывать скандал. Пришлось двинуть ей в челюсть, чтобы утихла. После этого я за волосы выволок ее за дверь. Затем, собрав вещи по номеру, также бесцеремонно выкинул их в коридор. За дверью долго стояла ругань. Потом ко мне стучались, но мне на все было насрать. Неприятности на этом не закончились, и спустя 40 минут ко мне в номер снова кто-то постучал. Так как красотка уже свалила, я без задней мысли распахнул дверь. На пороге моего номера стояли 3 гориллообразных мужика. Один из них тут же сунул свой кулак мне в челюсть. Я кубарем улетел вглубь номера и даже что-то сломал спиной. Боль была глухой. Так бывает под лидокаином или другими обезболивающими, когда они вроде начали отпускать, но еще хорошо блокируют нервные окончания. Я молча поднялся с пола и попер в атаку. Для человека, который практически никогда не дрался и не занимался единоборствами, вышло так, как и должно. Меня снова унесло в глубину номера. Вот только это меня опять не остановило. Здоровые мужики кричали, в глазах горел азарт вперемешку с непониманием. Я дрался молча, не издавая ни звука. Кровь заливала мои глаза, но мне было насрать. Обалденное чувство, когда на все насрать. В одной из таких моих бесполезных атак, когда я вновь улетел в свой номер, наконец появился Валера и Первый. До них дошло, что это драка, а не мои кувыркания с красоткой. Ситуация сразу же изменилась. Первые двое на пути моих ребят улеглись рожами в пол за долю секунды. Третий, последний, как раз возился со мной. Когда его товарищи упали на пол, он обернулся. Этого мне хватило, чтобы выхватить нож, висящий на его ремне, и воткнуть его горилле прямо в шею. Глаза детины расширились, он несколько раз открыл рот и рухнул на пол. Его тело застучало ногами, из штанов потекла лужа мочи, а голова уже чуть ли не плавала в крови. Я устало опустился на чудом уцелевший стул. Валера и Первый смотрели на меня огромными от удивления глазами. «Закрой дверь, быстро!» — скомандовал Первому начальник. Тот молча и быстро исполнил приказ. «Шеф, ты как?» — обратился он уже ко мне. «Да нормально», — спокойно ответил я. А ведь и вправду нормально. Боли почти нет, сердце работает ровно, несмотря на то, что я все еще под наркотой. Никакого присутствия страха или опасности. Адреналин даже и не думал выходить в кровь. «Ты зачем его убил?» — спросил Валера. «Странно, на «ты» он со мной почти не разговаривает, даже когда мы наедине». «А что не так? Убил и убил», — пожал я плечами. «Они-то первые начали». «И что теперь делать?» — суетился он. «Первый, ты как?» «Я-то нормально, в отличие от него», — он ткнул в меня пальцем. «Я за это дерьмо в зону не пойду». «Это смотря сколько я тебе денег предложу», — усмехнулся я. «Ты что там, попутал чего?» — мгновенно взбесился тот. «Валер, я не буду на этого гондона работать». «Не будешь, вали нахуй», — также спокойно ответил я. «Или включай голову и начинай выполнять работу». «Первый, не шуми, с ним что-то случилось», — осадил своего подчиненного Валера. Он не был таким. «Да он саженный», — снова ткнул в меня пальцем Первый. «Ты на глаза его посмотри». «Да видел я уже», — отмахнулся тот. «Он оттуда другой пришел». «Валер, дай ствол на секунду», — спросил я. Тот без раздумий вынул пистолет из кобуры и протянул его мне. Сняв тот с предохранителя, я передернул затвор, загнав патрон в ствол, и резко вскинул пистолет в сторону Первого. Прогремел выстрел, но Валера, в последний момент поняв, что я собираюсь сделать, подбил мою руку вверх. Пуля ушла в потолок, а Первый, открыв рот, смотрел на то, как его начальник отобрал у меня свое оружие. После чего я снова получил короткий тычок в челюсть. «Ты что, совсем ебанулся?» — спросил у меня Валера. «Я ебал, Валер, я сваливаю», — сказал бледный как мел Первый. «Он вообще конченый. Я с такими не работаю». «С катертью дорога», — спокойно ответил я. «Шеф, ты что?»
Валера начал искать что-то в моих глазах. Нет, первый, это не наркота. Сзади хлопнула дверь. Первый ушел. Валер, стреляй мне в голову. Я вдруг придумал, как выкрутиться. Хотя нет, это они поймут. Дай ствол. Какой нахер ствол? Ты что? Начал возмущаться тот. Ты чего задумал? Самоубийство, спокойно сказал я. Так к тебе не будет вопросов. Расскажешь все, как было. Только концовку чутка подправить, и все, ты не при делах. Да ты что, шеф, ты и так вернулся без мозгов. Снова начал возмущаться тот. Что-нибудь придумаем. Да что ты там можешь придумать? Дай ствол, говорю, грубо сказал я. Но голос мой, как и состояние, все равно оставался спокойным. С мозгами у меня полный порядок. Кажется, я вернулся без души. После этого Валера молча протянул мне оружие и вышел из номера, чтобы затем, открыв дверь, начинать звать на помощь и звонить в полицию. Это, конечно, уже сделали за него, и машины, скорее всего, уже близко, но ему нужно изначально оказаться в свидетелях. Я приставил ствол к виску и без раздумий потянул за спуск. Грохнул выстрел, а я мгновенно... Глава 19. И опять моя смерть выглядела иначе. Сейчас я оказался в куче демонов, таких же, как я. Стоп, это что же, я демон? Но как такое возможно? Я же не могу существовать в обоих мирах одновременно. Я осмотрелся. Вот только видение энергетического мира теперь было тоже другим. И я, и демоны, которые меня окружали, сейчас не имели определенной формы. Мы были сгустками энергии, нервными окончаниями чего-то большего. Я точно знал, что сейчас будет, что будет потом и что было вчера. Я чувствую, как движется волна, та, которую я видел в хаосе чистилища. Вот только сейчас я понял, что это вовсе не волна. Мы пальцы на руке, которая движется. Вот мы раздвинули грань миров и проникли в чистилище. Души замерли в ожидании нашего решения. Нет, не нашего, его решения. А вот и вторая рука. На ней тоже нервные окончания, только яркие. Они излучают свет, мы его поглощаем. Но мы одно целое, теперь это очевидно. Рука остановилась, а мы, словно брызги фейерверка, разлетелись по этому миру. Я прошел сквозь энергию души и считал всю ее жизнь. Это произошло за доли секунды, а у души осталась метка. Следом за мной то же самое проделала искра с другой руки. Но как же так? Я не думал, что стану частью целого механизма, или разума, или что это вообще такое. «Что?» — прилетел ко мне вопрос. Точнее, это был даже не вопрос. Скорее, организм не понял, почему у него свело палец. «Ты меня слышишь?» — все равно ради интереса спросил я. Мир исказило, и я снова повис нигде, в пустоте. Вокруг уже не было демонов, душ, ангелов, но я чувствовал, что меня кто-то рассматривает. «Ты Адам?» — спросил я. «В некотором роде». Я не слышал ответа, не получал никаких мысленных образов или картинок. Ответ просто возник в моем сознании. «Кто ты тогда?» — задал я очередной вопрос. «А ты?» — опять такой же эффект ответа. «Я Максим, видимо, твой новый демон», — задумавшись, ответил я. «Мы все демон», — пришел ответ. «Ты нет». «Почему?» — не понял я. «Ты отдельно от нас». Наступила тишина. Ощущение взгляда пропало. Я осознал себя в одиночестве. И что теперь делать? Искать выход? А он есть, этот выход? Прикрыв глаза, я вновь перенес себя на райский пляж. Здесь было лучше размышлять. Вот только пляж выглядел не так. Он был соткан из энергетических потоков. Моргнув, я вернул себе обычное восприятие вещей. «Да, так намного лучше», — осмотревшись, сказал я. Именно сказал. Сейчас я это понял, что с роем демонов я общался иначе. Вот что это было. Рой, улей, единый механизм, 1000 нервных окончаний, которые имели одну мысль и одну цель. А я просто не захотел стать их системой. Я тот муравей, который потерялся. Но Адам сказал, что я стану демоном. Тогда почему? Блин, столько вопросов, а ответить некому, пробормотал я.
Моя реальность вздрогнула, и появился Адам. Он посмотрел на меня с задумчивым видом, затем упал на шезлонг рядом. «Ты снова удивил меня», — произнес он. «Что значит снова?» — не понял я. «Когда отдал свою душу взамен Оксаны, это был первый раз», — улыбнулся тот. «А сейчас чем?» — спросил я. «А сейчас тем, что смог вырваться на вторую ступень», — охотно ответил Адам. «И сделал это в первый же день». «То есть я все еще принадлежу тебе?» — огорчился я. «И да, и нет», — спокойно ответил он. «Ты не понимаешь всей сути вещей, а ведь я тебе их объяснял». «Ты о том, что у меня всегда есть выбор?» Теперь уже усмехнулся я. «Пойми, это не мои правила». Адам сидел с задумчивым лицом и не хохотал, как он обычно делает. «Выбор есть даже у меня. Вот только мне нравится нынешнее мое положение». «Я не понимаю тебя», — посмотрел я на него. «Ты даешь мне подсказки? Почему ты мне помогаешь?» «Мне скучно», — ответил он. «Ты единственный человек, чья судьба мне неизвестна». «Как так?» — не понял я. «Есть в тебе сила», — усмехнулся Адам. «Ты помнишь нашу первую встречу?» «Да, я помню, ты говорил», — кивнул я. «Так получилось, что ты первый, кто смог вырваться от меня», — задумчиво сказал Адам. «И я не знаю, почему». «То есть я могу вернуться в свое тело?» — спросил я. «Не совсем», — отрицательно покачал головой он. «Здесь ты не найдешь ответы. Тебе пора назад». Первый вдох. Как же болит голова. После ударов сердца она так не болела. Понять бы, где я. Хотя что тут понимать, в морге. Знакомый с прошлого раза запах, прохлада помещения. Я откинул закрывающую мое тело простыню и приподнялся. Откуда-то сзади послышался вскрик и шум падения тела. Видимо, кто-то слабонервный не выдержал вида поднимающегося трупа. Надо валить отсюда, да поскорее. Не хватало еще, чтобы шум поднялся. Тогда выйти будет в 1000 раз сложнее. Я подхватил простыню, накинул на себя по типу римского одеяния и выскользнул из помещения. Повезло, на улице белый день, но в морге, как правило, люди не шастают. Находился он, как и большинство подобных отделений, в соседнем с больницей здании. Это лучше, чем подвал. Из него пришлось бы проходить через всю больницу. Кажется, кто-то идет или показалось? Нет, шмыгает кто-то, и прокашлялся вон. Я быстро нырнул обратно и спрятался за дверью. Не нужно, чтобы меня видели. Переполох раньше времени все испортит. Какой-то мужик в халате с задумчивым видом прошел мимо меня. Я тут же прошмыгнул у него за спиной и выскочил на улицу. Интересно, который сейчас час? Судя по солнцу, часа 3, может 4. А холодно в одной простыне. Не так, чтобы потерпеть нельзя, но пальцы на ногах не имеют. В Новосибирске в начале октября голышом особо не побегаешь. Нужно что-то решать. Ни телефона, ни карты, ничего с собой нет. Где Валера, непонятно. Может быть, все еще в полиции, а может и вообще в Москву свалил. Я бы точно свалил, тем более после того, как я первого чуть не пристрелил. Ладно, нужно выбираться. Прячась по редким кустам с уже осыпавшейся листвой, я постепенно покинул территорию больницы. Дальше хуже. На дороге меня начал пронизывать сквозняк. Если в больнице я был защищен зданиями, которые построены квадратом, то сейчас на пустом пространстве я ощутил все прелести местной погоды. Ощущения были притуплены, но все равно приятного мало. Я выставил палец руки вверх в попытке поймать машину и побрел в край дороги, отдаляясь от больницы. Сколько времени я так шел, не знаю. Может и 10 минут, а может час. Сзади раздался сигнал. Обернувшись, я увидел молодого парня, который махал мне из салона старых «Жигулей». — Ты что, из больницы сбежал? — спросил он, посмеиваясь, когда я забрался в салон. — Хуже, — спокойно ответил я. — Из морга. — Ха-ха-ха! — рассмеялся парень. — Юморист. Куда едем? И вот здесь я крепко задумался. А куда мне нужно? Мне бы одеться, денег найти. А у меня ни телефона, ни карты, к которой я уже так привык, что забыл, где берутся деньги. — А есть позвонить? — спросил я у него.
Без проблем, добро улыбнулся тот и протянул мне сотовый кнопочный телефон. Я набрал по памяти номер Оксаны. Происходи все это дней 10 назад, я бы никогда в жизни не вспомнил эти цифры. Но сейчас мозг работал ясно, несмотря на то, что голова продолжала болеть. «Я вас слушаю», — вежливо сняла трубку с незнакомого номера Оксана. «Это я», — бросил я в трубку. «Мне нужны деньги и одежда, а еще новые документы». «Максим?» — в ее голосе появились нотки беспокойства. «Что случилось?» «Я умер», — ответил я. «Как решишь, набери этот номер». Бросил я и отключился. Оксана хотела еще что-то сказать или спросить, но мне было все равно. Необходимо было выбираться. «У вас есть филиал компании «Адам»?» — спросил я водителя. «Не знаю, сейчас посмотрю по дубль ГИС», — ответил он и достал из кармана уже нормальный телефон. Я хмыкнул, а он кивнул на тот, что был у меня в руках. «Это рабочий, курьер я». «Я тоже», — буркнул я, — «курьер». «Да, кажется, есть в базе одна фирма с таким названием», — наконец произнес парень. «Вам туда?» «Если не сложно», — сухо ответил я. «Ой, да не вопрос», — улыбнулся тот. «Тем более, что мы коллеги». До офиса домчали минут за 15. Оказывается, он был совсем недалеко. Когда старенькая шестерка свернула в неприметный поворот, нам открылся вид на офис «Адам». «Ничего себе!» — удивленно уставился на здание парень. «Сколько лет здесь живу, первый раз о такой слышу». «Ничего, бывает», — сказал я. «Подождешь? Я скажу, чтобы тебе денег вынесли». «Да забей, я ж не ради денег», — улыбнулся парень и протянул мне руку. «Бывай, мертвец! Ха-ха-ха!» Я пожал руку водителю и вышел из машины. Дверь в офис поддалась, и я ступил в теплое помещение. Ко мне тут же подвалил охранник. «Вы к кому?» — поинтересовался он. «Лебедев», — представился я. Но тому, видимо, моя фамилия ничего не сказала. «Я из Москвы, работаю в головном офисе». «А мне кажется, что ты из психушки сбежал», — хмыкнул охранник и поднес рацию к губам. «Серег, подойди, здесь клиент странный». В это время сзади в дверь сунулся водитель, с которым я только что попрощался. «Кажется, это вас», — протянул он мне свой кнопочный телефон. «Да», — сухо бросил я в трубку. «Это я», — услышал я голос Оксаны. «Скажи мне, где ты находишься?» «Новосибирский филиал», — ответил я. «Это хорошо, сейчас тебя встретят», — сказала она. «Максим, что-то...» Я не стал дослушивать и отключил звонок. Все, что мне было необходимо, я уже узнал. «Спасибо», — отдал я телефон владельцу и прошел мимо охранника дальше, в фойе. «Эй, парень, туда нельзя!» — дернулся тот за мной и схватил за плечо. «Ты что, глухой?» «Убери руки», — холодным тоном сказал я ему. «Или через 10 минут вылетишь с работы». «А ты за мою работу не волнуйся», — огрызнулся тот, но руку все же убрал. Я прошел к дивану, стоящему рядом с лестницей на второй этаж, и уселся в него. Охранник остался стоять неподалеку. К нему подошел еще один и кивком головы спросил, мол, что звал-то? Тот принялся ему что-то объяснять и пару раз указал в мою сторону подбородком. Едва они вместе сделали шаг в мою сторону, как на лестнице появился еще один человек. Красивая женщина в строгом деловом костюме. Красивая настолько, что у меня под простыней все зашевелилось. Костюм великолепно подчеркивал ее фигуру, юбка чуть выше колен. Шикарные, белые, отдающие немного в рыжие волосы, идеальный овал лица и яркие зеленые глаза, которые светились словно изумруды. На вид ей было лет 40. Вот только трахнул бы я ее без малейших вопросов. «Максим Александрович?» — спросила она низким бархатным голосом. «Да», — я встал с дивана и направился в ее сторону. Охранники тут же сделали вид, что все в порядке, и мгновенно разошлись по своим местам. «Интересный у вас костюм», — улыбнулась женщина. «Прошу за мной. Оксаночка уже дозвонилась мне». Я молча проследовал за женщиной. Та поднялась на второй этаж, затем на третий, и уже там повернула к двери с табличкой «Директор Лилит Адамовна». В приемной на месте секретаря сидел молодой накачанный парень, который одарил меня испепеляющим взглядом. «Вы дочь Адама?» — спросил я после того, как мы вошли в ее кабинет. «Вы действительно умны», —
улыбнулась она. Присаживайтесь, Максим Александрович. Сейчас Витенька все подготовит и принесет. Это тот порно-актер на месте секретарши? Кивнул я головой, указав на дверь. Ха-ха-ха! Расхохоталась она, под стать своему отцу. Вы меня осуждаете? Мне параллельно, сухо ответил я. Ого! Произнесла она, посмотрев мне прямо в глаза. Чистый разум, без лишних эмоций. Впервые вижу подобное. Видимо, мой папочка сильно тебя ценит. Не жалуюсь, ответил я. И каково это? Заинтересованно спросила она. Жить без души. Не жалуюсь, повторил я свою фразу. И что, нет никакого желания вернуть ее назад? Не отставала она. Знаете как? Спросил я. Я много чего знаю, ухмыльнулась она. И лучше всего то, что не нужно лезть в дела моего папочки. Полезное знание. Точно так же в ответ ухмыльнулся я. Итак, кем вы хотите стать? Спросила Лилит. Без разницы, отмахнулся я. Лишь бы побыстрее. Хорошо, кивнула она и стала что-то набивать на клавиатуре. Затем улыбнулась и спросила. Будете Ашот Руставельевич Мумаладзе? Я понял. Спокойно отреагировал на шутку я. Пусть будет Александр Максимович. Фамилию придумайте сами. Так значит, вам не все равно? С любопытством посмотрела она на меня. Очень интересный экземпляр. Спустя минут 40 я вышел из офиса с новыми документами и картой. Заодно Лилит выдала мне новенький телефон и занесла его номер в базу. Заверила, что СМС теперь будут приходить на этот номер. Мой наверняка вскроют и прочитают все, что там есть. Но мне пофигу. Отныне тот я умер. Номера Валеры на этом телефоне не было, а на память я его вспомнить не смог, как ни пытался. Как он и что с ним, мне было параллельно, но терять такого специалиста жаль. По крайней мере, я отдал Лилит его описание и имя. Сказал, по какому делу может проходить в полиции. Та пообещала мне, что как только найдет его, сразу же даст мой новый номер. Билеты я приобрел без проблем, в самолет вошел точно так же. Паспортный контроль на территории страны намного проще. Хотя сомневаюсь, что на меня дали ориентировку и объявили в розыск. Москва встретила солнечной и сухой погодой. Летней ее, конечно, не назовешь, но в легкой куртке было пока еще тепло. Свою машину я забрать тоже не смог, потому что карточка, по которой она стояла на стоянке в аэропорту, осталась у Валеры. Ну, это не беда, пока есть волшебная карта. Банкомат в зале ожидания послушно отсчитал 100 тысяч наличными. Я забрал пачку купюр, сунул во внутренний карман куртки и вышел из здания. Таксисты не заставили себя долго ждать. Тут же облепили меня со всех сторон. Раньше они меня раздражали своей назойливостью. Сейчас было безразлично. Выбрав машину покомфортней, прыгнул на заднее сиденье и помчался в головной офис. Здесь охранник приветственно кивнул мне на входе. Он уже знал, кто я и кем здесь числюсь. Я поднялся на этаж шефа и направился к его кабинету. Оксана находилась на своем месте. Она подняла на меня глаза и тут же отвела взгляд. Он занят, Максим Александрович. Видимо, обиделась на мою резкость. Я молча кивнул, но продолжил движение. — Да постой же ты! — вышла она из-за своего стола. — Максим, что случилось? — Я уже сказал, все нормально. — обернулся я, и мы встретились глазами. — О боже, что ты наделал? — выдохнула она. — Я же просила тебя оставить эту затею. — Я не понимаю, чем ты недовольна? — спокойно пожал я плечами. — Ты свободна, что не так? Разговаривать дальше я не стал. Развернулся и вошел в кабинет Адама, оставив Оксану за спиной, с глазами полными слез. — Здравствуй, Максим! — встретил меня босс, сидя спиной ко входу. — И тебе не хворать! — ответил я и уселся в единственное свободное кресло. — Оксана сказала, что ты занят. — Оксаночка ошиблась. Улыбнулся тот в отражении окна. — Я ждал тебя. Дверь в кабинет распахнулась, и в нее вошла Оксана. — Адам, — начала она, — верните его мне, пожалуйста. — Ты знала правила, — крутанулся на своем кресле босс. — Но даже если бы я хотел, то не смог бы этого сделать. Его душа вырвалась, она мне не принадлежит. — Ну как же? — Оксана посмотрела на меня,
затем перевела взгляд на Адама. «Мне бы тоже хотелось это понять», — усмехнулся он. «Зачем ты это сделал? Я же просила!» С глазами полными слез произнесла она и вышла из кабинета, оставив нас с Адамом вдвоем. «Женщины!» — развел он руками. «Порой я сам их не понимаю, даже как создатель. Мне нужно больше душ». Я не стал начинать разговор с прелюдий. «С твоей душой общаться определенно интереснее», — расхохотался Адам. «Вот так, сразу в лоб?» «А что не так?» — удивился я. «Нет, мне-то до фонаря. Похоже, что так же, как и тебе», — усмехнулся тот. «Но вот обычные люди так не любят». «Мне что, теперь под каждого подстраиваться?» — усмехнулся я. «Так, что-то ты мне таким не нравишься», — вмиг стал серьезным Адам. «Для чего тебе нужно больше душ? Они все равно мои». «Я знаю», — кивнул я, а мои глаза загорелись азартным огнем. «Это самые лучшие ощущения, когда они проходят через меня». «Хм, очень странный ты человек», — внимательно посмотрел на меня он. «Я все еще не вижу твою судьбу. Кто-то тебе помогает, это точно». «Валера», — пожал плечами я. «Этот твой Валера — мой тебе подарок», — расхохотался Адам. «Неужели ты думал, что сам уговорил его на работу?» «Да мне как-то...» — начал я, а Адам поднял руку в восстанавливающем жесте. «Я знаю, как тебе». Он стал каким-то резким, а голос его похолодел. «Ты меня сегодня бесишь. Будут тебе души. Все, можешь идти». Я пожал плечами и отправился на выход. Едва я дошел до двери, как на телефоне прозвучал короткий сигнал, который оповещает о пришедшем сообщении. Поднеся телефон к глазам, я увидел знакомый короткий номер. На мое лицо тут же натянулась улыбка. «Ты приедешь ко мне сегодня?» — спросила Оксана, когда я оказался в приемной. «Зачем?» — сухо спросил я. «Денис спрашивал о тебе. Я тоже соскучилась», — начала она. «Я не хочу», — ответил я и вышел из приемной. Оксана, кажется, снова заплакала. Странная она, надо бы радоваться. Я же душу ее спас, а она строит из себя. Дура. Мысли были спокойными и уравновешенными. Мне не хотелось никаких разбирательств по моему поводу. Я хотел собирать... Глава 20. В СМС, как я и предполагал, находился новый клиент на мою работу. Некий Парфенов Николай Алексеевич. Человек странный. Судя по досье, живет обычной жизнью. Денег хоть и хватает, но не богат. Средний достаток, работа обыкновенная. Ничего не понимаю. Что он мог попросить взамен своей души? Но это ладно, на месте разберемся. Мне нужен Валера. Можно, конечно, настроить его на мой старый аккаунт и скачать все сюда. Вот только в полиции это сразу же увидят, а я мертв. Зря я уехал, нужно было дождаться его. Ну, на тот момент приоритеты были иные. Я оставил ситуацию на самотек, решиться. Буду искать информацию по Парфенову. Интернет совсем ничего не дал. Такое впечатление, что человек этот действительно обыкновенный. Есть регистрация в соцсети, ВКонтакте и Одноклассники. Там самые обыкновенные фотографии с рыбалки и отдыха. Однако и эти мероприятия не блещут роскошью. Ни яхт, ни крутых машин. Самые обыкновенные УАЗы да старые иномарки. Даже палатки типовые, серийные и дешевые. Наверное, это хорошо, будет просто. Смущал только срок в СМС. На Парфенова мне выдали 6 месяцев. Что здесь может пойти не так? «Где же ты, Валера, когда ты так нужен?» — пробормотал я и вздрогнул от неожиданного звонка. «Ну надо же!» — пробормотал я и взял трубку. «Слушаю», — коротко бросил я. «Это я, шеф», — услышал я знакомый голос. Впрочем, я узнал этот номер. Столько времени пытался его вспомнить, что как только увидел его на экране, память тут же подсказала, кому он принадлежит. «Ты вовремя, Валер», — спокойно ответил я. «Подъезжай ко мне». «Так я у вашей квартиры», — ответил тот. «Валер, я в гостинице», — ответил я. «Максим считается мертвым». «Куда ехать?» — спросил он. Я назвал адрес и отключился. Буквально через час раздался звонок с ресепшена. Я подтвердил, что действительно жду гостя, и его пропустили.
Понятно, коротко сказал Валера, когда я открыл ему дверь в номер. Что тебе понятно? Спросил я. Душу не вернул, ответил тот. Хотя это было понятно еще в Новосибирске, когда ты меня кинул. Валера, а почему ты со мной сейчас на «ты»? Поинтересовался я. Потому, резко ответил он. Вернешь душу, объясню. Сейчас все равно бесполезно. Ладно, давай за работу. У нас новый клиент, сказал я и развернул к нему новенький ноутбук. Валера принялся изучать досье Парфенова. Я молча ждал, пока тот познакомится с ним поближе. Подал голос Валера спустя 20 минут. Не вижу сложностей. Обычный мужик. Вот и я не вижу, задумчиво ответил я. А срок на нем полгода. Думаешь, подвох? Спросил он. Сам подумай, ответил я. Кофе или пожрать? Можно, кивнул Валера. Затем подумал. И то, и другое. Я позвонил на стойку и заказал ужин и кофе в номер. Сам вышел на балкон и закурил. Валера присоединился ко мне. Москва — потрясающий город. Здесь можно вкусить все прелести жизни. Огромная куча людей сосредоточилась в одном месте. С одной стороны, кажется, что жизнь здесь налажена, все идет своим чередом и система упорядочена. Но стоит только приглядеться, и кроме хаоса не замечаешь ничего. Разные интересы и устремления каждый день притягиваются и отталкиваются друг от друга. Потоки машин, пробки, случайные встречи. Любая мелочь влияет на судьбу. Что повлияло на решение Валеры, я не знаю. Не успев докурить сигарету даже до середины, я полетел вниз головой с высоты 14-го этажа. Я не кричал. Мало того, что просто не успел, так и не особо-то страшно было. Хруст сломанных костей и темнота. Странное ощущение. Ни душа, ни тело не знают о существовании друг друга, но живут в гармонии даже отдельно. Умерев очередной раз, я оказался посреди того самого коридора с дверями. На этот раз душа бродила здесь абсолютно свободно. Вот только разобраться в этом хитросплетении не получалось. Так вот, до этого самого мгновения я не знал, чем занималась моя энергетическая составляющая. Соответственно, и о моих похождениях в материальном мире душе было неизвестно. Но сейчас я четко и ясно знал и помнил все. Я искал выход. Как понять, где он? Чем вообще является это место? Может, стоит присоединиться к Рою? Ведь понятно было то, что происходило в чистилище. Глядишь, и здесь разберусь. Рой не отзывался. Я попытался поймать одного из его представителей. Тщетно. Меня просто никто не замечал. Как будто меня вообще не существовало. А что, если, как в прошлый раз, только самовольно походить по этим дверям? Как мне вообще удалось выйти отсюда в прошлый раз? Может, стоит попробовать поговорить со светлыми? Идея показалась стоящей, но все попытки остановить кого-то из них точно так же не увенчались успехом. Я несколько раз входил в разные двери и оказывался в точно таких же коридорах, как предыдущий. Души ждали своего приговора, сидя на скамейках вдоль стен. Я попробовал сменить восприятие мира, но кроме паутинок, связывающих все это в единую систему, ничего не увидел. Мир энергии представлял собой сортировочный центр. Сгустки энергий, светлые и темные, метались по этим паутинкам. Иногда они подхватывали души, помеченные в чистилище, и передавали их другим сущностям. Те, в свою очередь, уносили их дальше. Разобраться в этой системе было просто нереально. А интересно, я могу посмотреть на материальный мир отсюда? И откуда вообще берутся призраки? Ведь они есть, теперь я в этом не сомневался. Может быть, это такие же, как я, которые не принадлежат ни к одному из лагерей? Я остановился и попробовал сделать так, как я переносил себя на пляж. Пространство поддалось. Вначале я появился в своей квартире. Нет, не в той, которая находится в Москве. Я появился у родителей. Звуки из материального мира были глухими. Как будто ты слышишь соседей через стенку. Предметы вокруг были подсвечены, и от каждого такого света шла едва заметная паутинка, которая привязывала тот мир и этот. Мне стало любопытно, что будет, если я потрогаю одну такую. Я протянул пальцы
и попытался схватить ниточку, отходящую от вазы. Когда я подцепил ее пальцем по типу струны на гитаре, ваза задрожала на столе. Я попробовал порвать ее, но это оказалось не так просто. Потянув за эту струну изо всех сил, мне удалось задуманное. С тихим звоном паутинка порвалась. Свет, исходящий от вазы, стал гаснуть. Ваза начала терять цвет и спустя мгновение покрылась трещинами, а затем лопнула. Нет, она не разлетелась на куски, не осыпалась прахом, просто раздался хруст, и от вазы отвалился неровный кусок. Все, эту вещь осталось отнести на помойку. В те моменты, когда я не желал прикасаться к этим связям, моя энергия просто проходила сквозь них. Я стал прислушиваться к разговору в квартире родителей. По отдельным фразам и словам я начал понимать, что говорили обо мне. Выйдя из своей старой комнаты в зал, до меня наконец дошла вся суть разговора. Голоса стали отчетливее, да и смысла прислушиваться больше не было. В зале сидели отец, мать и двое полицейских. Мать плакала, закрыв лицо руками. Отец был мрачным. Он молча слушал представителей закона и гладил мать по плечу. — Я не понял, — сурово спросил отец. — Мы можем похоронить сына или нет? — Я же вам объясняю, — с усталым лицом ответил полицейский с погонами майора. — Мы не можем выдать вам тело. Его украли. — Кому оно могло понадобиться? — не желал понимать отец. — Нам-то что делать? Пустой гроб закапывать? После этих слов мать зарыдала еще сильней. Я не мог смотреть на это все. Сердце, или что там сейчас вместо него, сжалось. По крайней мере, ощущения были именно такие. У меня самого едва не проступили слезы, а к горлу подкатил комок. И вот именно сейчас я ясно осознавал, чего именно мне требовалось от душ. Я хотел вернуть назад свои чувства и эмоции. Тело мое живет, вот только управляется оно условными рефлексами. А все то, что делало меня человеком, осталось здесь. Пока я в этом мире, мне необходимо найти выход. Я больше чем уверен, что как только я оживу, я тут же попытаюсь убить Валеру. Ведь он не просто так скинул меня с балкона. Сейчас я понял, для чего он совершил такой поступок. Ладно, нужно как-то выбираться отсюда. Попробовать переместить себя к телу? Почему нет? Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться на себе. Не вышло. Видимо, нужно искать ногами. Но пока я дойду от своей селухи до Москвы, год пройдет. Почему я не могу вырваться отсюда? Может быть, я привязан к родителям эмоционально? Я попробовал закрыть глаза и сосредоточился на другой эмоции, которая направлена к не менее близкому человеку. Получилось. Когда я открыл глаза, то увидел Оксану. Вот только занималась она совсем не тем, чем мне хотелось бы. Нет, она не наставляла мне рога, хотя сейчас я бы ее понял. Без души я вел себя как последняя сволочь, так что можно было бы. Но вот она выбрала совсем другое занятие для того, чтобы скоротать вечер. Сейчас она вместе с Валерой упаковывала мой труп в багажник моей машины. Так значит, вот как он меня нашел. Молодчина. Все бы ничего, но я не успел даже сообразить, как они захлопнули двери и умчали меня от меня же. Нет, с одной стороны, молодцы, вот только где вас теперь искать? Ладно, попробуем повторить эксперимент с эмоциональной привязкой. Я снова закрыл глаза, подумал об Оксане, о ее запахе, о ее глазах. Не вышло. Что-то я делаю не так. Одно хорошо, не нужно топать пешком от родителей до Москвы. Так, куда они меня повезут? Вряд ли домой к Оксане, там Денис. А где живет Валера, я даже не удосужился узнать. По идее, место должно быть тихое и вдали от людей. Что-то типа промзоны, желательно, чтоб заброшка. Там, конечно, есть шанс нарваться на бомжей, но всегда можно их вначале шугануть. Опять же, все зависит от того, что они хотят. И тут меня осенило. Может быть, мне проще дождаться того момента, когда я оживу, и просто спросить, где мы? Но захочет ли это делать тот я, который без души? Насколько я помню те свои ощущения, мне нравилось. А может и нет, может быть, мне просто было пофиг? Я сидел на скамейке недалеко от гостиницы и ожидал тот самый момент, когда я вернусь к жизни. На улице уже начало светать, но я все так же продолжал сидеть в ожидании.
Нормально. Заняли мое место, и как будто так и надо. Услышал я голос слева. А когда повернул голову в ту сторону, то и обладателя его увидел. Это был среднего возраста человек, лет эдак 40-45. Одет в клетчатую рубаху. Точно такие были модными в 90-е. Красная и черная клетка, по типу американских фермеров. При детальном осмотре так и оказалось. Джинсы, казаки, все как положено. «Извините», — поднялся я со скамейки и побрел в сторону соседней. И тут меня снова как громом ударило. Это же призрак, иначе как он меня смог увидеть? Простите еще раз, — обернулся я к нему. Не знаю, как к вам обращаться. А какая теперь разница? Вздохнул тот и развалился на скамейке, закинув руки за голову. Мы мертвы, а то, что было до этого, уже не имеет никакого значения. Я пока еще не мертв, — сказал я. Ну да, конечно. Именно так я и думал. Первые лет 10. Ха-ха-ха. Расхохотался он на свою шутку. Расслабься и получай удовольствие. А почему вы здесь? Меня заинтересовал этот тип. Я захотел разобраться. Что значит почему? Удивился тот и сел на скамейку уже нормально. Я умер. Но почему ты здесь, в материальном мире? Не сдавался я. Почему не ушел в чистилище и дальше? Ты меня что, учить еще будешь? Разозлился он. Я вообще-то подольше тебя здесь нахожусь. Нет никакого чистилища. Это все бабкины сказки. А ты видел смерти других людей? Спросил я. О, я видел столько всего, оживился призрак. Вот буквально недавно, вон в той квартире, одна красотка... Стоп, я не об этом. Остановил его я, уже примерно понимая, о чем сейчас пойдет речь. Ты видел, как кто-то из людей умирал? Ну, конечно, видел. Сделал скучное лицо он. И не один раз. А их призраки тоже остались здесь? Наконец мне удалось подвести его к главному вопросу. Ой, да что ты мне паришь? Беззаботно отмахнулся тот. Какая мне разница, кто и где остался, и куда они пошли? Отвянь, мужик. А ты не знаешь, как я могу переместиться в нужное мне место? Попросил я у него совета. Ногами, чувак, улыбнулся тот. Нет, в Москву-то я попал иначе. Начал я объяснять ему, что именно мне нужно. Я вначале оказался дома, а потом подумал о своей девушке и оказался здесь, в Москве. Эй, не, чувак, это так не работает. Снова сел он на скамейку. Быстро переместиться ты можешь только в два места. Первое — туда, где ты родился. Точнее, там, где ты прожил первые 3 года. Ну или где ты там был до крещения. Второе — туда, где ты умер. «Ха-ха-ха!» — вдруг расхохотался он. «Поздравляю тебя, мужик! Кажется, твоя девушка тебя замочила». «Ну, здесь немного другая ситуация. Но я понял, что ты имеешь в виду». Витиевато ответил я. Даже сам не понял, что сказал. «А я могу как-то почувствовать свое тело?» «Без понятия, чувак», — пожал плечами тот. «Все, отвали. Достал ты меня со своими заскоками». Я пытался задать еще пару вопросов, но этот странный тип заткнул уши руками и начал напевать какую-то дурацкую песенку. Оставалось надеяться только на мой собственный вариант — дождаться своего воскрешения. Не знаю, что я сделал, но время вокруг меня заструилось с другой скоростью. Как будто кто-то включил видео на быструю перемотку. Вначале взлетело солнце, затем стали появляться дворники, следом за ними редкие прохожие. Все они двигались, как в немом кино, быстро и безмолвно. Шум города превратился в сплошной гул. Время до сумерек пролетело за час, а я сидел словно в трансе и просто наблюдал за происходящим. Вдруг какая-то сила подхватила меня и начала поднимать. Я увидел свой дух, сидящий на скамейке в парке около гостиницы. Шум стих, появилась тошнота и боль. Я медленно вздохнул и попытался открыть глаза. Сердце отдавало стуком прямо в мозги. Постепенно все ощущения пошли на убыль, и я осознал себя сидящим в каком-то гараже, прикованным к стулу. Рот был заткнут, но глаза мне не завязали. Я попытался пошевелиться, да куда там. Валера знает свое дело. «Очнулся?» — услышал я его голос. «Или лучше сказать, воскрес?» Я попытался сказать, чтобы он шел в жопу, но вышло только нелепое мычание.
«Я ни слова не понимаю из того, что ты говоришь», — ответил тот. «Но слышать ты можешь. В глаза мне посмотри». Я поднял на него свой безразличный взгляд. «Понятно», — продолжил он. «Короче, слушай меня внимательно. Я буду убивать тебя до тех пор, пока ты не вернешь свою душу. Кивни, если понял». Я кивнул головой, после чего Валера достал из-за спины пистолет с глушителем, приставил к моей голове. Я начал мычать, показывая всем своим видом, что нам нужно поговорить. Но Валера не собирался меня слушать. Он сказал все, что хотел. Сухой щелчок отработавшего механизма. Моя голова дернулась назад от попадания пули. Сзади вылетел фонтан из мозгов и окрасил стену за мной. Всего этого я, конечно, не видел. Как не видел того, что Оксана смотрела на все, прикрыв рот ладошкой. Как после увиденного ее рвало и трясло. Себя я приобрел все на той же скамейке. Вот только сейчас я точно знал, что нужно делать. Как сказал этот странный тип, быстро прыгнуть я могу туда, где родился, или туда, где... Глава 21. Я огляделся вокруг. Мир выглядел все так же. Деревья и вещи имели легкую подсветку. Люди светились ярче. Мало того, цвет этого свечения был разный и периодически менялся. Видимо, зависело это от настроения. Зажмурив глаза, я сосредоточился на своем теле. Точнее, на том месте, где я умер. Получилось. Наконец я смог увидеть то место, куда меня привезли Валера с Оксаной. Обыкновенный гараж. По краям стоят два старинных дивана, верстак с тисками, большой железный ящик. Самое интересное, что почти все вещи здесь были мертвые. Ниточки, которые отходили от все еще подсвеченных предметов, истощились, а само свечение было тусклым и едва приметным. Валера лежал на одном из диванов и листал телефон. Оксана дремала на другом диване. Мой труп все так же находился здесь и был привязан к стулу. Я приблизился к своему телу и попробовал вселиться в него. Усевшись на стул, я попытался принять его позу, чтобы полностью слиться с ним. Никакого эффекта. Все попытки взять тело под контроль не увенчались успехом. Я сел напротив и задумался. Ладно, видимо, как в кино не получится. Нужно попробовать что-то еще. Подсказал бы хоть кто. У Валеры тоже не попросишь, чтобы в интернете посмотрел. Хотя... Я подошел к нему и попробовал прикоснуться к телефону. Бесполезно. Рука просто прошла сквозь него. Никакой реакции со стороны электроники не последовало. Со стороны человека тоже. Я даже пробовал дать Валерию в морду. В общем, материальные и энергетические миры просто несовместимы. Стоп, я же сломал вазу там, в родительском доме. Может, попробовать то же самое и здесь? Я подошел к тискам, одной из немногих вещей, которые имели свечение, и попробовал подхватить нить. Вроде вышло, паутинка начала вибрировать, а вместе с ней стали позвякивать и тиски. Валера оторвался от телефона и посмотрел в сторону звука. Затем быстро встал и подошел к ним. Я заволновался, и у меня перестало получаться сосредоточиться на паутинке. Валера осмотрел тиски, хмыкнул и вернулся на диван. Только на этот раз он сел, а телефон положил рядом. Я снова стал присматриваться к бликующей нити. Попытался подхватить ее. Снова получилось. Тиски издали едва уловимый стук. «Пришел», — удовлетворенно произнес Валера. «Это хорошо, значит, послание доставлено». Он встал и прошелся по гаражу. При этом он смешно водил перед собой руками, как будто слепой. Видимо, надеялся потрогать меня. Я даже специально пару раз подставился, но бесполезно. Присмотревшись получше, я заметил у Валеры и у Оксаны точно такие же нити. Попробовать подергать за них? Главное, осторожно. Если порву, то они, скорее всего, умрут. Валера вернулся на диван и стал прислушиваться и присматриваться. Обойдя его немного сбоку, я начал всматриваться, чтобы снова увидеть тонкую энергетическую нить. Увидел, протянул к ней руку и попробовал подцепить. Вышло не совсем то, что я хотел. Валера тут же схватился за голову и вскрикнул. «Больно же, придурок!» — спустя какое-то время произнес он. «Иди над собой экспериментируй».
Кстати, а интересно, у меня-то есть такая паутинка? Я подошел к своему телу и начал присматриваться. Нет, ничего, только слабое свечение, которого, кстати, совсем недавно не было вовсе. Я попробовал еще раз пристроиться на стуле, скопировал как смог позу. Ничего не произошло. Ладно, может быть, нужно подождать? Может быть, что-то получится, когда тело начнет оживать? Я подошел к Оксане. Как же я соскучился по ней. Попробовал дотронуться до нее. Как и думал, ничего путного не вышло. Она даже не проснулась. Я сел напротив своего тела и принялся ждать. Когда свет внутри стал походить на тот, какой виделся у живых, я подошел к себе и снова попытался отыскать паутинку связи. Теперь мне это удалось. Проследив за ней, я заметил, что она подходит ко мне. Попробовал подцепить ее, без результата. Палец сверкнул, проходя через нить, и на этом все. Я подошел поближе и попробовал вглядеться в свет, исходящий от моего тела. Мир вокруг закружился, и меня начало куда-то уносить. Я изо всех сил сосредоточился и попытался ухватиться за единственную нить, которая соединяла нас. На этот раз мне это удалось. Я стал подтягиваться к телу, все ближе и ближе, а нить, за которую я держался, разгорелась, словно раскаленный металл. Яркая вспышка в глазах, тошнота, головная боль, полный комплект ощущений. Я застонал. Он очнулся, подскочил Валера. «Оксан!» Девушка оторвалась от книги и подскочила. Чуть не бегом она приблизилась ко мне, схватила за подбородок и заглянула в глаза. Увидев ее взгляд, я едва не прослезился. Как же я соскучился! Как же хотелось ее обнять, прижаться всем телом! «А-ву-ву-фу-фа!» — промычал я кляпом во рту. «Я тебя тоже люблю, милый». На глазах Оксаны проступили слезы. «Валер, развяжи его быстрее». «Это точно он?» — с опаской посмотрел на меня тот. «Точно, точно, давай скорее, я не справлюсь с твоими узлами», — затараторила девушка. «Ну так профессиональные узлы», — выдал Валера и принялся распутывать меня. «Дайте попить, а?» — сказал я, когда Кляп покинул свое место. Мне сунули в руки бутылку с водой, к которой я тут же присосался. Выпил за один присест, наверное, литр. Затем отдышался и присосался повторно. «Спасибо вам», — сказал я и тут же заработал в челюсть. Слетел со стула и больно приложился головой о пол. «Это тебе за первого и за то, что кинул меня», — сказал Валера. «Обязательно было это делать при мне», — возмутилась Оксана и присела передо мной на корточки. «Как ты?» «Хорошо», — сплюнул я кровь на пол и улыбнулся во все 32 зуба. «Спасибо, Валер, и извини». «Да ладно, чего уж там», — улыбнулся тот и протянул мне руку. «Но первый сказал, что больше на вас работать не будет». «Ты опять на «вы»?» — удивился я. «Субординация», — усмехнулся он. «Ясно», — протянул я. «Ну что, по Парфенову Николаю Алексеевичу пробивал?» «Так, по легкой», — ответил он. «По всему выходит, что обычный мужик». «Ладно, по ходу дела, значит, разберемся», — кивнул я. «Валер, отвезешь нас с Оксаной домой?» «Без вопросов», — улыбнулся тот и с дружеской улыбкой хлопнул меня по плечу. «Я рад, что вы вернулись, шеф». «Валер, может, все-таки на «ты»?» — спросил я. Не положено», — усмехнулся тот. «Но за пивом обещаю никаких «вы». «Заметано», — поднял я палец вверх. «Оксан, можно я у тебя поживу? А то я вроде как умер». «Лебедев, ты дурак, нет?» — оторвалась она от своего занятия по приведению внешности в безупречный вид. «Мы вообще-то жить вместе собирались». «Точно!» — хлопнул я себя по лбу ладонью. «Валер, нас к ней. Или к нам». «Понял, пойду машину греть», — ответил тот и вышел из гаража. На улице уже вовсю правила ночь. Оказалось, что все мое пребывание в потустороннем мире заняло чуть больше суток. Ну, главное, решили и разобрались. Осталось понять, как отразилось мое неповиновение на сделку с Оксаной. По идее, сделка была закреплена, мою душу он получил. Но вот отобразится ли тот факт, что Адам не смог ее удержать? Или теперь это уже не имеет значения? Ладно, разберемся позже. Нужно еще понять, что он имел в виду, когда сказал, что мне кто-то помогает.
Лично я ничьей помощи не получал и не видел. Кроме моих близких, естественно. И как теперь быть с родителями? Показываться им на глаза или лучше пропасть навсегда? Отправить бы им весточку, незаметную, чтоб со стороны никто не догадался. Точно, Генка! Вдруг осенило меня. Что? Переспросила Оксана, услышав мое бормотание. Я думаю, родителям весточку надо передать, ответил я. А то они пустой гроб вместо меня хоронить собираются. Я из того мира видел их. Не советую, глядя в зеркало, сказал Валера. Да я сам понимаю, что показываться перед ними нельзя, ответил я. Вот думаю, что друг мой, Генка, сможет тихо передать, что я жив. Все равно не советую, сказал тот. Настроение родителей изменится, это сразу поймут. А я думаю, что можно, спокойно сказала Оксана. Если ты Генке этому доверяешь, то ничего страшного не произойдет. Догадки еще не являются доказательством. Смотрите сами, буркнул Валера. Но если уж решили, то только после похорон. Ха-ха-ха, рассмеялся я. А я бы, кстати, посмотрел на это мероприятие. Оксана улыбнулась и положила свою голову мне на плечо. Ночь прошла так, будто это было в первый раз. Мы впитывали эмоции друг друга, как губки, и страсть от этого становилась все ярче. В конце концов на улице рассвело, когда мы оба, обессиленные, развалились на кровати. Поспать удалось лишь пару часов. Валера тот еще конспиратор. Тот номер, которым он пользовался постоянно, теперь был под запретом. Вечером, перед тем, как нас высадить, он велел записать мне новый. И так теперь будет каждую неделю. Чтобы в полиции не поняли, что я все еще жив. Уж не знаю, насколько это поможет. Позвонил я ему примерно за час до нашего выхода. Оксана все же решила продолжить работать на Адама. Раз уж ситуация со мной разрешилась, то и выделываться вроде как незачем. Хотя мне непонятно, чего она могла добиться своим бойкотом боссу. С Оксаной мы попрощались на несколько дней, потому как нужно было решать вопрос с Парфеновым. Срок исполнения слишком большой для обычного человека, так что неизвестно вообще, как все сложится. Она, конечно, в курсе всех моих дел. Смысла что-либо скрывать от нее просто не вижу. Тем более, что и работаем мы на одного босса. С Валерой мы сразу поехали в город проживания Парфенова. Все, что смогли на него нарыть в интернете, уже просмотрели. Дальше выжидать смысла нет. Пора приниматься за работу. Город оказался хоть и маленький, но очень приятный. Буквально недавно был в подобной провинции. Вот только там была полная разруха. Здесь же вдоль дороги были оформлены клумбы. Асфальт лежал на своем законном месте и был ровным. Ни дыр, ни трещин, даже разметка свежая. Окраина городка являлась частным сектором и выглядела точно так же, ухоженно и красиво. В центральной части была площадь, на ней стоял работающий фонтан. Вскоре его выключат и осушат, но пока он все еще функционировал. В целом впечатление городок оставил положительное. Значит, можно содержать провинцию. Здесь главное, чтобы голова о хозяйстве болела. Не думаю, что местный барин не подворовывает, вот только жаловаться на него никто не будет. Гостиницу сняли на краю города, без фантазии и каких-либо изысков. Тихая, скромная, но, как и все вокруг, чистая и ухоженная. Комнат взяли 2, скинули вещи и отправились на ужин. Ехали почти весь день, на обед купили по хот-догу на заправке. Жрать хотелось уже серьезно. Местная кафешка тоже порадовала. Цены не драли, кормили вкусно и, что главное, сытно. На порциях не экономили. И уже после того, как салат исчез, в моем желудке осталось не так много места. «Ну, с чего начнем, Валер?» — спросил я более опытного подчиненного, хотя вполне могу называть его другом. «Нужно к дому его пару камер поставить», — задумался тот. «Если повезет, то и в дом не мешало бы. Но это так, мечты. Завтра за ним покатаемся, понаблюдаем». «Принимается», — утвердил я план действий и принялся поедать основное блюдо. К дому Парфенова подъехали после того, как стемнело. Валера быстро прилепил 2 камеры, проверил их работу на планшете и закинул во двор несколько миниатюрных датчиков движения. Они должны были подать сигнал, когда хозяин выйдет из дома.
Денег на всю эту мелочь, хоть и дорогую, было не жалко. Работа важнее, а у карты лимита нет. Так что почему бы и нет? Ну вот, на сегодня все. Можно ехать в гостиницу спать. Утро было ранним. Датчик движения просигналил в 5 утра. Валера подпрыгнул быстро, а меня пришлось толкать. «Вставай давай, Соня!» В азарте Валера снова перешел на «ты». «Клиента упустим». Но никого мы не упустили. Парфенов вышел во двор с кружкой чего-то горячего, сел на пластиковый стул и закурил. В руках его появился планшет, и он начал в нем что-то увлеченно читать, а может быть и смотреть. Спустя полчаса он поднялся с места и зашел в сарай. Вышел с ведром, зашел домой. Через какое-то время снова вышел с ведром и опять в сарай. Скотину, видимо, держит. Примерно в 7 утра, когда все дела по хозяйству были сделаны, он вышел из дома, сел в старенькую 11-ю и укатил. К тому моменту мы уже сидели в машине недалеко от его жилья. Как только он отъехал, мы тут же пристроились ему в хвост. Ехать оказалось недалеко. Парфенов остановился у ворот деревообрабатывающего комбината и пошел на проходную. Спустя мгновение его спина удалялась вдоль цехов. «Ну и что дальше?» — спросил я. «Приехал мужик на работу, и что?» «Ну, приехал и приехал, пусть себе работает», — ответил Валера. «А мы здесь посидим, неподалеку». «И стоило ради этого подниматься в такую рань», — забормотал я. «Вы, кстати, можете поспать, а я покараулю», — разрешил он. А так и собирался. Оставил я последнее слово за собой, после чего развалился на заднем сиденье и закинул руки за голову. Проснулся я часа через 2 от того, что все затекло. Все-таки машина — это не диван. Длины салона недостаточно, чтобы полноценно вытянуть ноги, а иногда хочется. «Ну, чего там?» — спросил я Валеру, перегнувшись через сиденье. «Ничего, работает», — ответил тот. Все это время он читал какую-то книгу в телефоне. «Валер, ты чего, книги читаешь?» — удивился я. «А что не так?» — глянул он на меня в зеркало заднего вида. «А, понятно. Тупой военный и все такое». «Вот только не надо навешивать ярлыки», — усмехнулся я. «Так это не я их навешиваю», — ответил он. «Ладно, замяли», — сдался я, понимая, что был неправ с подобной постановкой вопроса. «Что хоть пишут-то?» «Да всякое», — отмахнулся тот. «Ясно», — выдал я фразу, которую обычно произносят, когда нечего больше сказать. За весь день я извелся. Сидеть без дела было выше моих сил. Я пробовал читать, играть, выкурил чуть не 2 пачки сигарет. Валера же вел себя спокойно. Никаких признаков нервозности. Такое ощущение, что ожидание для него в удовольствие. «Валер, да оторвись ты от своей книги!» — взвыл я почти под вечер. «Не могу уже, скучно». «Это потому, что вы ждать не умеете», — философски заметил он. «Нужно найти себе занятие по душе, и все». «Тебе легко говорить», — сказал я. «Нет, я серьезно», — оживился тот. «Был у нас в отряде один воин. Так тот, как на пост идти, чуть не в слезы. Не могу, говорит, без дела. Лучше на передовую отправьте, под пули. Куда угодно, только чтобы вот так впустую не сидеть». «Ну, я его прекрасно понимаю», — согласился я с неизвестным мне воином. «Ну так вот», — продолжил Валера. Ему как раз второй посоветовал дело себе найти. И что вы думаете? Он выдержал небольшую паузу на свой риторический вопрос. Нашел ведь. Вязать взялся. Мы все над ним хохотали. Здоровый детина, а шарфики вяжет. Да так лихо у него это дело получалось, что мы всем отрядом его заказами заваливали. Да и не только мы. Так вот он после того, как нашел в себе это, на смены стал проситься и других подменять. — Валер, ты мне что, вязать научиться предлагаешь? — хохотнул я. — Да не в жизнь. — Ну почему сразу вязать? — оскорбился тот. — Я вот в армии читать стал. Второй фокусы карточные научился изображать. Первый так тот вообще художник. Карандашом такие чудеса творит. Талант. — Нет, Валер, — помотал я головой. — Мне ваши военные приколы не понять. — Это вы просто не пробовали, — усмехнулся тот. — О, вон и клиент наш выходит. Действительно, через проходную вышел Парфенов. Сел в свою машину, потарахтел двигателем, прогревая его, и покатил с работы.
Мы двинулись за ним. Вот только ничего странного не обнаружили. Тут заехал в пару магазинов, закинул пакеты на заднее сиденье и спокойно подъехал к дому. Затем занес пакеты домой и вышел оттуда уже с женой. Они вместе сели на пластиковые стулья, открыли по пиву и просидели спокойно, общаясь до самого вечера. На следующий день все повторилось в точности так же. А вот на третий я уже не выдержал. — Валер, все, меня достало это шпионство, — сказал я. — Сегодня же его берем. — Да я бы его еще вчера принял, — усмехнулся тот. — И чего же ты тогда ждал? — раздраженно спросил я. — Как это чего? — удивился тот. — Команда, естественно. — Валер, ты специально, да? Глазами полными надежды посмотрел на него я. — Ага, — довольно кивнул тот. — Ладно, вечером спеленаем. Вечером так вечером. Все равно настроение уже улучшилось. Надоело сидеть в машине целый день. Даже пожрать нельзя выйти. Хорошо, хоть для второго дня я подготовился и взял с собой еды. Кстати, Валера был прав. Как только я начал нарезать колбаску и составлять вкуснейшие бутерброды, время полетело быстрее. Парфенов, как обычно, вышел с проходной, завел машину и, посидев в ней минут 5, тронулся с места. Брать его решили возле дома. Уже осмотревшись, приняли это за самый нормальный вариант. Валера заранее обогнал его в городе, затем подъехал к дому Парфенова и поставил машину поперек его заезда. Хозяин появился примерно через 15 минут и, естественно, заметив, что его заезд перегородили, остановился чуть ранее. Он вышел из машины и направился к водительской двери, которая смотрела на его ворота. Как только он подошел к Валере, тот без лишних слов схватил того за шею сзади и, подтянув к себе, врезал кулаком в челюсть. Парфенов закатил глаза, а я, подхватив его тело, кое-как при помощи Валеры втиснул его в салон на заднее сиденье. Мы быстро стянули ему руки и ноги пластиковыми хомутами и вставили кляп в рот. Валера перепрыгнул вперед, и наша машина рванула с места. До места, на котором была заключена сделка, доехали за полчаса. Я не хотел задавать никаких лишних вопросов. Вытащив мычащего клиента из машины, я тут же приложил руку к его груди. Вот только привычного уже эффекта не последовало. Мало того, моя рука даже не смогла коснуться его, как будто наткнулась на преграду. — Это еще что за новость? — возмутился я. — Теперь-то что не так? — Ты не возьмешь его душу, — раздался сзади из кустов мелодичный женский голос. Глава 22. Я обернулся. Передо мной стояла красивая женщина, чем-то напоминающая Лилит, дочь Адама. Или это вторая его дочь, или... «Вы Ева?» — ошалел я от выводов, которые пришли в мою голову. «Вы действительно интересная личность, Максим Александрович», — приятным голосом ответила она. «Вы так и не ответили на вопрос», — настоял я. «И меня теперь зовут иначе». «Мне без разницы, что написано в вашем паспорте. Важно то имя, что дали вам при рождении», — ответила она. «И да, вы правы, я Ева». «Но Адам сказал, что вы стали смертной, что он потерял вас», — усомнился я. «Насколько мне известно, вы сейчас должны находиться без души в виде демонического роя», — улыбнулась она. «И тем не менее вы здесь». «Понятно», — кивнул я. «И почему же мне нельзя трогать его душу?» «Потому что она не ваша, и Адаму она тоже не достанется», — стала строгой Ева. «Он ее продал», — настойчиво сказал я. «Значит, она уже не его». «Продал, как и вы свою», — согласилась она. «Он отдал свою душу за жизнь другого. Такие поступки не остаются незамеченными». «По-моему, вы что-то путаете», — усмехнулся я. «Моя душа унеслась прямиком в ад, а он топчет землю уже 25 лет. Адам сразу забирает душу, отданную взамен». «И это правда», — согласилась Ева. «Николай Алексеевич отдал свою душу за жизнь человека, которого он даже не знал, и в дополнение к этому ничего не попросил». «Я, конечно, верю в человеческую бескорыстность, но чтобы вот так, незнакомому человеку?» — удивился я. «Это что же за ситуация должна произойти?» «Да, вы действительно интересный человек», — задумчиво произнесла Ева. «И вы снова правы.
Николай попал в скверную ситуацию. На зимней дороге он потерял управление и сбил человека. Так вот и вышло, что кровь, перекресток и желание от души привели к подобной судьбе. «Вы хотите сказать, что для призыва Адама достаточно этих 3 вещей?» — спросил я, уже готовясь задать вопрос с подвохом. «Это так», — кивнула Ева. «Тогда объясните мне ситуацию с моей Оксаной». Я наконец-то подвел разговор к интересующему меня моменту. «А что именно вам непонятно?» — спросила она. «Ну, например, то, что Адам сам к ней пришел, без призыва», — начал перечислять я. «Или то, что мне пришлось отдать за нее свою душу, вместо того, чтобы вы встали на ее защиту». «Ну, по второму пункту я могу дать лишь одно объяснение», — ответила Ева. «Вы сами решили так поступить. Я встала на вашу защиту. Я не дала вам попасть в полную власть Адама, потому что ваш поступок был актом самопожертвования». «Но Оксана тоже отдала свою душу за жизнь сына», — не отставал я. «Кто вам это сказал?» — удивленно приподняла бровь она. «Как кто?» Теперь уже пришла моя очередь удивляться. Она сама и сказала. «Да что там, Денис, ее сын, он первым об этом сказал». «Вас обманули, Максим Александрович», — нахмурилась Ева. «Боюсь, если бы вы знали истинную причину, вы никогда бы не согласились пожертвовать собой». «Что вы говорите?» — картинно удивился я, но внутри у меня все сжалось. «Так, может быть, подскажете мне, уважаемая Ева, что такого пожелала Оксана, чего я не смог бы понять?» «Я не люблю огорчать людей, Максим Александрович», — сделалась еще более хмурой она. «Как и любая мать, я люблю вас, и мне больно смотреть на ваши страдания». «Вы же понимаете, что я все равно докопаюсь до правды», — продолжал допытываться я, уже забыв о настоящей цели моего здесь присутствия. «Пусть так, но об этом вы должны услышать не от меня», — отказалась Ева. «Хорошо, пусть этот вопрос останется открытым», — согласился я. «Скорее всего, вы правы, мы сами разберемся. Но что мне делать по поводу Парфенова?» «Его душу вы не получите», — строго сказала она. «И обсуждать здесь нечего». «Но вы знаете правила не хуже меня», — усмехнулся я. «Я обязан буду заплатить штраф, и он вам не понравится еще больше». «Не поняла», — удивилась она. «О каком штрафе идет речь? Что за новую уловку подсунул вам Адам?» «То есть как?» — снова пришла моя очередь удивляться. «За одну упущенную душу я обязан предоставить ему 2. Как я понимаю, без разницы какие». «Ай да муженек!» — звонко расхохоталась Ева. «Вот ведь прохвост. Это не правило, Максим Александрович. Это его собственная уловка». «Но я поставил свою подпись в контракте», — продолжил я. «Я не могу нарушить то, что подписано кровью». «Не можете», — согласно кивнула она. «Но это уже не мои трудности». «Так значит, я приведу к нему другие души, и вы не станете за них заступаться?» Продолжил я развивать тему. «Вы мне нравитесь, Максим. Можно я буду обращаться к вам без отчества?» — спросила она, а я кивнул в ответ. Действительно, как-то неудобно выходит. Я к ней просто по имени, а она ко мне вот так. С другой стороны, у нее нет отца, или, как выразился Адам, человеческое горло не в состоянии произнести его имя. «Ну так вот», — продолжила она, — «я вам помогу». «Отдать 2 души взамен его?» — удивился я и ткнул пальцем замершего Николая Парфенова. «Что-то верится с трудом». «Нет, отдавать чьи-то души я, конечно же, помогать не стану», — улыбнулась Ева. «Но подсказку вам дам». «Ого, бесплатный совет? Круто!» — скептически произнес я. «Ну что, я весь внимание». «Зря вы так, Максим», — грустно посмотрела на меня она. «Я лишь хочу вам помочь. Вы не обязаны забирать ничьи души, тем более, что это не в вашей компетенции. Вы всего лишь посланник от имени Адама. Но вот привести 2 людей, которые захотят продать свои души, вы в состоянии. А если эти люди сделают подобное как акт самопожертвования, тогда вы подниметесь в моих глазах». «Спасибо за совет», — вновь усмехнулся я. «Таким образом вы сразу же убиваете 2 зайцев. Точно так же, как и Адам, подсаживаете меня на пирамиду». «Я не совсем вас понимаю сейчас, Максим», — сделала честные глаза Ева.
А вот сейчас вы врете, спокойно сказал я и пояснил свою позицию. В тот день, когда я приду за душами этих двоих, которые совершили это самое самопожертвование, вы точно так же не дадите их забрать. Только мне придется привести к Адаму уже 4. Ах, вот вы о чем, рассмеялась она. Нет, Максим, вы меня не так поняли. Второй пункт совета — это всего лишь рекомендация, но не призыв к действию. Хорошо, пусть будет так. Но вы, скорее всего, знаете, что я поступлю именно так, сказал я. У меня еще к вам пара вопросов. Не стесняйтесь, Максим, улыбнулась она. Я остановила привычный для вас бег времени, так что у нас его целая вечность. А я-то думал, что вы просто этих заморозили, задумчиво кивнул я на Валеру с Парфеновым. Ладно, не суть. Мне интересно, как вы помогли мне там, в мире духов и энергий. Неужели вы ничего не заметили? Улыбнулась Ева. Или вы посчитали, что каждый в рое может мыслить отдельно? Теперь понятно, кивнул я. Вы оставили мою волю. Вы правы, кивнула Ева. Что-то еще вас смущает? В этом вопросе нет, замялся я, не зная, как подать следующий вопрос. Понимаете, мне очень любопытно узнать о вас. Ха-ха-ха, звонко расхохоталась Ева. Не стесняйтесь, Максим. За исключением интимных подробностей, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Нет, ваши интимные откровения мне ни к чему. Кажется, я даже покраснел. Почему вы на разных сторонах? Как так получилось, что Адам стал главным в аду, а вы попали на службу в рай? Я попросила прощения у отца, ответила Ева. Я даже за Адама просила прощения. Но простил он только меня. Адам не хочет с ним даже видеться. В тот день, когда он создал меня, отец разозлился. Ведь мой муж играл с материями, к которым доступ был только у Бога. Я попробую объяснить на примере. Вот если ваш сын возьмет без спроса ваш, не знаю, компьютер, а у вас на нем все важные документы по работе. И вот, не зная толком, как им пользоваться, он нарисует в нем картинку и принесет похвалиться. Понятно, что я разозлюсь, ведь он мог сломать его или удалить весь мой труд за год, согласно кивнул я. Вот и в этой ситуации произошло то же самое, продолжила Ева. Только вместо компьютера была энергия сотворения мира, а вместо картинки он показал ему живое существо, меня. Естественно, что отец разозлился. Естественно, что наказание последовало сразу. Вот только угол, в который поставили Адама, тоже не был совсем обычным. На меня это подействовало быстро, а вот ему все казалось, что он не сделал ничего такого. Он хотел быть похожим на отца. Он хотел его признания. — А как долго вы были вместе? — спросил я. — Всю жизнь, — улыбнулась она. А потом, когда пришла смерть, мы очень сильно удивились. Вначале умерла я, а через некоторое время Адам. — Что-то я совсем запутался, — почесал я макушку. — Но если вы оба умерли, тогда как? — Все и просто, и сложно, — улыбнулась она. Мы оба после смерти предстали перед ним. Я стала просить прощения и за себя, и за Адама. Результат ты уже знаешь. Нам обоим была дарована жизнь, вот только по-разному. Хотя, возможно, что и нет. Просто каждый из нас сделал свой выбор. Адам не захотел возвращаться и создал то, что хотел, свою вселенную. Я же осталась с отцом. — Что значит свою вселенную? — уточнил я. — Ты хочешь сказать, что ад не был задуман с самого начала? — Этого я тебе не скажу наверняка, — усмехнулась она. — Мне иногда кажется, что это и было задумано именно так. А может быть и нет. Но то, что его создал Адам, знаю наверняка. «Кажется, для моего мозга этого уже достаточно», — сказал я, почесывая макушку. «У меня и так мир рухнул». Затем, подумав, задал еще один вопрос. «Ева, а ведь у вас наверняка уже имеются на примете люди, готовые спасти близких». «Значит, вам все же нужна моя помощь?» — улыбнулась она. А я коротко кивнул. «Скоро вы все сами поймете», — сказала она и исчезла вместе с паузой во времени. «Ну давай, я готов!» — услышал я голос Парфенова. «Чего тебе давать-то?»
— усмехнулся я. «Я знаю, зачем вы пришли», — уверенно сказал он. «Дурак ты», — усмехнулся я. «Мы просто обознались. Поехали, Валер, этот сам развяжется». Валера кивнул и полез в машину. Через мгновение мы уже сорвались с места и уехали. Валера молчал и периодически косился в мою сторону. «Что?» — не выдержал я. «Ничего», — пожал тот плечами, но коситься продолжил. «Валер, если хочешь что-то спросить, то давай, не стесняйся». Снова не выдержал я. «Почему вы его отпустили?» — выдохнул тот. Я рассказал ему о встрече, которую он даже и не заметил. На что Валера задал сразу миллиард вопросов. А вот тогда как мы все не вымерли и не выродились от инцеста? Это был самый безобидный из них. Или, ну что, как она, сиськи нормальные? Ну, в целом, все, что мог, я ему поведал. В конце концов, шуточный напор водителя иссяк, и он точно так же перешел на главные вопросы. Основной из них звучал так. А что теперь делать? Глава 23. В Москву приехали под самое утро. Почти всю дорогу ехали молча, изредка перекидываясь простыми фразами. К Оксане я не поехал, хоть мы и решили жить вместе. Все потому, что предстоящий разговор меня тяготил. Да, я очень хотел разобраться, но не знал, с чего начать и как прийти к нужному моменту. Будь подобная ситуация у постороннего человека, да хоть у друга, я бы сейчас блистал красноречием. Мол, так и так, начать нужно с того, поговори обязательно. Вот только когда дело доходит до нас самих, чаще всего решение принять сложно. Плюс еще вся эта ситуация с Евой и незавершенной работой. Где мне теперь брать эти души? Зачем я вообще на все это подписался? И вот эта ее фраза «скоро ты сам все поймешь». Видимо, должно произойти что-то. Ладно, как говорится, нужно расслабиться и получать удовольствие. Гостиница встретила утренней тишиной. Молодой человек на ресепшене стойко боролся со сном и, кажется, побеждал. По крайней мере, в тот момент, когда я вошел в вестибюль, он встрепенулся, подпрыгнув со стула. «Доброе утро!» — довольно бодрым голосом поприветствовал он меня. «И вам не хворать!» — хмуро ответил я. «Номер мне, с большой кроватью». «Вам люкс или чего попроще?» — услужливо поинтересовался тот. «Мне похер, я спать хочу», — недовольно буркнул я. «Хотя давай поприличнее». Он молча покликал мышкой, пощелкал клавиатурой. Затем поднял на меня глаза и дежурно улыбнулся. «Свободным остался только президентский люкс», — уже с ухмылкой произнес тот. «Подойдет», — все так же недовольно буркнул я. А улыбка паренька растянулась еще больше. Он снова произвел какие-то манипуляции на компьютере, достал магнитный ключ, дважды провел им по намагничивающей приблуде и отдал мне. «С вас 44 тысячи», — не скрывая довольного вида, сказал он. «Картой», — сказал я, помахав перед его носом пластиковым прямоугольником. Парень указал на терминал, что-то снова кликнул на компьютере, а я приложил карту к приемнику платежа. Уже через несколько минут я плескался в гостиничном душе, а еще через некоторое время летел лицом в подушку, уже засыпая в полете. Уже утро? Или еще нет? Что за крики? Блин, какое утро? Я же на заре в гостиницу приехал. Сколько я спал? Час или 5 часов? Да что там у вас происходит, мать вашу? Злобно произнес я и распахнул дверь в коридор. Симпатичная девчонка стояла и визжала у двери напротив. Осторожно заглянув внутрь, я увидел веселенькую картину. На кровати, раскинув руки в стороны, лежал труп. То, что человек уже умер, было понятно по его стеклянному взгляду, который был направлен в потолок. Из его груди торчал нож, указывая на причину смерти. Рядом с кроватью стоял белобрысый паренек, весь в крови, с бледным лицом и трясущимися губами. «Заткнись!» — рявкнул я на девушку. Но той было все равно. Визг прекращался только для того, чтобы набрать новую порцию воздуха. Пришлось применить проверенный метод. Звонкая пощечина эхом разлетелась по коридору, но свое дело сделала. Визг прекратился. Буквально 2 шага,
и я уже возле белобрысого паренька. Беру его за плечи и поворачиваю к себе. «Ауа!» Хватая ртом воздух, тот пытается что-то сказать. Провожу тот же прием, что и с девчонкой. Ага, глазами захлопал. Значит, сейчас состоится диалог. «Сука!» — заикаясь, выдохнул он. «Убью гадину! Тварь! Ненавижу!» «Очень познавательно», — сказал я и как следует встряхнул его. «А теперь давай по порядку. Одного ты уже убил». И тут до него дошло происходящее, как, впрочем, и до меня. Паренек сполз на пол по стене и закрыл лицо руками. Спустя некоторое время он все же смог рассказать, что здесь случилось. Сама история стара как мир. Парень любит девушку, а она любит подарки. Цветочно-букетный период подошел к концу, и начались суровые будни. А когда мужчина приносит в дом обыкновенную рядовую зарплату при неработающей жене, этого явно не хватает. Она же красивая и должна себя баловать. Так никто и не спорит, все для тебя, родная. Вторая работа плюс колымы. И вот на лице слабого пола снова недовольство. А что не так? Не любит? Дома не бывает, а когда приходит, так сразу спать? Внимания должного не уделяет. Так ногти же нужны, туфли на распродаже, а еще у Светки сарафан новый. Ну, так многие живут. Сходятся, расходятся. Кто-то привыкает, притирается, как детали в механизме. Другие молча терпят и радуются, когда муж приносит очередную зарплату. Третьи начинают пить. Вариантов тьма. Эта пара пошла по редкому пути, но все же возможному. Однажды молодая и красивая жена пришла домой с новыми сережками. На вопрос «откуда?» последовал незамысловатый ответ. Светка отдала, они ей надоели. Ответ ослабил напор мужа, и на другие новые игрушки он уже поглядывал спокойнее. Нет, совсем без внимания они не оставались, но ответы всегда попадали в цель. Наивный муж верил, хоть и не поощрял подобного. С чего вдруг жадные до побрякушек подруги стали бы вот так запросто с ними расставаться? Да и его жена не похожа на ту, что будет радоваться обноскам. Вот так, по крупицам, и зрело зерно недоверия. А тут еще и разговоры начали к этому прибавляться. Как, например, тетя Маша из соседнего подъезда как бы невзначай поинтересовалась. «Твоя работа наконец-то нашла?» — спросила она, встретив мужа у помойки. «С чего вы взяли, тетя Маш?» — спросил он, не ожидая подвоха. «Так это...» — замялась была она. «Ты как на работу уходишь, за ней на солидной машине приезжают. Я-то старая подумала, что начальник какой». Большего ему и знать было не нужно. Он даже слушать дальше не стал, хоть бабка и продолжала что-то причитать. Конечно, в этот вечер никакого скандала не было, даже когда жена примеряла новенькую кожаную курточку. Он даже не спросил по обыкновению, откуда она взялась. Зато четко решил, что завтра же непременно проследит за своей благоверной. Это завтра не заставило себя долго ждать. Хотя как не заставило? Минуты еле тянулись, неохотно складываясь в часы. Сон не шел, мысли путались. Злость сменялась отчаянием, а затем горечью. Хотелось разбудить молодую жену и разбить ей нос. Вот только нужно знать наверняка, иначе он себя не простит. Утром, сделав вид, что все как обычно, он вышел из подъезда и, зайдя за угол, принялся ждать. Предварительно он вытряхнул все свои заначки и уже позвонил в такси. На свою машину денег заработать так и не вышло. Все в жену-красавицу вложил. Он позвонил на работу и отпросился, сославшись на плохое самочувствие, и принялся ждать. Прошла, наверное, пара часов, прежде чем к подъезду подкатила черная BMW X6. Жена тут же выпорхнула из подъезда и с улыбкой, какую он не видел уже очень давно, села в машину. Видимо, по его лицу таксист все понял и молча тронул машину вслед за БМВ. К гостинице подъехали буквально через несколько минут. Они даже из родного микрорайона не выехали. Спасибо, что хоть не на семейном ложе. Это, конечно, слабое утешение, особенно в подобных ситуациях. Как он вошел в номер? Как узнал, в какой нужно войти? Об этом история умалчивает.
Но вот ворвавшись к страстным любовникам, он вначале встал как вкопанный. А дальше на глаза попался нож. Самый обыкновенный кухонный нож, которым любовники собирались порезать сладкий торт, видимо, решив, что он подождет, пока первая страсть не уляжется. Этот самый нож сейчас торчал в груди незадачливого ухажера. Самое смертоносное оружие всех времен. Нет, не атомная бомба, и даже не водородная. Именно кухонный нож унес больше всего жизней за всю свою историю существования. «Я бы все отдал, чтобы этот ублюдок был сейчас жив», — тихо произнес парнишка, завершив свой рассказ. «Что ты сейчас сказал?» Я едва не подпрыгнул от того, что услышал. «Я сказал, что душу бы отдал, если бы он сейчас ожил», — повторил тот. И тут я вдруг ясно понял, что нужно делать. Я вывел парнишку из номера с трупом, завел к себе и усадил в кресло. Затем пристально посмотрел ему в глаза и повторил вопрос. «Ты уверен, что хочешь отдать свою душу за жизнь этого человека?» «Да», — был твердый ответ, хоть и казалось, что парнишка находится в каком-то трансе. Дальше я поступил точно так же, как и в чистилище, когда был частью роя. Поставил метку. Парнишка вздрогнул, вытянулся и уставился на меня испуганными глазами. «Что вы сделали?» — спросил он и потер грудь. «Жжется!» «Сейчас пройдет», — уверенно сказал я. «Поздравляю, твоя просьба исполнена. Этот мудак будет жить, но, скорее всего, устроит тебе большие проблемы». «Вы кто? Дьявол?» — все еще испуганным голосом спросил тот. «Ха-ха-ха, если бы!» — расхохотался я. «Я иногда работаю на него». «Теперь моя душа попадет в ад?» — уже угрюмо спросил он. «Из-за этой суки? Твой поступок спасет тебя», — отрицательно покачал головой я. «Отдать душу за того, кого ненавидишь. Думаю, подобный козырь побьет любую карту». «Все получилось не совсем так», — устало опустил голову паренек. «Я хотел убить ее, но промахнулся. За нее я и гроша бы ломанного не отдал». «В одном ты прав, она сука», — с пониманием сказал я. «Но поверь мне, виноваты всегда оба». Похлопал парня по плечу и продолжил. «Кажется, тебе пора». За дверью уже были слышны жалобные крики и причитания. Видимо, метка сработала, и герой-любовник уже начал подавать признаки жизни. Парень, скорее всего, сядет. Нет у нас смягчающих обстоятельств, когда ты бьешь ножом богатого. Адвокаты добьются самого строгого приговора. У того просто не хватит денег, чтобы достойно ответить им. Может быть, помочь ему и с этим? Вот удивится этот мудак, когда столкнется с моим Ксенофортовым. А это идея, сказал я, с улыбкой набирая номер адвоката компании «Адам». Адвокат примчался спустя 1,5 часа. Полиция уже вовсю потрошила бедного паренька. Раненого увезли на скорой, но все остальные были здесь, и я в том числе. Правда, как главный свидетель, но не обвиняемый. Хватка Ксенофортова просто восхищала. Наблюдать за его работой — одно удовольствие. Полицейские тут же вызвали старшего и удалили нас с места преступления. Волокита предстояла та еще. Скорее всего, до вечера из отделения не выбраться. Я размышлял о случившемся, сидя на скамейке в коридоре полиции. Меня не арестовали, но и свободы практически не было. Даже покурить выходил с конвойным. Вроде бы все уже понятно, парнишка признался, но я продолжал находиться под присмотром. Впрочем, переживаний по этому поводу было 0. Мысли крутились вокруг всего произошедшего, но как-то вяло, ведь поспать мне так и не дали. Вот так, сидя в полудреме, я наблюдал за происходящим. Постоянно открывались и закрывались двери в кабинетах, естественно, не от ветра. Жизнь кипела, люди ходили мимо меня, так что постоянно требовалось подобрать ноги, которые я периодически вытягивал. В казенных помещениях об удобстве расположения не думают. В очередной раз я наблюдал за проходящим мимо меня молодым майором. И вдруг в голове что-то щелкнуло, а ведь я его знаю. Мысли смутно заметались, разгоняя сонное состояние и пытаясь сфокусироваться на поиске информации. Точно. «Михаил?»
Вначале неуверенно, в полголоса спросил я. «Перов!» — уже окликнул я удаляющуюся фигуру. Майор обернулся, и на его лицо наползла улыбка. «Максим Александрович», — начал он, — «опять вы напутали. Не Перов, а Первов. Вы какими судьбами?» «Ха-ха-ха!» — расхохотался я. «Это я вам в отместку», — продолжил я. «Вы же меня тоже путаете. Александр Максимович я». «Точно», — хлопнул тот себя по лбу. «Дела. Забегался, засуетился. Вы так и не ответили на мой вопрос. Почему вы здесь? Да к тому же с охраной». «Это забавная история», — усмехнулся я. «Попал в главные свидетели. Покушение на убийство в гостинице. Может, слышали?» «А как же, весь отдел на ушах», — кивнул тот. «Может, расскажете подробнее за чаем?» «Это если меня товарищ сержант отпустит». Кивком головы я указал на конвойного. «Андрюш, мы с Александром у меня в кабинете посидим. Я Голованову сам скажу, ты иди». Спокойно отпустил мое сопровождение Первов. Молодой парень тут же расплылся в улыбке, поблагодарил майора и моментально испарился на лестнице. Михаил же вежливо постучал в дверь к следователю, из-за которой доносились ожесточенные дебаты. «Олег, привет!» — в появившуюся паузу произнес он. «Я у тебя Александра, главного свидетеля, украду. Мы у меня в кабинете чаю попьем. Андрея я отпустил». Что ему ответил следователь, я не слышал. Но Первов кивнул, закрыл дверь и призывно махнул мне рукой. Хоть он и помолодел лет на 30, но узнать его было нетрудно. Все тот же серый костюм, точно такой же спартанский кабинет. Нет, кто бы что ни говорил, а люди не меняются. И ангелы, видимо, тоже. «Ну, рассказывайте», — начал я, когда мы устроились в кабинете Михаила. «Да что рассказывать?» — отмахнулся тот. «У тебя-то, смотрю, жизнь гораздо интереснее складывается». «С чего вы взяли?» — спросил я. «Давай уже на «ты». Мы почти одногодки сейчас», — с улыбкой произнес он. «А взял я с того, что имя ты сменил. Да и фамилию, полагаю, тоже». «Сменил», — кивнул я. «Пришлось умереть у всех на виду». Я рассказал ему все. Не забыл упомянуть и о том, что душу свою за Оксану отдал. О встрече с Евой также не забыл. К концу моего рассказа Михаил становился все более и более задумчивым. «Я рад, что ты сделал правильный выбор», — сказал он наконец. «Вот только почему ты до сих пор продолжаешь на него работать?» «Что значит «почему»?» — удивился я. «Я же на контракте». «Дался тебе этот контракт», — отмахнулся тот. «Нет, там очень жесткие рамки», — помотал головой я. «К тому же разве плохо для вас иметь своего человека в чужом лагере?» «Тоже мне тайную сеть нашел», — рассмеялся Первов. «Думаешь, мы прячем свои намерения друг от друга? Да за такое количество веков у нас все давным-давно на виду». «Это да», — задумчиво произнес я. «А ты мне случайно не подскажешь, за что именно Оксана душу отдала?» Ева оговорилась в этом вопросе, но продолжать не пожелала. «Эй, нет, парень», — выставил он руки вперед. «В семейные вопросы меня не впутывай. Это дело только ваше. Сами разбирайтесь. Вот с парнишкой могу помочь». «С ним и Ксенофортов разберется», — отмахнулся я. «Это точно», — согласился Первов. «Он у вас еще тот волчара. Ну да и неудивительно, уже 200 лет с законом работает». «Сколько?» — выпучил я глаза. «А ты думал?» — усмехнулся Михаил. «Ты сам-то на сколько контракт подписал?» «На век», — задумчиво ответил я. «Но, честно говоря, уже жалею». «Так ты не сожалей», — усмехнулся тот. «Самое интересное еще впереди». «Не пугай», — отмахнулся я. «Нет, нисколько», — улыбнулся он. «Просто со временем твое мировоззрение поменяется. Работа станет обыденностью, а ты начнешь искать себя совсем в другом». «Ты что, будущее видишь?» — усмехнулся я. «Нет, я очень долго живу», — ответил Михаил все с той же добродушной улыбкой. «Многое видел и знаю, как все устроено. Думаешь, Ксенофортов получает удовольствие от своей работы?» «А разве нет?» — спросил я. «По-моему, он сейчас в таком азарте, что обо всем на свете забыл». «А вот и нет», — покачал головой Михаил. «Чтобы ты знал, он художник. Именно это приносит ему удовольствие.
Работа так, как ты выражаешься, контракт. Художник, говорите? Удивился я. Но я не видел ни одной его картины. И не увидишь, кивнул тот. Он никому их не показывает. Говорит, что пусть удивляются после его смерти. Мол, и так дел хватает. Его можно понять, согласился я. Вот так, за тихой беседой, я и провел время. Затем меня вызвали к следователю. Первов, тут же сославшись на дела, выпроводил меня за дверь, а сам умчался куда-то. Мой допрос много времени не занял, и уже через час я стоял на прохладном вечернем воздухе. Ксенофортов, к слову, добился того, что парнишку даже в СИЗО не упекли. Он был мне очень благодарен. Еще долго тряс мою руку и обещал примчаться на помощь по первому звонку. Конечно, мне было очень приятно. Самое сложное для меня началось как раз в тот момент, когда я покинул помещение полиции. Нужно было позвонить Оксане. Я просто не мог больше избегать ее. Ну и на этот раз обстоятельства спасли меня от тяжелого разговора. На телефон прилетела СМС с короткого номера 666. «Бегом ко мне». Ну, надо так надо. Валеру я беспокоить не стал, хоть от него и было несколько пропущенных. Пусть отдыхает. Вызвал такси и, запрыгнув в машину, помчался навстречу с боссом. В офисе царила тишина. Все уже давно разъехались по домам. Только охрана бдила на своем посту. Но уже не так, как это выглядит днем. Когда я проходил мимо их поста, доблестные стражи порядка только глаза на меня подняли. Мы поздоровались кивком, и я спокойно прошел к лифтам. Оксана была на месте, и как только я вошел в приемную, подняла на меня удивленный взгляд. В ответ я пожал плечами, указал пальцем на дверь и изобразил гневного босса. Она тихо хихикнула и прикрыла рот ладошкой. — Так значит, вот как ты ответил на мою доброту? Прямо с порога начал Адам. — Я дал тебе все, а ты предал меня! — Я не понял, босс, — опешил я от напора. — В чем я виноват? Я все сделал именно так, как ты сказал. — Если бы сделал, то этого разговора сейчас бы не было. Немного остыв, продолжил он. — Ты связался с Евой и пошел у нее на поводу. — А у меня разве был выбор? — возмутился я. — Кто я такой, чтобы лезть поперек этих сил? Мне даже дотронуться до него не дали. — И вот именно поэтому ты решил откупиться точно такой же душой? — вновь перешел на гнев Адам. — Я, по-твоему, совсем идиот? — Прости, Адам, я не подумал. Включил я саму невинность. Но я забыл, с кем имею дело. Адам читал меня как открытую книгу. — Ты издеваешься? — взревел тот, и в кабинете мгновенно стемнело. — Да я тебя в пыль сотру! Я сжался в комок и приготовился к смерти. Подозреваю, что на этот раз ожить у меня вряд ли получится. Глава 24. Прошло какое-то время, но я все еще оставался жив. Пауза затянулась. В кабинете стояла гробовая тишина. Я рискнул и открыл глаз. Адам стоял в позе мыслителя, подперев рукой подбородок, и смотрел на меня. Ничего не происходило. Он просто стоял с задумчивым видом, и все. Я открыл уже оба глаза и рискнул нормально сесть в кресле. — А знаешь, — наконец подал голос он, — очень уж ты легко отделаешься. — Вы о чем? — спросил я. — Ха-ха-ха! Ну неужели ты думаешь, что я это так оставлю? — развеселился Адам. — Вначале я хотел стереть тебя в пыль, потом думал запихать тебя в самое пекло, в самые нижние слои своего ада. Я молча слушал и ждал продолжения. Но потом немного успокоился. Жаль терять своего лучшего курьера. Ведь так ты себя называешь? — Моя работа похожа на работу курьера, — сказал я севшим голосом. — Никогда не думал об этом под таким углом, — абсолютно спокойным голосом произнес он. — Возможно, ты прав. Одного я никак не пойму. Почему ты предал меня? Я дал тебе все, о чем ты мечтал. Деньги, красивую женщину, свободу, в конце концов. Ты бессмертен на протяжении всего контракта. — Я вас не предавал, — ответил я. — Я честно выполняю свою работу. Вы получаете все души, но здесь я бессилен. —
Ты мог бы выбрать взамен тех, чьи души ты сможешь принести. Вновь начал злиться Адам. Но нет, ты пошел на поводу у нее. Решил поиграть со мной? Тогда играй по всем правилам. О каких правилах речь? Я тоже начал заводиться. О тех, что нельзя забрать душу человека, который пожертвовал ее на жизнь другого? Так вы сами толкнули меня к этому клиенту. Ты сам пришел ко мне и требовал дать тебе заказ, взревел Адам. Так что же ты его не исполнил? К вам пришла бездушная машина, буркнул я. А мне насрать, резко успокоился тот. Я знал, что эту душу забрать невозможно, но я понадеялся, что в том состоянии тебе будет все равно. Но я не думал, что ты станешь поступать подобным образом. Вместо одной души, которую мне не получить, ты хочешь преподнести мне две таких же никчемных. Неужели вам никогда не хотелось никому помочь? Я решил попробовать зайти с другой стороны. — А с какой стати? — удивился Адам. — Вот скажи мне, ты прожил достаточно на этом свете. Он заглянул мне в глаза, и я почувствовал, как бездна коснулась моего разума. Почему ты оттолкнул бомжа у супермаркета, вместо того, чтобы дать ему денег на выпивку? Он здоровый человек, может заработать, буркнул я, уже понимая, к чему он клонит. Тогда почему я должен вам помогать? Задал закономерный вопрос Адам. С какой стати? Вы все можете добиться всего, чего только пожелаете. Но нет, вы бежите ко мне, к отцу, просите, умоляете. А чего ради я должен делать это все просто так? Я молчал, просто не знал, что сказать. Молчишь? Да все потому, что знаешь, я прав, и ты это понимаешь. Ты согласился на эту работу и обязан ее выполнять. Я не нарушил контракта, сказал я. Все исполнено так, как там изложено. Думаешь, ты умнее всех? Адам прошелся по кабинету. Или ты любитель правды и справедливости? Ах да, у тебя же предстоит серьезный разговор с Оксаной. Почему бы не поговорить о справедливости и правде вместе с ней? Вы переходите на личное, сквозь зубы процедил я, начиная по-настоящему злиться. Мальчик, кажется, ты забыл, кто я такой, громыхнул голос Адама под потолком кабинета. Он сел на свое законное место, нажал кнопку селектора и уже обычным тоном попросил Оксану войти. Когда она вошла к нам, Адам сидел с улыбкой, а в его глазах зажглись огоньки азарта. Оксана же встала в дверях в нерешительности и прижала руки к груди. Во взгляде читался испуг. — Оксаночка, Максим Александрович жаждет знать, за что ты отдала мне свою душу? — сладким голосом произнес босс. — Адам, не надо, пожалуйста. Ее глаза забегали, а на лице отразился испуг. Можно мы сами разберемся со своими проблемами? — Что же вы не разбирались с ними с самого начала? Не меняя тона, спросил он. Вы пихаете свой нос в мои дела и не спрашиваете, можно? Но вот когда дело касается вас самих, то тут же вспоминаете о личном. Мы молча смотрели друг на друга. Теперь было понятно, что разговора нам не избежать. А самое страшное, что разговор этот будет происходить при свидетеле. Она пришла ко мне лет 8 назад, продолжил Адам. Не призывала, как это делают остальные. Пришла сюда, в мой офис, полная решимости. Максим, не слушай его, со слезами на глазах попросила она. Ты бы видел ее. Не обращая на Оксану внимания, дальше рассказывал он. На таких женщин не смотрят даже законченные алкоголики. Но для меня вы все красивы. Я не придерживаюсь стереотипов. Люди сами создали себе эталоны красоты, привыкли к ним и думают, что любое отклонение является уродством. Только все совсем наоборот. Не будь у каждого из вас изъяна, вы все были бы на одно лицо. Но она хотела стать красивой, такой, какими вы рисуете женщин на обложках журналов. Она умоляла меня забрать ее душу, и я согласился. Вот только не совсем обычным способом. Он лукаво улыбнулся после этих слов. «Пожалуйста, Адам, замолчи!» — почти шепотом произнесла Оксана и, припав спиной к стене, сползла на пол, закрыв лицо руками. «Нет, вы оба дослушаете эту историю!» — злобно произнес он. «Ты, наверное, уже догадался, каким образом мы заключали сделку», — обратился он ко мне.
Видимо, речь идет о горизонтальной позе, усмехнулся я. Если бы только о ней, точно так же усмехнулся тот. Позы мы меняли чуть ли не сутки подряд. К тому же она была еще девственница. С каждым новым заходом она менялась и становилась все красивее. Остановились мы лишь тогда, когда она перестала меняться. Если я правильно умею считать, то Денис, получается, твой сын? Спросил я спокойным голосом, опережая его рассказ. Внешне я оставался абсолютно непоколебимым, но внутри все кипело, меня просто наизнанку выворачивало от злости. Конечно, Адам все это видел, но вот показывать эти эмоции я ему не собирался. «Да, Максим, ты прав», — довольно кивнул он. «Денис — это мое дитя, но я не против того, чтобы ты занимался его воспитанием. Из тебя выйдет хороший отец». «У вас все?» — сухо поинтересовался я. «Нет, не все. Ха-ха-ха!» — захохотал он. «Ты еще не знаешь самого главного и интересного. Именно она просила меня найти олуха, который пожелает обнулить ее контракт. И так уж вышло, что им оказался ты». «Теперь все?» — процедил я сквозь зубы. «Теперь да. Точнее, не совсем все». Он поднялся из своего кресла. «Ты уволена!» — он указал пальцем на Оксану. «А ты иди и продолжай исполнять свою работу. Еще раз предашь меня и вернешься к своему прежнему жалкому существованию». «Я вас не предавал», — коротко бросил я и покинул кабинет босса. «Максим, стой!» — Оксана выбежала вслед за мной. «Все не совсем так, как он сказал». «А как?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Давай, скажи мне, что вначале держала меня за лоха, а затем полюбила. Или нет, лучше скажи, что ты не хотела, чтобы все так получилось». Она стояла молча, глядя прямо в пол, и весь ее вид говорил о том, как ей сейчас тяжело. Вот только я не мог унять клокочущую ярость в себе. Я любил ее всей душой и, скорее всего, продолжу любить и дальше. Но сейчас мне больно, скорее всего, так же, как и ей. Даже умирать было гораздо проще. «Я не знаю, что делать», — тихо произнесла она. «Прости меня». «Возможно, позже», — сухо произнес я и вышел из приемной. Куда я ехал? Чего я хотел? Все вокруг потеряло всякий смысл. Ночная Москва немного успокаивала. Машина урчала двигателем, а в голове роились мысли. Даже не знаю, считать это предательством или нет. Если бы история закончилась на ее сыне, мне было бы все равно. Но вот так, я олух, которого использовали. Это никак не могло уложиться в моей голове. Все эти встречи, улыбки, стоны в постели — все это было ложью? Может быть, потом это стало настоящим, но изначально она познакомила меня с сыном, рассказала страшную историю его болезни. Выдумала? Или это было четко и холодно спланировано? Скорее всего, она действовала по плану. А ведь меня пытались предупредить. Михаил, Хлыст, даже Адам, там, в том мире, где обитают духи. Он говорил мне не спешить. Все говорили, даже Генка. Генка, может быть, позвонить ему? Он выслушает меня, тем более, что он как раз должен вернуться. Я достал телефон и по памяти набрал его номер. Все никак не могу занести в книгу нужные мне номера. «Алло», — ответил он довольно бодрым голосом. На заднем фоне играла какая-то музыка. «Это я», — коротко бросил я в трубку. «Ты сейчас где?» «О, кого я слышу!» — обрадовался он. «А что с твоим голосом? Случилось чего?» «Случилось, Ген», — буркнул я. «Скажи, куда мне подъехать?» «Давай к клубу». Он надиктовал адрес, который я вбил в навигатор своего крузака. Через полчаса я подъехал по указанному адресу. Генка встретил меня на входе. Когда я подошел к нему с мрачной рожей, с его лица тут же пропала улыбка. «Все так плохо?» — вместо приветствия спросил он. «Давай уже пить», — бросил я на ходу. Накидался я довольно быстро. Примерно через 40 минут мой язык начал заплетаться, а еще минут через 20 я уже пытался начать буянить. В итоге Генка уволок меня в випку, чтобы нам никто не мешал. Там я и рассказал ему все, что со мной приключилось, с того самого нашего последнего разговора.
Он выслушал меня, советов никаких давать не стал. Молча встал и вышел из випки. А спустя 10 минут завалился с кучей девчонок. Началось веселье. Примерно часа через 3 Генка вызвал такси и отправился с 2 подружками в мою старую квартиру на Новом Арбате. Ее я переписал на него по наследству в тот самый день, когда просил оповестить моих родителей о том, что я жив. Я же остался с 2 другими подругами и уже собирался прокатить их на своей машине по ночной Москве. Вот только в моем кармане завибрировал телефон 2 короткими сигналами, оповещая о том, что пришло СМС. Я покинул шумное помещение клуба и достал телефон. Так и есть, 2 адреса и имя клиента. «Ну что, Тимофей Николаевич, вам, кажется, пора», — пробормотал я себе под нос. Проснулся я в машине. Тело затекло, несмотря на то, что машина у меня не маленькая. Кажется, вчера был заказ, и, кажется, вчера я его выполнил. Не очень хорошая идея, если учесть то, что вчера я еще размахивал поддельными документами сотрудника ФСБ. Как еще охранник полицию не вызвал? Наверняка просто не захотел связываться. Идиот, больше я себя никак не назову. Повезло еще, что клиент попался спокойный. По-моему, он даже был готов к тому, что я сделал. Смутно помню, вроде даже выпивали с ним. Ладно, надеюсь, я не возле тела нахожусь. Я приподнялся на сиденье и осмотрелся. Вот так номер. Пьяные мозги привели меня к дому Оксаны. Так, нужно сваливать отсюда, пока меня не заметили. Пробормотал я и запустил двигатель. Тут же затрезвонил телефон, который валялся где-то на полу. Я пошарил рукой, извлек его из-под сиденья и, не глядя, ответил на звонок. «Не уезжай, пожалуйста», — услышал я в трубке голос Оксаны. «Давай поговорим». «Говори», — хриплым голосом ответил я. «Максим, поднимись ко мне», — попросила она. «Я не прошу тебя остаться со мной. Дай мне хотя бы все объяснить». «Сейчас буду», — бросил я в трубку и отключил звонок. Машину я не глушил, поэтому просто переключил коробку в режим драйв и выехал со двора. Для себя я уже все решил. Осталось только поговорить с Оксаной. Отъехал я недалеко, всего лишь до соседнего магазина. Там я прихватил колбасы, сыра, хлеба и бутылку пива. Кто бы что ни говорил об алкоголизме, похмелье и о рамках приличия, разговор я буду вести в более или менее адекватном состоянии. Сейчас его таким не назовешь. Даже если исключить это пиво, выхлоп меньше не станет. Все остальное я взял к чаю. Проверенный метод, кстати, позавтракать. Состояние почти сразу приходит в норму. Пиво я осушил во дворе, не выходя из машины. Но ездить под градусом я больше не собирался. Подхватив пакет, я настроился на серьезный разговор и пошел к подъезду. «Привет», — опустив глаза, поздоровалась Оксана. «Привет», — ответил я. «Что у тебя там?» — спросила она, указывая кивком на пакет. «Завтрак». «Ведь ты же не завтракаешь». «Сегодня нужно», — буркнул я. «Ясно», — ответила она и приняла у меня сумку. Быстро нарезала бутерброды, поставила чайник и села напротив. Пока я жевал, она смотрела на меня, подперев голову руками. Обычно она делала так с улыбкой, но сегодня она ловила каждое мое движение, и было видно, что ее гложет беспокойство и неуверенность. «Все», — заключил я, откинувшись на спинку кухонного уголка. «Максим», — сразу же начала она, — «прости меня, пожалуйста. Я понимаю, что такое нелегко забыть, но я правда полюбила тебя. Я дура, я не хотела, чтобы все так получилось. Я просто хотела жить. Ты бы видел меня до всего этого. Адам прав, даже самый законченный алкоголик не посмотрел бы в мою сторону. Да, я продала душу, я отдала ему свою девственность, но за все это я получила тебя и сына. Вы для меня очень дороги. Пойми, Максим, ты нужен мне. Я не хочу снова остаться одна». «Заткнись», — спокойно оборвал ее я. Затем взял за подбородок и заглянул в глаза. Я уже все решил. Этот разговор мне был не нужен. Все эти оправдания, все эти прости, и я не хотела. Одно я знал точно. Если она еще раз предаст меня, убью.
Я впился в ее губы. Я простил ее. Эпилог. Как я живу? Да нормально все. Мы вместе с Оксаной. Денис вырос. Больше всего я боялся того, что он станет вести себя, как дети из фильма «Омен». Но нет, нормальный ребенок. Животных не мучает, друзей не убивает. Умный не по годам — это да. Меня отцом называет. Да все у нас хорошо. Ах да, она беременна, теперь уже от меня. Ждем девочку. Я вот уверен, что она будет красавица. Но Оксана постоянно переживает. Говорит, что у нее генетика плохая, что вся ее красота не настоящая, не от рождения, то есть. Успокаиваю, но все без толку. Гормоны, что ли? Я все так же работаю на Адама, собираю души. Пришлось еще несколько раз обмануть его. Теперь я должен уже 8. С Евой тоже общаемся, как и с Михаилом. Он даже в гости к нам пару раз приезжал. Из Москвы уехали, правда, недалеко. В первой же деревеньке землю купили и дом построили. Мой максимализм и здесь дал о себе знать. 300 квадратных метров. И это только первый этаж. Сверху еще 2 имеется. Ну, вроде бы ничего, справляемся. Когда я получил второй заказ на неприкосновенную душу и отдал вместо нее 2 точно такие же, Адам снова вызвал меня к себе. Кричал, ругался, даже в ад меня бросил. Сколько я там провел, не знаю. Память почти стерла все, что там было. Мы потом долго разговаривали. В итоге он просто махнул рукой и назвал меня идиотом. Слышал, что он себе еще одного курьера взял, специально для таких заказов. Что он за человек, не знаю, не встречались. Сейчас я пытаюсь их с Евой примирить, но, думаю, века мне для этого маловато. Страшно мне еще. Как подумаю, что мне Оксану хоронить, впору на Луну выть начинать. С Адамом на эту тему говорил. Он мне отказал. За тупость за твою непробиваемую. Вот так ответил. А дома я потом от нее огреб, чтобы не лез. Не хочет она вместе со мной век жить. Точнее, жить-то хочет, но вот других последствий не желает. Но я упертый, я менеджером был.